Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Екатерина Телина, и я рада приветствовать вас на Национальном педагогическом форуме «Образование 3D. Духовность, доминанты, достижения». Наш форум проходит уже в привычном онлайн-формате. Мы находимся в стенах Башкирского государственного педагогического университета. Трансляция ведется из Уфы, столицы Республики Башкортостан. Однако география форума включает в себя не только всю нашу необъятную страну, но и соседние такие родные государства: Казахстан, Кыргызстан, Белоруссию и Болгарию. Дорогие зрители, вы можете задавать свои вопросы в комментариях к нашей трансляции на YouTube. Я постараюсь их обязательно переадресовать нашим спикерам. Согласитесь, на протяжении многих веков хорошее образование было привилегией элит и правящего класса. Советский период истории нашей страны до сих пор находится в стадии переосмысления, однако безусловным достижением советской эпохи является открытие доступа ко всеобщему образованию. Возможность учиться появилась у всех. И, наверное, поэтому 20 век подарил миру взрывной рост технического прогресса и громкие имена ученых, за которыми, конечно, стояли выдающиеся педагоги, сумевших влюбить талантливых учеников в знания и открытия. 21 век стал новым вызовом, а уходящий 2020 заставил всех нас переосмыслить многие ценности. Стало совершенно очевидно: без умения учиться, мыслить самостоятельно, постигать новое в любом возрасте нам всем просто не выжить. Я с удовольствием открываю пленарное заседание Национального педагогического форума и предоставляю слово Мелехину Андрею Викторовичу, директору Департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров Министерства просвещения Российской Федерации. Андрей Викторович, вы нас слышите? Здравствуйте, уважаемые коллеги. Здравствуйте. Разрешите от имени Министерства просвещения Российской Федерации поприветствовать организаторов и участников Национального педагогического форума. В этом году система образования всего мира оказалась перед серьезными вызовами. Мы должны были в срочном порядке перевести образовательный процесс в дистанционный формат, обеспечить безопасность детей в цифровом образовательном пространстве, мотивировать их, организовать контроль для них в новом формате. Но я хочу еще раз подчеркнуть, что это вынужденная мера, а не стратегия государственной политики, что только эпидемиологическая ситуация в каждом конкретном субъекте Российской Федерации определяет тот или иной формат дистанционного обучения. Отметим, что в последнее время существуют регионы, которые успешно возвращаются к очной, главной, традиционной и педагогически целесообразной форме очного обучения. Хочется отметить, что одной из важных задач было сохранение качества обучения, обеспечение его результативности. Хочу отметить, что наше образование с честью выдержало все трудности пандемии, самоизоляции и дистанционной работы. Да, были моменты, решение которых по объективным причинам потребовало времени, и есть отдельные вопросы, требующие решения и сегодня. Но в целом система образования нашей страны, в том числе и высшего образования, справляется с поставленной временем задачей. Во многом это оказалось возможным потому, что подобные проблемы неоднократно становились предметом самого широкого экспертного и профессионального обсуждения. В этой связи проведение Национального педагогического форума, безусловно, очень актуально. Сложная эпидемиологическая и социально-экономическая ситуация не помешала нам организовать ряд крупных научных мероприятий по проблемам педагогической науки и образования, которые прошли в университетах, подведомственных Министерству просвещения Российской Федерации. И сегодня эту эстафету принял Башкирский государственный педагогический университет имени Мидхетдина Акмуллы. Опять-таки пандемия и все следующие за этим обстоятельства показали всем нам роль и значение учителя не только в преподавании дисциплины, но прежде всего в воспитании подрастающего поколения. Заявленные организаторами сегодняшнего форума темы – это гуманистическое наследие просветительства, соотношение традиций, инноваций в педагогическом образовании, проблема дистанционного обучения. Все это является одним из самых актуальных задач и вопросов на повестке сегодняшнего дня. Заметьте, что эти вопросы, в том числе развития педагогической науки, подготовки будущих учителей, обсуждаются не только в профессиональном сообществе, но в целом само общество также активно в этом обсуждении, потому что их волнуют эти вопросы как никогда, включая вопросы и безопасности, экологии, и медицины. Это неудивительно.
Ведь они касаются каждого человека, а их решение сегодня определяет наше будущее, будущее наших детей и, не побоюсь сказать, будущее нашей страны. Ведь система образования – это не только федеральные государственные образовательные стандарты, расписание, фонды оценочных средств. Это в первую очередь люди, учителя, педагоги, студенты, ученики, сотрудники, профессорско-преподавательский состав. Все они обеспечивают формирование будущих поколений в целом и развитие общества и сегодня, и завтра. Сегодня очевидна ограниченность традиционной классной урочной системы, потому что на повестку дня выходят вопросы формирования качественной виртуальной образовательной среды, где минимизированы такие негативные факторы, как кибербуллинг, различные девиации, характерные для поведения молодежи в цифровом пространстве. Не меньшего внимания ученых, педагогов требуют вопросы цифровой этики, цифровой морали. В этой связи особое значение имеет эффективная работа всего педагогического сообщества нашей страны. Необходимо постоянное и качественное взаимодействие и сотрудничество в области научных исследований, сферы образования и педагогики, а также их эффективное внедрение в практику образовательных учреждений разного типа, развитие проекта базовых школ, федеральных и региональных инновационных площадок. Надеюсь, что решению этих указанных проблем поможет проведение национального педагогического форума на площадке Башкирского университета. В завершении своего выступления и приветствия хотел бы напомнить слова великого просветителя Акмуллы, который сказал, что знание всегда вернется величием. Хочу пожелать всем участникам форума продуктивной, эффективной работы, интересных дискуссий, которые в итоге поспособствуют установлению научных связей, разработке новых исследовательских тем и развитию нашей системы образования в целом, педагогического образования в частности. Успешной вам работы, благополучия и здоровья, дорогие коллеги. Спасибо большое, Андрей Викторович. Жаль, что вы дальше не можете с нами остаться, потому что ваша мысль о цифровой морали, цифровой этике очень цепляет. Хотелось бы на эту тему поговорить. Я думаю, что когда-нибудь у нас будет такая возможность. Я постараюсь вернуться к сегодняшней дискуссии, уважаемые коллеги. Прошу меня простить. Спасибо. Спасибо большое. Я же передаю слово Сагитову Салавату Талгатовичу, ректору Башкирского государственного педагогического университета имени Акмуллы. Салават Талгатович. Hürmetli kollegalar, hayırlı erте, Milli Pedagogika Forumda katnaşучылар, sizді барғызыла ихлас көңілден сәлемлейм. Доброе утро, добрый день, уважаемые участники и гости нашего Национального педагогического форума. Действительно, 2020 год кардинально изменил нашу жизнь, изменился процесс обучения. Мы перешли одномоментно в онлайн, и, к сожалению, вот и сегодняшняя наша встреча вынуждены мы проводить именно в онлайн-формате, хотя, конечно, хотели бы традиционно видеть вас всех здесь, в Уфе, но надеюсь, что технические средства связи позволят нам хоть чуть-чуть, но приблизить это ощущение. И самое главное, технические средства связи позволят нам обсудить и высказать все те наши вопросы к сегодняшнему состоянию образования, все те наши проблемы и, самое главное, поделиться нашими предложениями, как можно эти вопросы решить не только на базе одного университета или одного учреждения науки, но в целом и по стране, и в мировом масштабе. 21 век, он действительно продолжает ставить перед системой образования новые задачи, быть четко ориентированным на достижение глобальных целей, учитывая при этом возникающие нестандартные вызовы нынешнего времени, это необходимые качества, которые должен в себе сочетать педагог, и руководитель, и профессионал. Глобализация и сотрудничество стали основными трендами современного мирового образования. Высокая скорость технических изменений заставляет готовить учеников для жизни в том обществе, которое сегодня фактически еще не сформировано. Поэтому одной из приоритетных задач становится развитие глобальной коммуникации педагогического сообщества с целью формирования и реализации совместных образовательных проектов, где педагог должен стать и организатором, и наставником в новой образовательной среде. Наш форум – это открытая площадка для ученых, экспертов, руководителей образовательных учреждений, учителей, воспитателей, для всех тех, кого объединяет стремление повысить качество образования, поделиться практическим опытом и установить новые профессиональные контакты. И самое главное – наметить траекторию будущей совместной эффективной работы в новых условиях. Мы открываем наш форум 14 декабря. Это неспроста, мы выбрали эту дату. Сегодня день рождения выдающегося башкирского просветителя Мифтахиддина Акмуллы, имя которого носит наш университет.
Просветительство, особенно в XIX-XX веках прошедшего тысячелетия, было особым явлением безграничной истории Евразийского континента. Это целая эпоха в историко-культурном развитии народов, связанная с развитием философской и общественной мысли. Да, сегодня другие формы, технологии и методики в образовании, но задача стоит все та же – служение своему народу, всему человечеству и каждому человеку. В Республике Башкортостан буквально недавно появилась новая уникальная возможность в новом уникальном формате. В соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации, одним из 5 победителей конкурса на организацию научно-образовательного центра мирового уровня в стране стал Евразийский научно-образовательный центр, который располагается в Уфе. Евразийский НОЦ мирового уровня станет интегратором науки, производства и бизнеса, и уже к 2024 году должен дать первые практические результаты. Как отметил глава Республики Башкортостан Ради Хабиров, для Башкортостана это огромная победа. В предыдущие годы у региона не было подобных успехов, не было ни федерального вуза, ни Национального исследовательского университета, хотя уровень науки в Башкортостане всегда был и есть очень высокий. И сегодня совместными усилиями мы восполнили этот пробел. В условиях жесточайшей конкуренции с другими регионами мы успешно решили эту глобальную задачу. Конец цитаты. Наш Акмолинский университет также активно представлен в Евразийском НОЦ. Это проекты в области нанотехнологий, генетики, альгологии и, конечно же, педагогики. Ведь создание научно-образовательного центра тесно связано с развитием не только науки как таковой, но и образовательной среды в регионе в целом. Базой будущего научного центра станут вузы региона. И очень важно, какие студенты будут в них учиться. И будут ли они способны и мотивированы к научной деятельности. Важнейшую роль в подготовке таких студентов должны сыграть учителя, которым необходимо разглядеть талантливых ребят еще в школе. Научить их не только предметам, нужным для поступления в вуз, но и проектной деятельности. Дать первые навыки научной работы. Подготовка таких учителей, активных, обладающих необходимыми компетенциями, задача нашего Акмолинского университета. Здесь нужно и соответствующим образом пересмотреть планы обучения нынешних студентов, которые придут завтра в школы, и найти способы и методики помощи учителям, уже работающим в образовательных учреждениях республики. Необходимо развитие исследовательских сообществ среди молодежи. Такая работа возможна через инкубатор школьных и студенческих инициатив. У нас есть идея создания образовательного кванториума на базе будущего университетского кластера, где для студентов и школьников можно было бы проводить конкурсы и гранты на поддержку стартапов, хакатоны, идиатоны и другие мероприятия, стимулирующие ребят на развитие в сферах науки и предпринимательства. И нам это по плечу. Ведь Акмолинский университет – это более 25 тысяч обучающихся по различным направлениям и программам, более 300 профессоров и кандидатов наук, 228 программ высшего и 15 программ среднего профессионального образования, 10 сертифицированных центров компетенций по стандартам WorldSkills, базовый научно-образовательный центр современных математических исследований. Мы активно интегрированы в международное, российское и региональное научно-образовательное пространство. Акмолинский университет, единственный из вузов республики, входит в состав университета Шанхайской организации сотрудничества. Кроме того, мы являемся опорным вузом Российской Федерации по продвижению русского языка и одним из федеральных центров по исследованию проблем религиозного образования. Также в университете уже многие годы функционирует региональный центр Российской академии образования. В 2019 и особенно в 2020 году мы стали одним из самых активных вузов региона, участников национального проекта «Кадры для цифровой экономики». Конечно, уходящий год был непростым и для нашего университета, вместе с тем он был знаковым. Все педагогические вузы страны перешли в ведение Министерства просвещения России. И это не просто механистическая смена учредителя. За неполный год мы видим пристальное внимание и помощь Министерства просвещения в реализации проектов, направленных на повышение качества педагогического образования. Работа в этом направлении определена в качестве одного из приоритетов развития Акмолинского университета на ближайшие 5 лет. Как уже было отмечено, 2020 год бросил серьезный вызов вузам. Часть вопросов назрела еще до пандемии, но их большая половина была спровоцирована самоизоляцией, переходом на дистант. Организация Объединенных Наций с тревогой отмечает сегодня снижение уровня образования во многих странах в связи с пандемией и введенными ограничениями. Еще объективно не проанализирован итог глобального воздействия данной проблемы на уровень образования в мире и, в частности, в нашей стране.
Наша задача в этот период серьезных трансформаций изыскать возможности для сохранения достигнутого ранее уровня профессионализма в преподавании, для дальнейшего развития новых педагогических технологий, направленных на формирование учителя-профессионала будущего. Это касается и компетенций в IT-сфере, которые внезапно стали актуальными для десятков тысяч преподавателей вузов, учителей и воспитателей. На первый план вышли такие роли, как модерация, мотивация, а также умение держать эфир, владеть гарнитурой, помнить о звуке, освещении и так далее. Фактически преподаватели потихонечку стали превращаться в том числе в режиссеров и продюсеров своих курсов. Все это стало для каждого из нас не только реальностью, но и условием сохранения своего статуса и профессионального авторитета. Учитывая все эти проблемы, наш форум – это прекрасная площадка, где мы имеем возможность поразмышлять, каким будет будущее нашего образования, в том числе высшего, обсудить вопросы трансформации наших университетов, выяснить, есть ли у нас шанс двигаться в будущее, не меняясь, а если меняться, то в каком направлении. Наша задача взять то лучшее, что уже наработано, и определить новый вектор, а может быть даже несколько векторов развития, которые позволят сделать наше образование более привлекательным во всем мире. Университет сегодня – это прежде всего гарантия качественного профессионального образования. И рейтинг университета напрямую зависит от того, насколько востребованы его выпускники. Высокий уровень педагогического образования во все времена был и остается единственным условием качественного обучения и воспитания будущих поколений. И именно от нас зависит, какими станут учителя будущего. Ведь мы с вами готовим учителей здесь. Надеюсь, что наша общая работа позволит найти дальнейшие механизмы повышения эффективности подготовки учителей и ответить на вызовы современности. Уверен, что наша с вами дискуссия на протяжении этих нескольких дней будет очень плодотворной, и она будет, самое главное, качественной. Уверен, опять же таки, что, дай бог, следующая наша встреча уже пройдет в стенах нашего университета, и мы сможем уже в традиционном формате обмениваться теми нашими наработками, знаниями, достижениями, которые во многом предопределяют успехи завтрашнего дня. Я желаю всем участникам, в первую очередь, здоровья. Хотел бы выразить слова благодарности за то, что вы сегодня с нами, за то, что мы с вами вместе будем определять векторы развития будущего. Рахмет. Большое спасибо вам, друзья. Спасибо, Салат Талгатович. Скажите, пожалуйста, вот сейчас вы говорили про дистанционное образование в своем докладе. В обществе, конечно, сейчас превалирует такая негативная оценка дистанционного, и от педагогов мы слышим, и от родителей, и от студентов, и от школьников, ну вот не нравится. Ваш вуз в Башкирии один из первых перешел на дистанционное обучение, вы были новаторами в этом плане. Скажите, пожалуйста, а у вас сформировалась лично оценка все-таки не только минусов, минусы нам всем известны, а плюсы дистанционного образования вы видите? Вы их увидели? Вы Конечно, можете есть. Конечно, было уже отмечено, и Андрей Викторович правильно отметил, что дистанционное образование не может быть единственным источником знаний. Можно сказать следующее, что мы через дистанционный формат можем передать терабайты информации, я не знаю, миллиарды терабайтов информации, но в том-то и отличие учителя, что настоящий учитель, настоящий преподаватель, кроме информации, еще вкладывает душу, начиная со школьников, студентов и заканчивая более старшим поколением. И здесь говорить о плюсах или минусах в условиях пандемии, наверное, несколько неэтично. Самое главное, что стоит отметить, что вузы Башкортостана, в том числе и наш педагогический университет, оказался готов к этим, к сожалению, вынужденным изменениям. И тот минимальный объем информации, который мы можем дать, потому что максимально возможен только в стенах вуза, мы сумели это сделать и не остановить учебный процесс. Другое дело, конечно же, мы все ощущаем, вы правильно отметили, Катерина, что мы все на себе ощущаем ту нехватку общения, ту нехватку социального, то, что есть в человеке. Ведь человек – это существо социальное, и мы требуем, для нас необходимо постоянное общение, тем более для педагогов. Чем отличается педагог или будущий педагог? Он не только владеет знаниями, которые у него есть, предметными знаниями, он обязан уметь слышать, слушать и говорить. А все-таки это, в большей части, прерогатива традиционного общения, нежели дистанционного формата. Спасибо, Салат Талгатович. Участников форума хочет поприветствовать и Зинченко Юрий Петрович, президент Российской академии образования. Он записал нам свое видеообращение. Я прошу показать нам. Звук.
Дорогие коллеги, позвольте всех приветствовать в Башкирском государственном педагогическом университете имени Акмулы. Ребят, скажите, у нас звук есть, И видео? мы Да, помним, что Трансляцию. благодаря усилиям ректора проходит национальный педагогический форум «Образование 3D. Духовность, доминанты, достижения». Они в онлайн-формате. Сегодня, к сожалению, по-другому сложно собраться, но тем не менее от этого важность форума она не умаляется. Организатором форума выступает Башкирский государственный педагогический университет, Российская академия образования и ведущие вузы поддерживают этот форум. Но также хочется обратить внимание, что в рамках форума запланировано проведение 3 научно-практических конференций. Это «Духовный мир мусульманских народов», «Гуманистическое наследие просветителей в науке, культуре и образовании». Это 15-е акмулинские чтения. Также вопросы дистанционного образования будут рассматриваться, трансформация, преимущества, риски и опыт. Ну и, конечно, без традиций никакие инновации не заработают, особенно в национальных системах образования. Мы помним, что очень важной целью форума является обсуждение вопросов трансформации педагогического образования с учетом накопленного национальными образовательными системами опыта в условиях современных вызовов и системной трансформации образования и современного общества. И позвольте пожелать всем участникам сегодняшнего форума здоровья, успехов и всего вам самого доброго. Что ж, большое спасибо, Юрий Петрович, за внимание к нашему мероприятию. А я с большим удовольствием передаю слово ректору Кыргызского национального университета имени Балысагына, президенту Ассоциации азиатских университетов Садыкову Канату Жалиловичу. Канат Жалилович, здравствуйте. Вы нас слышите? Добрый день. Да, я вас Очень рада вас слышу. видеть. И с удовольствием вас слышим. Спасибо. Добрый день еще раз, уважаемые коллеги, уважаемые участники Национального педагогического форума. Позвольте мне отдельно передать свое приветствие ректору Башкирского педагогического университета Салавату Талгатовичу. Ежегодно на протяжении последних 3-4 лет мы имели возможность направлять своих сотрудников, представителей нашей педагогической общественности из Кыргызстана на этот большой значительно акмулинские чтения. И сегодня мы встречаемся здесь в онлайн-формате. Я хотел бы отметить, что тематика сегодняшнего Национального педагогического форума звучит просто замечательно. Она объединяет 3D. Вначале я подумал, речь идет о объемном изображении. На самом деле 3D объединяет понятия очень глобальные, крупные, такие как духовность, доминанты, достижения. И то, что в формате сегодняшнего Национального педагогического форума продолжается акмулинские чтения, это и есть формат духовности, который всегда был характерен для Башкирского педагогического университета. И хочу отметить, конечно, те изменения, которые происходят в технологии обучения, они вызваны рядом объективных причин, заставили нас принять меры для того, чтобы обеспечить качественное онлайн-образование. И во многих странах мира достижение интернет-связи, возможности подключения к онлайн-обучениям, семинарам, ведение занятий в удаленном формате стало одним из факторов вынужденного практически обеспечения доступа к образовательным ресурсам не только студентов высших учебных заведений, но у нас и школьников, учеников школ, средних образовательных учреждений, которые тоже были охвачены соответствующими занятиями для того, чтобы не снизить качество нашего образования. И наши студенты
педагогических факультетов, университетов были подключены к этим форматам. Технологическая составляющая педагогического образования возросла многократно. Мы встречались и с сложностями, и, как уже сейчас обсуждалось, и с определенными достижениями в этом формате. Но хотим отметить, что, конечно, достижениями стало то, что за короткий период и наши ученые, многие из старшего поколения педагоги, смогли подключиться к этому формату онлайн-обучения, овладеть соответствующими новыми методиками уже такого современного технологического формата. Но вместе с тем, конечно, я согласен вот с предыдущими нашими выступающими, Салават Талгатовичем, о том, что заменить педагога-учителя в живом общении со студентами, тем более с педагогами, и говорить о сохранении духовности нового поколения студентов, будущих педагогов, без контакта живого с учителем, с педагогом, это, конечно, очень сложный процесс. Вместе с тем, мы сумели все-таки вот у нас в Кыргызстане вступить в эту эру новых технологических методов обучения, применения активной онлайн методики обучения, подготовки. И вот в этом аспекте обсуждения сегодняшнего нашего форума, я думаю, что может продемонстрировать и следующий аспект D-формата. Это достижения, которые, безусловно, есть у наших университетов, у наших коллективов, которые сегодня будут обсуждаться. Да, безусловно, мы должны отметить, что важную роль в педагогическом образовании всегда играли люди передового поколения. Это наши просветители. Педагогический университет имени Акмулы и Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына созвучны тем, что выбрали своими, можно сказать так, лицами, представляющими образование, науку и педагогику выдающихся личностей. Наш Жусуп Баласагын, ученый-просветитель XI века, который написал прекрасную поэму «Благодатное знание», в котором именно знание выбрал как направляющий фактор для формирования личности нового времени. И наш просветитель Жусуп Баласагын является автором ряда строк, которые у нас в университете везде процитированы от входа до большого актового зала, где проходят большие форумы и конференции. Кыргызский национальный университет присутствует и на этом форуме со своими докладами. Вместе с тем мы вот этот призыв, который прозвучал в словах ректора Салавата Талгатовича о научно-образовательном центре Евразия, принимаем как приглашение активизировать наше взаимодействие совместное в этом аспекте. Да, мы в 2020 и 2022 году в течение 2 лет будем выступать в качестве базового вуза Ассоциации азиатских университетов. У нас намечена большая программа взаимодействия со всеми университетами нашего большого евразийского пространства. И мы будем рады видеть вас, уважаемые коллеги, на наших форумах. И мы намерены провести эти форумы, даст Бог, в 2021 году, в летний-осенний период уже в формате прямого контакта, без онлайн-регистрации встреч. Я хочу пожелать всем участникам сегодняшнего большого национального педагогического форума больших достижений, успехов. Считаю, что сегодняшний национальный педагогический форум с таким охватом проблем, который обозначен в программах и в заявленных докладах, достигнет своей цели
с большим успехом. Спасибо большое за внимание. Зурахмет Канат Джалилович, на самом деле мы, во-первых, еще раз давайте поздравим вас с избранием в качестве президента Ассоциации азиатских университетов. Не так давно это было. Желаем вам удачи и на этом поприще. И мы уверены, что наше взаимодействие на уровне и наших университетов, и на уровне наших республик даст хорошую почву для дальнейшего развития науки, в том числе и педагогической. Рахмат Хедга. Спасибо большое. Спасибо. Пришло время докладов. И первым станет доклад, который меня лично заинтриговал. Он называется «Свободное педагогическое образование». Мне всегда казалось, что образование, это некая такая консервативная константа, которая с трудом сочетается с таким понятием, как свобода. Но, видимо, мои представления устарели, поэтому я с удовольствием предоставляю слово Щербинку Андрею Валерьевичу, директору школы перспективных исследований Тюменского государственного университета, профессору Московской школы управления Сколково. Доклад называется «Свободное педагогическое образование». Андрей Валерьевич, вы на связи? Да, я на связи. Вы меня слышите? Очень рада, да. Да, здравствуйте, коллеги. Я очень рад, что меня пригласили выступить на этом форуме. Я сейчас попробую включить презентацию. Давайте попробуем. Так, как-то она включилась. У нас включилась презентация? Да, включилась презентация. Отлично, сейчас мы еще ее начнем. Вот. Вот так. Да, значит, я с какой позиции здесь буду говорить? Я буду говорить с двух позиций. С позиции, с одной стороны, директора школы перспективных исследований САС, это такой бакалавриат плюс 2 магистратуры в Тюменском госуниверситете. И в данном случае эта позиция важна, потому что я вижу, кто приходит к нам на первый курс учиться, то есть выпускников российских школ, которые к нам приезжают там из 30 регионов, конкретно в САС. И в этом смысле я вижу проблемы, да, я достоинствую проблемы этих ребят, которые начинают учиться. А с другой стороны, в Московской школе управления Сколково я работаю в Центре трансформации образования, который вообще работает с российскими университетами, в том числе и с педагогическими. Там, наверное, 150 у нас клиентов. И в этом смысле я неплохо себе представляю то, что происходит в вузовском образовании. И, собственно говоря, некий пафос моего выступления состоит в том, что для того, чтобы у нас были лучшие абитуриенты и студенты в университетах, нам нужно изменить педагогическое образование определенным образом, да, то есть потому что, естественно, они приходят к нам после школы. Кстати говоря, эта схема, мне кажется, очень важно ее иметь в виду всегда, когда мы говорим про образование и про связь школы с университетом, потому что все понимают, что произошла массовизация образования в Российской Федерации в последние 30 лет высшего. Но не все понимают, дают себе отчет, в каком масштабе. В 1978 году в СССР в вузы, в дневные отделения поступило 7% возрастной когорты. 93% населения не получало высшего образования в дневной форме обучения. Здесь заочные и вечерние не учитываются. Причем мы говорим не об университетах, да, которых там было мало, а вообще во всех вузах. Сейчас вы знаете, что ситуация обратная. Сейчас больше 60% выпускников российских школ поступают в университет. И это значит, что если в Советском Союзе могли говорить о том, что главная функция школы – это подготовить человека к жизни, то сейчас, де-факто, главная функция школы – это подготовить выпускника к успешному обучению в университете, потому что большинство из них пойдет в университет. А в университете произошли за это время очень большие изменения. То есть та образовательная труба, которая у нас до сих пор инерционно доминирует, мы ее называем образовательной трубой, потому что абитуриенты, первокурсники заходят на некую образовательную программу, так они учатся 3 года, иногда на 4-м году обучения у них есть некая специализация дополнительная, но более-менее все учатся вместе. Она была, естественно, разработана в Советском Союзе, и она работала на советскую экономику. Советская экономика, она отличается рядом черт, которые делали советскую систему высшего образования эффективной. Во-первых, у выпускника было, как вы все знаете, конкретное рабочее место. Была вообще система распределения. Количество выпускников было согласовано с количеством рабочих мест по тому или иной специальности.
И эти специальности медленно менялись. То есть предполагалось, что мы сейчас знаем, что такое инженер-технолог цементной промышленности, и через 10 лет это будет примерно те же самые набор знаний и компетенций, которые нужен инженеру-технологу цементной промышленности. Мы знаем, сколько в Советском Союзе цементных заводов, сколько их построить через 10 лет, и можем спроектировать, сколько нам нужно образовательных программ и выпускников по этой специальности. Вот. Понятно, что сейчас ситуация на рынке труда совершенно другая. Во-первых, рынок труда непредсказуем. Во-вторых, рабочие места на рынке труда очень оригинальны. То есть очень часто требуются люди, не у которых есть какой-то стандартный набор компетенций, а это какой-то набор довольно причудливый. То есть, как там говорил в свое время глава Росатома, когда он еще был главой Росатома, что мне нужны люди, которые понимают, инженеры, которые понимают устройство атомной электростанции, способны в Африке вести переговоры на английском языке на экономические темы про строительство этих атомных электростанций. Нет такого направления подготовки, которое бы готовило людей с такими компетенциями. И таких наборов очень много. Второе условие эффективности образовательной трубы – это представление о том, что к профессии можно подготовить за 5 лет специалитета. Ну, сейчас 5 лет у нас специалитета сократился до 4 лет. Ну, в смысле, сейчас уже довольно давно в результате Болонского процесса. Но мы все равно, наши университеты по инерции пытаются подготовить человека к профессии. Понятно, что есть профессии, к которым действительно можно подготовить человека за 4 года, но огромное количество высокоуровневых профессий требует дальнейшего обучения в магистратуре, в аспирантуре, в каких-то профессиональных школах. Профессия на всю жизнь. Ну, все знают, что экономика советская была стабильная, и если люди меняли место работы, они делали это раз в несколько лет, а некоторые вообще никогда не делали этого, да, и работали всю жизнь в одном месте, и уж профессию люди меняли в крайних случаях. То есть, как правило, человек получал профессию в конце университета и с этой профессии выходил на пенсию. Сейчас в среднем в мире люди меняют профессию 3-4 раза в течение жизни, но от места работы, соответственно, мы меняем вообще очень часто. Конечно, люди, которые работают в университетах, у них немножко такое другое представление, потому что вот как раз в университете, ну вот вы стали там преподавателем, профессором, и вы, в общем-то, наверное, на всю жизнь им и останетесь. Но это довольно необычная сфера высшего образования, вообще университетов. В открытом рынке, как вы знаете, профессии умирают, профессии рождаются, и мы должны готовить наших выпускников к этому миру, они обязательно к академической карьере, где все, так сказать, более-менее простроено на много десятилетий вперед. Вот. Ну и, наконец, советская система с образовательной трубой исходила из представления о том, что школьники способны правильно выбрать себе профессию в 10 классе. Вот. А для того, чтобы правильно выбрать профессию, они должны себе представлять весь профессиональный ландшафт, быть уверенным в его стабильности и, так сказать, видеть себя через 20 лет. Могут ли современные 11-классники сделать все это? Я думаю, что есть люди, которые могут, но очень многие не могут. Да? Я, например, даже не мог, хотя я в 90-е годы закончил школу, в 92-м году я, например, разрывался между физикой и литературоведением. Поступил сначала на физфак, потом, соответственно, закончив первый курс, ушел оттуда, поступил заново на филфак. Это все было в Санкт-Петербургском госуниверситете. Вот. И таких людей много, потому что сделать это довольно сложно. Поэтому совершенно не случайно, что президент Российской Федерации в своем послании к Федеральному собранию в начале этого года озвучил тезис о переходе к системе 2+2 в бакалавриате, когда каждый студент сможет переопределиться после 2 лет обучения. То есть в середине бакалаврской программы он сможет заново выбрать или в первый раз выбрать свое направление подготовки. Вот. Но к этому надо прибавить систему еще +2, потому что вообще-то у нас есть еще магистратура. То есть у нас есть момент дисциплинарного самоопределения внутри бакалавриата, а не после окончания средней школы. И у нас есть момент профессионального самоопределения, когда человек, закончив бакалавриат, понимает, куда он хочет, где он хочет профессионализироваться, в связи с какой индустрией, в какую профессиональную или академическую магистратуру он пойдет. Вот в школе перспективных исследований система 2+2 реализуется уже 4-й год. И поэтому у нас уже было 2 момента, когда наши студенты, которые поступают на одно из направлений подготовки, которые слева перечислены, они здесь перечислены по-английски, потому что у нас англоязычный бакалавриат, но, я думаю, более-менее понятно, что это все значит.
Вот, они после этого, после второго курса имеют возможность заново выбрать направление подготовки. Больше 50% наших студентов меняют свой выбор. То есть они поступили не на то направление, которое, как они осознали после второго курса, им на самом деле близко и дорого. Вот, причем, видите, как бы движение идет в разных направлениях. Нельзя сказать, что все куда-то в одну сторону, кто-то сюда, а кто-то туда. Если бы у них не было такой возможности, эти люди занимались бы всю оставшуюся жизнь не своим делом, потому что они получили бы не то образование, которое на самом деле им нужно. Поэтому очень хорошо было бы, чтобы компетенция, которую ставят нам средние школы, включала осознанное самоопределение, чтобы наши уже абитуриенты, приходящие на первый курс университета, понимали, что они сами ответственны за выбор образовательный, о том, что они будут изучать, не что они будут изучать. Этот выбор надо сделать не один раз в жизни, не только когда вы в школе выбираете, куда вы будете поступать или какие ЕГЭ сдавать, но и несколько раз. И на самом деле, поскольку мы говорим все время об обучении в течение всей жизни, осознанное самоопределение должно сопутствовать человеку всегда. В плане образовательной траектории, имею в виду. Значит, вторая вещь связана с дисциплинарным кругозором. То есть мы все в школе и в университете привыкли к тому, что у нас есть дисциплина, которая идет много лет, да, или 1 год. Вот у нас есть литература, а вот у нас есть русский язык, вот у нас есть какой-то национальный язык, вот у нас есть математика, вот у нас есть, не знаю, обществознание. И это вот такие полосы, которые, в принципе, друг с другом мало перекрещиваются. В конце у нас стоит ЕГЭ в качестве вот такого как бы метода оценки знаний. Значит, и в образовательной трубе то же самое. Да? То есть в университете студенты точно так же, я уверен, что и в педагогических университетах, вот они изучают, там, не знаю, общую педагогику, вот они изучают еще что-то. Вот, и это как бы отдельные треки с одним преподавателем, с одним контролем. Современная карта знаний выглядит не так. Современная карта знаний выглядит вот таким образом. Вот эта конкретно карта построена на основании анализа кликов, когда люди, читающие статьи в одной дисциплинарной области, кликают по статье из другой дисциплинарной области. И насколько близко вот эти точки находятся друг с другом, настолько часто происходят вот такие вот переходы. То есть вы видите, что это совершенно такая плохо структурированная такая схема, которая еще к тому же все время меняется в режиме реального времени. И в современном мире нам очень важно, чтобы выпускник университета мог адаптироваться к этому миру. Он мог соединять между собой очень разные часто области знания. В пределе, как вот я пытался соединить безуспешно физику и филологию. Поэтому компетенцию, которую хотелось бы, чтобы ставили наши школы, это компетенция междисциплинарности. То есть не просто полидисциплинарности, которую, естественно, все школы ставят, потому что ни в какой школе не изучают только физику или только историю, но именно междисциплинарности, то есть включающую в себя взаимодействие между разными дисциплинарными треками. Индивидуализация образования. Как я уже сказал, рынок труда все больше и больше фрагментируется, и все больше и больше людям, работодателям требуется набор уникальных компетенций для каждого рабочего места. Ответить на этот запрос может только образование, которое индивидуализировано, которое выпускает не стандартизированных выпускников в огромных количествах, которые хорошо были приспособлены к индустриальной экономике, а выпускает много разных людей, разных, не похожих друг на друга в плане своих компетенций, которые больше приспособлены к современной такой постиндустриальной экономике. Конечно, образовательная труба, где все учатся одинаково, а в одном порядке изучают одно и то же, ответить на этот вызов не способна. В этом смысле образовательная труба — это наследие индустриальной эпохи, которое неплохо соответствует современным требованиям. Это прямая противоположность образовательной трубы. Это система, которая называется открытым учебным планом. И здесь как бы вы видите, что студента есть как бы полная свобода. Он вообще изучает то и в том порядке, что он хочет изучить. Но это, конечно, предел. То есть таких учебных заведений в мире довольно мало. Как правило, на студента налагаются те или иные ограничения. Но здесь вот важно понимать, что значит свободное образование. Свободное образование — это когда мы исходим из презумпции свободы студента, но после этого говорим: но на твою свободу наложены следующие ограничения. Ну, например, после второго курса ты должен определиться своим направлением подготовки и пройти какие-то обязательные курсы по своему направлению. Или ты должен пройти курсы из разных дисциплинарных областей, потому что мы считаем, что каждый выпускник нашего университета должен знать и точно разбираться и в точных науках, и, скажем, в гуманитарных и в социальных науках и так далее. Но это система ограничений, которые накладываются вот на эту изначальный постулат о том, что студент сам определяет свой образовательный маршрут внутри университета. Вот. Ну, например, в САС, в Школе перспективных исследований, учебный план бакалавриата делится на 3 части, примерно равных по объему. Это ядро, то есть это обязательные курсы, которые
проходят все наши студенты, независимо от того, станут они биологами, историками или айтишниками или экономистами, потому что мы считаем, что все они должны обладать широким кругозором и разного рода наддисциплинарными компетенциями. Вторая треть – это вариативность. Это курсы, которые студенты вообще свободно выбирают, исходя просто из своих интересов. Вот. Ну и третье – это специализация. То есть это профили подготовки, когда, выбрав профиль после второго курса, студент уже специализируется, чтобы получить просто диплом государственного образца. Вот. Ну, конкретно в плане учебного плана это выглядит вот так вот. Да, то есть вот это обязательные курсы черненькие, красные курсы – это курсы, которые студенты выбирают, это 3-4 год обучения. Но в зависимости от профиля это все, естественно, меняется. Просто один из профилей здесь написан. Для того, чтобы в такой системе осуществлять навигацию, наш абитуриент, выпускник средней школы, должен обладать компетенцией самостоятельного выбора индивидуальной образовательной траектории. То есть студент должен понимать, что он отвечает за то, что он решил, что этот курс ему важен. Он, конечно, должен с кем-то советоваться, он советуется с тьюторами, он советуется с профессорами, советуется еще с кем-то, с учителями, если это в школе происходит. Но после этого он принимает решение, на которое он несет ответственность. То есть если он выбрал курс, он не может в середине курса передумать и сказать: вы знаете, я совершил неправильный выбор, мне этот курс вообще не нужен, давайте вы меня с него выпишите. Если он взял курс, он уже обязан получить по нему положительную оценку или, соответственно, завалить этот курс, как любой другой, и, соответственно, быть отчисленным или уйти в академ-отпуск. Вот. И в этом смысле очень важно, чтобы эта практика существовала в школе. Потому что с чем мы сталкиваемся сейчас? Мы сталкиваемся с тем, что пришедшие к нам школьники ни разу в жизни ничего не выбирали. Может быть, они выбрали после 6 класса пойти вот в более гуманитарный какой-то 7 класс или в какой-то более, или 8, или менее гуманитарный, или более, естественно, научный. Но это все. То есть курсы у них все обязательные, они просто стоят в расписании, поэтому они должны их, собственно, проходить. Когда они оказываются в ситуации, что они должны сами выбрать курс из 25 курсов или 20, они должны выбрать один, который они пройдут в этом семестре или в этом квартале, они просто теряются. Они не понимают, исходя из каких соображений они должны это сделать. Они не понимают, у них просто нет этого опыта. Этот опыт очень важен, потому что этот опыт будет, собственно говоря, определять их образовательную траекторию в течение всей жизни. Всю свою жизнь люди будут учиться самостоятельно, никто не будет стоять над ними и говорить: вот тебе расписание в возрасте 40 лет, да, на следующие 3 года. Он должен сам в самых разных образовательных ресурсах, онлайн, офлайн, каких угодно, ориентироваться и для этого осуществлять вот такой вот выбор. Но еще я хотел бы сделать акцент на том, что помимо просто выбора курса, который ты проходишь, внутри самого курса траектория образовательная должна быть индивидуализирована. Почему плохая система экзаменов в конце, от которой мы в САС, например, полностью отказались? Потому что экзамен в конце курса предполагает, что каждый студент вынес из курса одно и то же, а именно стандартизированный набор знаний, которые мы можем проверить на экзамене. Вот. Ну, у нас есть билеты, должен знать ответы на все билеты, и, соответственно, если ты все знаешь, ты получаешь хорошую оценку. На самом деле взаимодействие с учебным материалом каждого студента должно быть индивидуализировано. И это значит, что студент, даже если он проходит курс вместе с другими студентами, получает, на самом деле, на выходе разный результат. Например, потому что он сам выбрал тему курсовой работы, на которую он написал то, что мы называем эссе, вместо экзамена. И эта тема его, именно то, что важно именно ему, это то, что его отличает от всех остальных одногруппников, с которыми он проходит тот же самый курс. Вот. И в результате у вас оказывается индивидуализация не только на уровне выбора траектории между курсами, но и на выборе и траектории взаимодействия с учебным материалом внутри одного курса. Вот это тоже очень важный навык, который следует, мне кажется, поставить в школе. Вот. Ну и последний слайд. Это вот принципы современного бакалавриата, которые мы провозгласили 4 года назад и которые, в принципе, свойственны многим другим университетам в России, все большему количеству университетов, и которые, на мой взгляд, и здесь вот главный тезис моего доклада, должны быть свойственны и педагогическим университетам. Потому что как мы можем научить учителей будущих таким образом, чтобы они ставили все вот эти компетенции школьникам? Мне кажется, что единственный способ, если это дать им самим возможность прожить вот этот образовательный опыт в педагогическом университете или на педагогическом институте какого-нибудь общего, обычного университета.
Потому что если будущий учитель сам не испытает возможность выбора курсов, возможность взаимодействия, осуществления как бы связи между разными дисциплинами, возможность индивидуализации траектории и вообще не станет субъектом образования, то он никогда не передаст эти компетенции своим школьникам, которых он будет учить. Вот. А это значит, что наши университеты не получат подготовленных абитуриентов, и как это приходится делать нам, мы будем тратить целый год первого курса в основном на том, чтобы доделывать то, что не доделала средняя школа, хотя могли бы гораздо эффективнее потратить это на то, чтобы учить студентов более каким-то специальным и продвинутым вещам. То есть студент должен быть субъектом, который сам выбирает траектории, пишет эссе, работает в малых группах и так далее. Образование должно быть междисциплинарным, фундаментальным не в смысле огромного количества физики и математики, а в фундаментальном смысле придания базовых компетенций, которые позволят потом эффективно их фокусировать на ту или иную область деятельности, на ту или иную профессию. Ну и селективность. На самом деле одна из проблем массового высшего образования, как вы знаете, это низкий уровень студентов в любом университете Российской Федерации, кроме, может быть, нескольких бутиков типа МФТИ, где очень большая селективность на входе. Во всех остальных университетах за счет того, что есть бюджетные места, есть платные места, в аудитории сидят очень разно подготовленные студенты. Потому что, когда вы принимаете в университеты 65% возрастной когорты, а не 7%, как в Советском Союзе, вы, естественно, на входе практически никого не отбираете. Вот. И в результате возникает вот эта вот ситуация, что из-за того, что в аудитории сидят сильные студенты и слабые студенты, профессор вынужден ориентироваться на слабых студентов. Я очень со многими людьми разговаривал в десятках университетов. Как правило, даже в больших известных федеральных университетах мне говорят о том, что в аудитории на 100 человек есть там 5 гениев, 15 студентов, которые способны учиться, и 8 человек, которые вообще зря находятся в университете. Вот. И это на самом деле приводит к тому, что вот все вот эти красивые вещи, о которых я вам говорил, реализовать довольно сложно, потому что как только мы ставим такие высокие, жесткие требования, даем свободу, оказывается, что воспользоваться ей могут не просто сильные студенты, но и сильные студенты, которые находятся среди других сильных студентов. Поэтому было бы здорово, если бы в педагогических университетах происходила какая-то дифференциация студентов по своему уровню, и были бы какие-то сильные группы, да, сильные потоки, и какие-то потоки более слабые, потому что это тогда позволило бы в сильных потоках вот все эти вещи, о которых я говорил, реализовать. Вот. Ну, я еще раз, конечно, извиняюсь, может быть, мое какое-то выступление выглядит немножко со стороны, потому что я никогда не работал в педагогическом университете, и, наверное, я не вполне понимаю вашу специфику, но с точки зрения человека, который пользуется продуктами ваших продуктов, то есть вы готовите учителей, учителя готовят школьников, а мы потом с этими школьниками вынуждены работать, вот это то, что я хотел бы как бы призвать к этому коллег. Что, Андрей Спасибо Валерьевич, большое. на самом деле очень интересный у вас доклад и концепция ваша с этой персонализацией, да, и таким отношением к студенту, к обучающемуся очень интересно. Но я как настоящая женщина, можно я задам вопрос про деньги? Мне просто стало интересно. Вот такая индивидуализация образования, она с точки зрения организации и вот управления процессом, она сильно дороже той традиционной модели, которая у нас есть? Просто мне кажется, что все, что индивидуально, оно дороже. Государство может больше денег вкладывать в каждого из студентов, и оно окупается. Вот скажите, пожалуйста. Да, ну, смотрите, на самом деле, если вы посмотрите на... Проще всего посчитать стоимость, это просто посмотреть, сколько студентов у вас сидит в аудитории. Так. И единственное, что более дорого, это то, что у вас на многих занятиях не может быть группа поточной лекции на 200 человек. Вот. То есть в этом смысле это дороже, просто потому что если у вас в группе 20 человек, а не 200, то это, соответственно, дороже. Или не 100. Вот. Я не знаю, какие у вас обычно средний размер группы. От того, что в этих группах вот эти студенты или не вот эти, на самом деле стоимость не меняется. Но есть, с другой стороны, возможность, на самом деле, сокращения костов, связанных с тем, что в России, вообще в российском образовании крайне, короче говоря, аудиторная нагрузка на студентов и на преподавателей, вообще говоря, самая большая в мире. Ну, может быть, где-то в Китае что-то есть сравнимое, но, по-моему,
вообще Россия лидирует. То есть у нас там в 3 раза больше, чем в Великобритании, аудиторная нагрузка в неделю на студента. И на Это же так преподавателя. чудесно сидеть в аудитории, слушать лекции прекрасных педагогов и профессоров. Я помню, это было очень интересно. Дело в том, что свободное образование, поскольку оно делает студента субъектом, оно делает акцент на самообразование, на подготовку. Да? Студенту не надо обязательно сидеть в аудитории, чтобы учиться. Он учится дома, он учится в общежитии, учится где угодно, с компьютером или без компьютера. А с преподавателем он встречается достаточно ограниченное время для того, чтобы получить следующий импульс к следующему шагу. И это, на самом деле, позволяет сократить как раз расходы, потому что вы можете просто уменьшить количество аудиторных часов на каждого студента и тем самым и нагрузку на преподавателя. Понятно, спасибо большое. У нас появился еще один вопрос из чата, с нашей трансляции. Евгений Соболев спрашивает, может ли выпускник идти в школу после бакалавриата 2+2 или же ему необходимо закончить педмагистратуру? Ну, это вот такой вопрос, все-таки более педагогический. Мне кажется, что это зависит от того, что он выбрал вот в качестве направления. Если у вас есть в качестве направления подготовки какое-то педагогическое направление на старших курсах, то, наверное, может идти сразу. Вот. Но вообще мне, конечно, близка вот точка зрения, которая, ну, я ее услышал от Римаренко, да, от ректора МГПУ, которая связана с тем, что качественное педагогическое образование – это надстройка над качественным общим образованием. Вот. И это магистратура. То есть это человек, который просто изучал, предположим, физику или историю, неважно, в университете, который решил стать учителем и после этого получил педагогические компетенции в магистратуре. Мне кажется, что это дает более качественного выпускника, чем просто бакалавриат. Хорошо, спасибо. Слава Талгатович, хотите вступить в полемику? Добрый день, очень рады вас видеть. На самом деле нам, наверное, нужно восполнить тот пробел, о котором вы сказали, что у вас не было возможности с педагогическими университетами пообщаться, потому что, я думаю, сегодня для многих педагогических вузов представляет вопрос очень интересный, это куда двигаться дальше, на самом деле, да. И то, что вы говорите, что мы недовольны или университеты недовольны школьниками, которые поступают, но я могу сказать ровно то же самое, что школы говорят, а мы не очень довольны выпускниками, которые потом выпускаются из педагогического университета, и получается действительно такой замкнутый круг, да, мы бегаем по кругу, там, или как белка в колесе. Конечно, это, достаточно, в кавычках, но этот порочный круг надо разрывать. И нам действительно очень было бы интересно пообщаться более плотно с вашим университетом, потому что мы у себя пытаемся внедрить именно эту систему, когда выпускник педагогического университета будет не только предметником, да, в школе. Есть, конечно, две точки зрения. Классические университеты говорят, зачем нужно педагогическое образование, а педагогические говорят, в первую очень важна методология. Да? Я сторонник, и что важно и то, и другое, о чем вы говорили. Можно быть хорошим физиком, но быть плохим учителем. Для этого необходимо овладеть какими-то техниками, да, там, механизмами. То же самое ровно наоборот. Можно быть хорошим методологом, но не очень хорошим предметником. Поэтому здесь вот это 2+2+2, возможно, это и будет выход. Поэтому с учетом того, что мы действительно в нашем университете сейчас пытаемся несколько переменить вот эту классическую советскую традиционную модель, о которой вы сказали, с учетом имеющегося опыта у вас. Конечно, ваш опыт тоже не очень большой, да, тут надо, надо чуть больше времени покажет, но, по крайней мере, чтобы не наступать, может, на те же грабли, и чтобы понять, где можно допустить те или иные ошибки, нам было бы очень интересно. Андрей Валерьевич, я думаю, что в ближайшем будущем, вот опять-таки, с учетом того, что мы ставим перед собой задачу, да, мы почему начали развивать мастерские WorldSkills, чтобы действительно наши студенты были не просто теоретиками, а уже у них скилл-паспорт какой-то был, да, и чтобы работодателям было понятно. Ну и самое главное, чтобы действительно понятие бережливое производство, проектное управление, IT-технологии, чтобы каждый выпускник нашего университета, он обязан владеть хотя бы вот элементарными навыками в этом направлении. Тогда мы можем говорить о несколько ином, да, варианте, что это не просто предметник, но что он владеет современными методиками, технологиями, необходимыми не только для учителя, в принципе. Да, мы, откровенно говоря, каждый из нас не учили беречь время, и мы зачастую делаем очень много ненужного, хотя бережливые технологии развиты очень давно. Да. И то, что вы говорите, проектная деятельность, если она будет с
с школьной скамьи развиваться, то нам здесь в университетах будет гораздо проще. И мы сможем формировать на этой базе, как вы правильно отметили, новые, более углубленные компетенции по тому или иному направлению. Еще раз большое спасибо за очень интересное выступление. Спасибо большое, Андрей Валерьевич. Я еще хотел бы сказать, что в качестве ответной реплики, что мы вообще настроены действительно делиться опытом. Мы в этом году открыли магистерскую программу по экспериментальному высшему образованию, которая на самом деле называется это магистратура, но она для взрослых людей. У нас там учатся люди с кандидатскими степенями в этой магистратуре, которые используют наш бакалавриат как лабораторию для того, чтобы вот какие-то новые модели образования, которые, мне кажется, можно применять в педагогических университетах, разрабатывать. Поэтому это один из способов, когда мы пытаемся делиться своим опытом, и все будем рады всех вас видеть. Спасибо. Да, Салават Алгач, мне кажется, это вот прям тема для командировки образовательной миссии. Спасибо большое. Я же хочу передать слово Оршанскому Евгению Яковлевичу, проректору Витебского государственного университета имени Машерова. Беларусь, на связи у нас Беларусь, рады слышать. Вы нас слышите, Евгений Яковлевич? Да, мы вас слышим отлично. Доброе утро. Здравствуйте. Как вы меня слышите? Мы вас хорошо очень слышим. А вы нас? Я вас тоже слышу отлично и очень рад нашей встрече. Мы приветствуем вас в стенах Витебского государственного университета имени Петра Мироновича Машерова, одного из старейших белорусских вузов. В этом году у нас славная дата, нашему университету исполняется 110 лет. И наш университет из когда-то педагогического института сегодня является классическим университетом. Ну и, наверное, для того, чтобы немножечко познакомить с тем, чем сегодня дышит наш университет, мне бы хотелось, чтобы вы посмотрели небольшой промо-ролик. Пожалуйста. Так. Витебский государственный университет имени Петра Мироновича Машерова – это современный культурно-образовательный центр, в котором удачно сочетаются вековые традиции и инновации высшей школы. Университет является многопрофильным учреждением высшего образования, где осуществляется подготовка квалифицированных кадров по самым современным, престижным и востребованным специальностям. 10 факультетов, 2 колледжа, 35 кафедр, подготовительное отделение, Институт повышения квалификации и переподготовки кадров, военная кафедра. Соответствующее международным стандартам качества образования, которое обеспечивают талантливые педагоги и ученые университета, является серьезной заявкой на успех и удачной инвестицией в будущее молодежи. 10 тысяч обучающихся, 10 профилей образования, 64 специальности, более 400 преподавателей. ВГУ готов стать отличной стартовой площадкой в мир большой науки, фундаментом для личностного роста и развития интеллектуального потенциала. Гордость университета – научные школы, которые реализуют задания государственных программ научных исследований, мотивируют студентов к участию в международной проектно-грантовой деятельности и повышению уровня образования в магистратуре и аспирантуре. 4 учебно-лабораторных корпуса, 15 научных школ, научная библиотека, 27 специальностей магистратуры, 20 специальностей аспирантуры. Признанию ВГУ на мировом уровне способствует международная деятельность, направленная на интернационализацию высшего образования и повышение его качества. Это достигается за счет продуктивного установления партнерских отношений с ведущими зарубежными образовательными учреждениями, интенсивного развития программ студенческой и преподавательской академической мобильности, активного международного научного сотрудничества, достойного представления университета в международных ассоциациях, объединениях и рейтингах. Университет имеет значительный опыт в подготовке и реализации международных проектов, в том числе по программам трансграничного сотрудничества Латвия, Литва, Беларусь, Erasmus+, ПРООН, Horizon 2020 и многих других. 1500 иностранных студентов из 25 стран мира, около 100 соглашений о международном сотрудничестве. ВГУ сегодня – это высокий уровень профессионализма, глубокие научные знания, широкий диапазон социокультурного взаимодействия, залог успешной самореализации в завтрашнем дне. На протяжении всего года студенческая жизнь наполнена только положительными эмоциями и новыми впечатлениями, которые способствуют творческому, спортивному и интеллектуальному развитию студентов. 5 общежитий, 14 творческих объединений, 8 спортивных объединений, 5 музеев, медиацентр, Центр информационных технологий, общественные организации.
Витебский государственный университет имени Петра Мироновича Машерова всегда открыт для сотрудничества и совместных проектов. ВГУ. Вместе генерируем успех. Благодарю вас Витебский государственный за университет имени просмотр. Петра Мироновича Машерова – это современный культурно-образовательный центр, в котором удачно... Видимо, какие-то технические у нас. Все в полном порядке, да, просто ролик как бы начался заново. Вот теперь вы имеете некое представление о том, что представляет наш университет сегодня, спустя 110 лет с его славного открытия. Университет изначально выполнял роль педагогического института, и поэтому, несмотря на то, что сегодня он развивается как классический университет, тем не менее в университете активно осуществляется подготовка педагогов по всему спектру специальностей. Вот, и поэтому непосредственно свое выступление на этом форуме мне бы хотелось остановиться именно на педагогических проблемах, то есть подготовке педагогов, и поделиться опытом подготовки, непрерывной подготовки учителя-предметника, в частности, на примере учителя химии, я много буду к этому обращаться, которая сложилась в нашем университете. Пожалуйста, презентацию. Итак, значит, непрерывная методическая подготовка и вообще подготовка учителя-предметника сегодня развивается в рамках основных направлений развития общего среднего образования, которые сегодня особенно актуальны для Беларуси, ну и, насколько я понимаю, и для большинства университетов, с которыми мы познакомились и встречаемся сегодня, я имею в виду прежде всего российские университеты, также актуальны. Значит, прежде всего, это практикоориентированная направленность обучения, это профилизация, и это широкое использование информационно-коммуникационных технологий, то есть информатизация. Вот в рамках реализации этих направлений реализуется, вот тут вот, я взял спектр с 2009 года по настоящее время, основные отраслевые научно-технические программы, которые реализуются в Беларуси. Итак, практикоориентированная направленность, профилизация и информатизация – это основные векторы развития общего среднего образования, то есть речь идет о школе, и именно с этой точки зрения осуществляется сегодня подготовка учителя-предметника. Значит, основной методологической основой выступает компетентностный подход. Значит, компетентностный подход мы рассматриваем как подход, при котором определение цели, отбор содержания и организация образовательного процесса, а также оценка его результатов осуществляется на основе формируемых компетенций. В соответствии с этим компетентность выступает интегративным качеством, характеризующим степень овладения той или иной компетенцией. Говоря непосредственно о структуре профессиональной подготовки учителя-предметника, вот она складывается через определенный набор компетенций, которые образуют некую вот такую вот лестницу. У основания ее идет, конечно, общекультурная компетентность. Я охарактеризую каждую из них немножечко подробнее. Вот. Далее идет профессиональная компетентность. Вот. Далее поднимаемся выше, идет общепедагогическая компетентность, которая характерна для каждого педагога. Потом предметно-специальная и предметно-методическая. Уже несколько слушав сообщения коллег, мне бы хотелось остановиться в том, что мы исходим из позиции, что общепедагогическая, то есть базовая профессиональная компетентность, и предметная – это две неразрывные вещи. Говорить о приоритете, который, наверное, не стоит, потому что очень важно быть хорошим специалистом в соответствующей области, то есть знать свой учебный предмет, и очень важно быть педагогом. Вот. Итак, в основе всего лежит общекультурная компетентность, вот, как то интегративное качество, которое обусловлено опытом в целом культурного развития, ориентация на использование культурных эталонов и так далее. Вот. Важнейшей ее характеристикой является то, что она
не является профессионально обусловленной, но является основой для формирования профессиональной компетентности. Значит, ключевая профессиональная компетентность – это компетентность, которая необходима для любой профессии, и именно на ней строится педагогическая профессия. Обозначенные группы компетенций – социально-политические, межкультурные, коммуникативные – вы видите на слайде. Вот профессиональная компетентность, базовая профессиональная компетентность. Здесь мы понимаем как компетентность педагога. Это прежде всего вот такая вот личностная характеристика, которая определяет способность решить типичные профессиональные задачи, возникающих в реальных условиях профессиональной деятельности. Вот именно здесь очень важно слово «реальный». Вот, потому что мы уже обозначили как одно из направлений, это практикоориентированная направленность. Вот. Ее, в общем-то, структуру и компетенции, которые в ее включают, социально-личностные, подстановки целей, мотивации, вы видите на слайде. Вот гораздо более подробно мне бы хотелось остановиться на предметной специальной компетентности. Это компетентность, которая формируется в цикле специальных дисциплин, они у нас в общем-то, и обозначены в образовательном стандарте. Вот, в частности, если речь идет об учителе биологии и химии, то это компетенции, которые формируются на этих учебных дисциплинах, биологических, химических в данном случае. Важнейшими характеристиками этой компетенции являются три группы. Значит, это когнитивные, естественно, познавательные, экспериментальные и контекстопрофессиональные. Вот на этом слайде вы видите характеристику каждой из этих групп компетенций. Но когнитивные прежде всего призваны обеспечить решение интеллектуальных задач в области химии. Они основаны прежде всего на теории этой науки, на ее важнейших понятиях, законах, теориях, фактах. Экспериментально-практические, ну, естественно, что химия как экспериментальная наука, экспериментально-теоретическая, немыслимо без выполнения непосредственных экспериментальных исследований. Вот, и здесь речь идет и о реальном эксперименте, о виртуальном, о мысленном эксперименте. И, конечно, это контекстно-профессиональные компетенции. Вот это компетенции, связанные прежде всего в том, что на педагогических специальностях мы готовим не просто химика, а мы готовим учителя химии. Вот. И в плане развития именно этой компетенции у нас есть достаточно много наработок. В частности, это то, что студенты у нас включаются в образовательный процесс и в роли тьюторов, выполняя в своих же группах эту роль, и целый спектр других работ, включая, конечно, традиционные практики в школе, общение с учениками, включение студентов в исследовательскую деятельность учащихся, прежде всего в ее организационные аспекты, проведение факультативных занятий и так далее. Вот в результате этого сложилась вот такая вот целостная система непрерывной методической подготовки. Ну, специфика ее состоит в том, ну, рассматривая это с точки зрения специальной составляющей, следует говорить, что мы это рассматриваем даже буквально с начала 5-6 класса, когда в школах изучается курс «Человек и мир», который является пропедевтическим по отношению ко всем естественно-научным учебным предметам. Далее с 7 класса в белорусских школах изучается химия. И вот особенно бы мне хотелось остановиться на предметах для старших классов. Значит, старшие 10-11 классы широко реализуется профилизация обучения. И в числе традиционных профилей обучения химико-биологический, физико-математический, гуманитарно-филологический, значит, историко-обществоведческий профиль, у нас широко распространен профиль педагогический. Так вот, речь идет о том, что уже в старших классах учреждений общего среднего образования, то есть в средних школах, лицеях, гимназиях,
Речь идет об ориентации учащихся на педагогические профессии. Вот в частности в этих классах реализуется факультативный курс во всех, единый, введение в педагогическую профессию, который знакомит учащихся с основами педагогики, психологии. Вот. Кроме всего прочего, мы разработали и факультативный курс. Значит, первоначально он был как введение в методику обучения химии. Сейчас он называется «Старт в методику с использованием информационных технологий», который уже на этапе обучения в учреждениях общего среднего образования готовит учащихся к осознанному выбору педагогической профессии. Речь идет о том, чтобы этот выбор был осознанным. Конечно, мы понимаем, что на этом этапе не ставится задача формирования у учащихся системных методических компетенций. Речь идет о том, чтобы попробовать свои силы в педагогической профессии, попробовать объяснить решение задач, попробовать выполнить демонстрационный опыт, попробовать организовать работу хотя бы в микрогруппе учащихся не более чем 4 человека. То есть ученик в данном случае выступает как некий помощник учителя. Вот. Но попробовать результаты своей деятельности он может на уроке, а вот для этого ему нужна необходимая предварительная подготовка. Вот эту подготовку он совместно с учителем, при помощи учителя осуществляет на факультативных занятиях. Итак, вот такой мотивированный учащийся поступает в университет. Вот. И вот эта пропедевтика методической подготовки на этом не заканчивается, потому что изучение специальных дисциплин, прежде всего, а также осуществляется на основе взаимосвязи вот такой вот специальной и профессиональной подготовки. Вот. Речь идет непосредственно о контекстном изучении химических дисциплин. По этому поводу у нас имеется достаточно много исследований и публикаций. И вот на этапе уже непосредственно профессионально-методической подготовки реализуется курс методики обучения. Вот. Этот курс создает основу для методической подготовки. Вот. Отдельные же ее направления реализуются в спецкурсах. Но об этом я расскажу немножечко дальше. Итак, ведущими методологическими подходами к осуществлению такой подготовки выступает компетентностный подход, потому что на каждом этапе формируется определенный набор компетенций, который последовательно прирастает от этапа к этапу. Реализуется системный подход. Вот. Значит, здесь видна четкая иерархия компонентов системы. Системообразующим компонентом этой системы является прежде всего деятельность обучающихся вот такой вот методической направленности, ну и, конечно, личностно-деятельностный подход. Значит, этапы формирования я уже немножко обозначал. Это пропедевтический этап при изучении химии в классах педагогического профиля. Это включенное обучение при изучении непосредственно специальных дисциплин и специальная подготовка в курсе методики и спецкурсах. Вот. Ну, значит, немножечко подробнее остановлюсь на тех компетенциях, которые формируются учащихся в педагогических классах. Значит, это прежде всего интеграция их предметной подготовки с пропедевтикой их методической подготовки. Далее, значит, основными задачами является, как я уже говорил, это осуществление профессиональных проб учащихся в той виде деятельности, с которой постоянно сталкивается учитель химии. Но, конечно же, с этим одновременно формируются первоначальные методические компетенции. Вот немножечко об этом в факультативном курсе. Он у нас модульный, значит, включает 3 основных модуля: школьный химический эксперимент, химические задачи, организация обучения химии и контроль его результатов. Вот здесь он представлен. Вот. Далее все эти модули развиваются непосредственно при изучении химических дисциплин и в курсе методики обучения химии.
Здесь еще появляется отдельный модуль цели содержания учебного предмета химия, урок, школьный химический кабинет. В рамках каждого модуля определены компетенции, в частности, вот, например, цели содержания школьного курса химии определены, это прежде всего анализ содержания, сбор содержания учебного материала, выделение внутри и межпредметных связей, установление. Соответственно, методы контроля, методы обучения и контроля результатов, речь идет о выборе методов обучения, об использовании конкретного метода обучения, анализе его целесообразности. Особо среди методов мы выделяем учебный химический эксперимент. И среди его компетенций, формируемых в этом модуле, это прежде всего планирование, демонстрация и анализ урока, содержащего этот эксперимент. Аналогичные компетенции формируются и в модуле химические задачи. Они связаны с планированием системы химических задач, обучением решению задач и анализу урока. Вот. Непосредственно все компетенции, которые сформированы, аккумулируются в модуле урок химии. Значит, примечательно, что нами разработан отдельный лабораторный практикум, он особый лабораторный практикум. Значит, примечательна его структура. Значит, во-первых, на лабораторных занятиях, это уже в методике химии, рассматривается методический анализ определенной темы, то есть мы непосредственно готовим их в соответствии с той программой, которая сегодня есть. Дальше, на материале каждой отдельной темы последовательно рассматривается общий методический вопрос. И таким образом, если на основании первой темы мы рассматриваем общий методический вопрос, связанный с целеполаганием, то далее мы рассматриваем методический вопрос следующей темы. На материале следующей темы рассматриваем с анализом содержания учебного предмета. Далее на материале следующей темы мы рассматриваем вопрос, связанный с экспериментом, и таким образом. То есть, в общем-то, на химическую структуру практикума, то есть специальную, накладывается вот такая вот дидактическая модель практикума по методике обучения химии. Особо следовало бы остановиться на системе спецкурсов, которые следуют за изучением курса методики. Значит, какие это спецкурсы? Ну, естественно, это традиционный спецкурс по решению химических задач. И мне бы хотелось остановиться на оригинальных спецкурсах. Значит, это отдельный спецкурс, который готовит учителя к работе в условиях профильного обучения. Значит, структуру курса вы видите, и он рассматривает особенности обучения химии в целом спектре профилей, модели организации, в том числе и в педагогических классах. Вот. Значит, соответственно, здесь формируется набор компетенций, который необходим учителю для работы в условиях профильного обучения. Дальше. Отдельный курс у нас разработан по подготовке будущего учителя к работе в условиях информатизации образования. Значит, это еще одно направление. Вот. Этот курс, как и предыдущий, строится также на основе вот той общей методической подготовки по химии, которая была дана ранее. Вот. Структуру этого курса и те компетенции, которые формируются, вы видите на слайде. Значит, это целый спектр компетенций, который связан и с виртуальным химическим экспериментом, и с дополненной реальностью, и использованием тренажеров для решения химических задач, и разработка сетевого урока по химии и так далее. Ну и завершая доклад, мне бы хотелось сказать, что по этому поводу у нас есть достаточно много наработок. Все это подкреплено конкретными учебными пособиями, вот, и непосредственно реализуется в вузовской образовательной практике. Благодарю вас за внимание. Очень было приятно принять участие в таком серьезном педагогическом форуме.
Ну, я готов ответить на вопросы, если они есть. Спасибо, Евгений Яковлевич. Мне, как дочери учителя химии, было очень интересно вас услышать. Один вопрос у нас пришел из телетрансляции. Зульхиза спрашивает, когда, с вашей точки зрения, должна начинаться полноценная непрерывная методическая подготовка? Готовы ли студенты изучать методику с первых курсов бакалавриата? Вот, если можно коротко. Значит, если вы внимательно слушали мой доклад, то мне бы хотелось разделить этот вопрос на две части. Если речь идет о пропедевтике методической подготовки, то я уже говорил, у нас для этого существует еще в рамках 10 и 11 классов такая подготовка осуществляется на пропедевтическом уровне. Однако профессиональный характер она не носит. Вот. Непосредственно же профессиональная методическая подготовка у нас начинается в середине 3-го курса университета. Это уже речь идет после того, как изучен на профессиональном уровне весь цикл специальных дисциплин, я говорю о химических дисциплинах, когда изучен весь цикл общепедагогических дисциплин, вот тогда начинается профессиональная методическая подготовка. Но, поверьте, и результаты экспериментальные, прежде всего, свидетельствуют о том, что вот эта пропедевтика, которая осуществляется еще на этапе школы, она очень важна, и она существенно помогает вот реализации ее в таком вот системном и полноценном смысле. Потому что возложить всю профессиональную подготовку на один курс методики только на эти плечи, хотя он у нас составляет 120 часов, недостаточно. Спасибо большое, Евгений Яковлевич, за участие. Мы же переходим к следующему докладу, на мой взгляд, очень актуальному в современном мире, об организации психологической службы в системе образования Российской Федерации. Приглашаем выступить Тихомирову Татьяну Николаевну, научного руководителя Федерального ресурсного центра психологической службы в системе образования РАО. Здравствуйте. Татьяна Николаевна, здравствуйте. Так, звук. Да, здравствуйте, коллеги. Да, слышно. Добрый день, Здравствуйте. Татьяна Да. Я сейчас запускаю презентацию. Пожалуйста, посмотрите, видно ли все. Все видно. Да, отлично. Ну, я тогда начинаю. Уважаемые коллеги, я рада приветствовать вас, участников Национального педагогического форума. И я представляю Российскую академию образования, являюсь научным руководителем Федерального ресурсного центра психологической службы в системе образования Российской академии образования. Берите слово, Талгатович. Сфера моих исследовательских и административных интересов – это организация научных исследований, да? Значит, организация научных исследований в интересах развития психологического сопровождения образования. Но сегодня я расскажу об организации психологической службы в образовании и остановлюсь на некоторых принципиально важных моментах. Ну, во-первых, ни для кого не секрет, что в настоящее время актуализируются социальные риски, связанные с агрессивным поведением всех участников процесса обучения, ростом игровой и интернет-зависимости, суицидальным поведением школьников и снижение толерантности при общении школьников из разных культур и возрастных групп. Плюс все более чаще появляются данные об увеличении детей с проблемными вариантами психического и физического развития. Очный формат в 2020 году перешел в дистанционный формат обучения в некоторых регионах и лишь добавил риски дистанционного обучения. Активно стали использоваться электронные учебники и образовательные платформы, возникла проблема качества контента. Возрос поиск информации в цифровом мире, все больше ощущается разница между цифровыми навыками родителей, учителей и обучающихся. Все отмечают информационную перегрузку
и родителей, и школьников, и педагогов, и администраторов образования. Все это, несомненно, приводит к снижению физического и психического здоровья. Плюс, конечно, увеличивается контроль знаний со стороны как родителей, так и со стороны органов управления образованием, что приводит к стрессовому состоянию обучающихся и учителей. Все это, конечно, свидетельствует об острой необходимости совершенствования психологического сопровождения образования, как в очной, так и дистанционной формах. 19 декабря 2017 года утверждена концепция развития психологической службы в системе образования. В этой концепции определена стратегия развития психологической службы на основе интеграции последних достижений науки и лучших образовательных практик. В концепции указаны ресурсы реализации развития психологической службы в образовании. Это и психолого-медико-педагогические комиссии, и ППМС-центры, и образовательные организации высшего образования, на базе которых ведутся исследования в области современного детства, и институты развития образования, научные организации и, конечно же, региональные научные центры Российской академии образования. 11 мая 2018 года утвержден план мероприятий по реализации концепции, но при этом наблюдается отсутствие координации деятельности, единых протоколов и методов исследовательской работы. 1 июля 2018 года создан Федеральный ресурсный центр психологической службы в системе образования на базе Российской академии образования. Этот центр создан для эффективной реализации концепции развития психологической службы на период до 2025 года. В системе координации психологического сопровождения образования Федеральный ресурсный центр Российской академии образования занимает центральное место. Все разработки Федерального ресурсного центра будут согласовываются с Координационным советом по развитию психологической службы в системе образования Министерства просвещения России и передаются и будут переданы федеральные округа и субъекты Российской Федерации в главным внештатным педагогам-психологам для обеспечения доступной и высококвалифицированной психологической помощи всем участникам образования. Я несколько более подробно остановлюсь на системе главных внештатных педагогов-психологов, которая действует в системе психологического сопровождения образования России. В первую очередь система возглавляется главным внештатным педагогом-психологом Министерства просвещения. Им назначен президент Российской академии образования Юрий Петрович Зинченко. Плюс работают главные внештатные педагоги-психологи в 8 федеральных округах. Эти кандидатуры утверждаются министром просвещения Российской Федерации и уже включены в состав Координационного совета по развитию психологической службы в системе образования, приказ номер 447 от 31 августа 2020 года. И, конечно же, в 85 субъектах Российской Федерации работают главные внештатные педагоги-психологи, которые утверждаются распорядительным актом органа исполнительной власти субъекта России, осуществляющего государственное управление в сфере образования, согласно письму и методических рекомендациях по вопросам организации деятельности психологической службы. В первую очередь в задачи главных внештатных педагогов-психологов входит координация деятельности педагогов-психологов, работающих в образовательных организациях на территории субъекта России, и непосредственная методическая помощь педагогам, психологам, специалистам психологических служб, представителям администрации организаций, органам государственного управления. И таким образом во главе с главным внештатным педагогом-психологом осуществляется организационное управленческое обеспечение деятельности психологического сопровождения образования. На основе Федерального ресурсного центра Российской академии образования ведется аналитическая работа в сфере нормативно-правового, информационного, кадрового, научно-исследовательского и организационно-управленческого сопровождения деятельности
психологической службы в образовании. Все это делается для принятия эффективных управленческих решений и Министерством просвещения России, и органами исполнительной власти субъектов России, осуществляющих государственное управление в сфере образования. На слайде представлена структура Федерального ресурсного центра во главе с руководителем и научным руководителем. Я хочу лишь отметить, что сектор научно-методического обеспечения развития психологической службы содержит также и научные лаборатории, которые непосредственно осуществляют исследования в интересах развития психологического сопровождения образования. Формат работы. В настоящее время работает научно-методический совет. Туда входят главные внештатные педагоги, психологи федеральных округов России, главные внештатные педагоги, психологи в субъектах России. Это не все, лишь те, которые, ну, во-первых, изъявляют желание войти в научно-методический совет, а во-вторых, тематика работы, практическая работа связана с актуальными задачами, которые решаются Федеральным ресурсным центром в текущий момент. Ну и, конечно, ведущие ученые и специалисты в области развития, психологии развития и психологии обучения. Кроме того, активно функционируют рабочие группы по актуальным проблемам. Ну, в частности, в прошлом году активно работала группа по совершенствованию нормативно-правовой деятельности психологической службы. В этом году активно работает группа по разработке критериев оценки эффективности деятельности психологической службы в системе образования. Вот на слайде здесь представлено 6 основных направлений работы, о которых я буду чуть дальше говорить. Во-первых, информационно-аналитическая работа направлена на проведение мониторинговых исследований развития психологической службы в субъектах России и направлена на выявление приоритетных рисков, препятствующих развитию психологически безопасного образовательного пространства в каждом регионе Российской Федерации. Получен огромный массив данных, это так называемые большие данные, которые в настоящее время обрабатываются и будут переданы главным внештатным педагогам-психологам для выбора наиболее подходящих для конкретного субъекта России моделей психологического сопровождения образования. Так, на платформе дата-центр Российской академии образования уже проведен мониторинг актуального состояния психологической службы во всех субъектах России. Участвовали большое количество образовательных организаций России, при этом в опросе участвовал как педагог-психолог, так и директор организации общеобразовательной. И в данный момент формируется аналитический отчет, направленный на понимание региональной специфики психологического сопровождения. Я на слайде представила участников мониторинга. Обратите внимание, что всего по Российской Федерации работает чуть более 25 500 педагогов-психологов. В нашем исследовании приняло участие более 16 тысяч. Это отличный результат. Я, пользуясь случаем, благодарю коллег, которые активно принимали участие из Приволжского федерального округа. Это более 81% педагогов-психологов, и, соответственно, благодарю органу управления образованием Приволжского федерального округа. Значит, если коротко о результатах исследования, то есть вот на слайде вы видите так называемый портрет педагога-психолога, работающих в школах Российской Федерации. Важно обратить внимание, что фактически больше 45% это являются молодые специалисты, которым нужна научно-методическая поддержка. Значит, важный момент, с какими проблемами школьников чаще всего сталкивается педагог-психолог. Так вот, фактически на первом месте отвечают педагоги-психологи проблема, что ребенок систематически не справляется с учебными заданиями. Этот факт актуализирует важность научного изучения факторов, приводящих к индивидуальным различиям в успешности школьного обучения. Научно-методическая работа строится нами, но на активном взаимодействии главных внештатных педагогов, психологов, органов управления образованием и психологических организаций разных типов и уровней.
На базе Российской академии образования, на базе дата-центра создается реестр моделей и технологий психологического сопровождения и открытая ресурсная информационная база наукоемких методик психологического сопровождения. В рамках федерального проекта «Современная школа» разработаны методические рекомендации по созданию условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций. Эти методические рекомендации утверждены распоряжением Минпросвещения от 30 августа 2019 года и сейчас находятся на втором этапе апробации и корректировки. В сотрудничестве с Минпросвещения России 24 марта 2020 года на базе Российской академии образования состоялось обсуждение этих методических рекомендаций, в том числе с коррекцией в плане введения дистанционного обучения вследствие сложных эпидемиологических условий 2020 года. Деятельность по кадровому обеспечению строится федеральным ресурсным центром с активным привлечением ведущих университетов, в частности, факультета психологии Московского государственного университета. И научно-исследовательская работа, то есть это сфера моей персональной ответственности. Мы занимаемся научными исследованиями для определения нормативных показателей психического развития современного российского школьника и разрабатываем научные основы для создания эффективных психодиагностических, коррекционно-развивающих и реабилитационных методов работы. Научная исследовательская деятельность строится в активном сотрудничестве с Психологическим институтом Российской академии образования и факультетом психологии Московского государственного университета. Я надеюсь, что к нам активно присоединятся коллеги из Башкирского государственного педагогического университета, и мы вместе будем участвовать в наших и популяционных, и лонгитюдных исследованиях. Значит, все эти исследования призваны ответить на вопросы учителей, которые нам постоянно задают и на выступлениях в школах, а я работаю в школе научным руководителем, и на всевозможных заседаниях и административных мероприятиях. Ну, например, как учить детей в одном классе, столь сильно различающихся друг от друга, например, по скорости реакции, или почему из двух детей, на отлично обучающихся в начальной школе, один продолжает учиться отлично, а другой нет. Все эти вопросы педагогов выливаются в серьезные научные проблемы, которые требуют и масштабных, серьезных, научно обоснованных решений. Ну, в частности, популяционные исследования современного детства. Суть в том, чтобы сформировать максимальный широкий охват выборки, который включает респондентов из разных регионов Российской Федерации и с разным социально-экономическим статусом. Ну вот для примера я привожу лишь данные по одной общеобразовательной организации. Посмотрите, пожалуйста, практически 20% младших школьников и 24% подростков имеют высокий уровень тревожности, эмоциональную нестабильность, что в конечном счете приводит к неспособности регулировать отрицательные эмоции. Также 21% младших школьников и 24% подростков демонстрируют низкую мотивацию к изучению математики. А что происходит в масштабах всей страны? Вот на этот вопрос должны ответить популяционные исследования, которые уже начала проводить Российская академия образования. Это так называемый общероссийский проект «Растем с Россией». И уже собрано данные у 11 тысяч школьников Ленинградской области с использованием цифровой психодиагностической платформы Российской академии образования. Второй тип проекта, который менее масштабный, но в некотором роде более информативный для российского образования, это лонгитюдные исследования, суть которых в измерении психологических и успешного обучения у одних и тех же респондентов на протяжении длительного временного периода, например, на протяжении 9 лет обязательного общего образования в школе. И только в таких рода исследованиях мы можем рассчитать индивидуальные траектории развития современного ребенка и вычислить факторы, приводящие к росту, стабилизации, снижению этих показателей. А также можем ответить на вопросы, касающиеся долгосрочных связей между развитием в раннем возрасте и
успешностью в обучении и особенностями развития в более взрослых возрастах. Ну, в частности, опять-таки, с участием и при организации Российской академии образования мы ведем российское лонгитюдное исследование успешности в обучении, где изучается анализ факторов формирования индивидуальных различий в школьном обучении. Все факторы изучаются в содействии и взаимодействии. И вот здесь на фотографиях вы видите, что наши дети, с которыми мы начинали 9 лет назад, они уже у нас вот выросли и закончили 9 класс. Значит, на слайде схема российского лонгитюдного исследования. Важно, что сбор данных проходит со строгим соблюдением этических принципов организации исследований в школах. Ну и тестовые задания адаптированные, надежные, компьютеризированные, удобные в использовании в условиях современной школы. Здесь будет сейчас показано, что это не быстрый процесс. В частности, дети, которые учатся вот сейчас в 1 классе, их данные, вся линейка за 11 лет будет, соответственно, только через 11 лет. А те дети, которые вновь приходят в школу, вот их исследуя, мы можем ответить на вопрос, а стали ли современные дети более быстрыми, более, я не знаю, там, эмоционально отзывчивыми или наоборот. И вот некоторые данные, которые я хочу показать, например, касаются такого показателя, как восприятие количеств без счета. Это то, на чем базируется успешность в обучении математики. И мы здесь показали, что здесь существует 2 типологии развития. Дети, у которых выявлен рост этой способности, и дети, у которых не происходит динамики этого показателя. И наша с вами задача психологов понять, а какие, собственно, какие факторы образовательной среды способствуют тому, что у одних детей происходит рост этого показателя, а другие дети не демонстрируют статистически значимого роста по этому показателю. Какие эффекты для обучающихся? Ну, во-первых, это максимальное раскрытие интеллектуального потенциала. Для родителей понимание возрастных возможностей и, что важно, ограничений своих детей в плане когнитивного, личностного и мотивационного ресурса. Для педагогов возможность непрерывного профессионального роста. Для школы эти исследования ведут к созданию психологически комфортной и безопасной образовательной среды с учетом индивидуальных психологических особенностей обучающих. Ну и, конечно, в целом для системы образования создание наукоемких технологий индивидуальных методов обучения и методов оценки качества обучения. Все это, несомненно, приведет к решению задачи национальной системы образования, повышение эффективности обучения каждого школьника. Значит, на базе Федерального ресурсного центра ведется экспертно-консультативная деятельность. Это особенно актуально в связи с дистанционным обучением и контентом, который используется педагогами для обучения. Плюс, конечно, серьезная, но самая сложная задача – это организация межведомственного и внутриведомственного взаимодействия. Федеральным ресурсным центром рекомендованы и разработаны первые шаги по организации эффективного психологического сопровождения образования в регионе. Я могу предоставить организаторам презентацию, и можно выложить ее в открытый доступ. И, уважаемые коллеги, я, заканчивая свой доклад, благодарю за внимание и считаю, что развитие психологической службы в системе образования именно на основе интеграции последних достижений науки и лучших образовательных практик будет способствовать сохранению и укреплению психического здоровья всех участников образовательного процесса, обучающихся их родителей, педагогов и административных работников образовательных организаций. Спасибо. Татьяна Николаевна, большое спасибо. Я не педагог, поэтому, возможно, я задам не очень умный вопрос, но я мама девочки 11 лет, поэтому для меня это очень важно. Скажите, пожалуйста, вот как-то регламентирована ответственность на законодательном уровне, ответственность, которую несут внештатные психологи в школах? И при каких обстоятельствах? То есть вот за что они несут ответственность? Понятно, что мы можем к ним обращаться за помощью, но
в сложных случаях, когда они работают с жертвами буллинга того же, или с агрессорами, или вот дети, у которых очень неустойчивое психологическое состояние, какую ответственность по закону несут внештатные психологи? Значит, я просто хочу развести понятия, которые вы, видимо, как бы так скоординировали в одно понятие. Ну, во-первых, главный внештатный педагог-психолог – это общественная нагрузка, это не должность, это фактически позиция, которая ее занимает один человек в субъекте Российской Федерации. Да, то есть я вас неправильно поняла тогда. Да, абсолютно точно. Это позиция, и этот главный внештатный педагог-психолог, его задача обеспечить научно-методическими материалами педагогов-психологов, работающих в общеобразовательных организациях, в школах. А вот педагог-психолог школы, вот на его как раз плечи и ложится вот эта и ответственность, и как бы полномочия при работе с различными ситуациями, возникающими в школах. Более того, я хочу сказать, что существуют такие мифы и у родителей, я сама родитель, ну уже родитель студентки первого курса, но вот в прошлом году в этих сложных эпидемиологических условиях моя дочь заканчивала 11 класс, сдавала единые государственные экзамены, было непросто. Но, в принципе, я могу сказать, что существуют мифы, которые, один из них, это то, что нынешний педагог-психолог абсолютно защищен и обеспечен всем, скажем так, всем методическим арсеналом для диагностики сложных случаев, там, психических каких-то там нарушений или, наоборот, работа с очень одаренными детьми, которые в том числе могут быть и жертвами буллинга, как вы вот сказали. Поэтому на самом деле вот здесь задача психологического федерального ресурсного центра скорее обеспечить научно-методическим материалом вот тех педагогов-психологов, которые работают непосредственно с детьми в школах. Понятно. Вот еще вопрос из трансляции. Добрый день. Ирина Ахметьянова спрашивает. Скажите, пожалуйста, не планируется ли в свете сказанного увеличение штата психологов в образовательных организациях? Вы как полагаете, необходимо увеличивать штат педагогов? Значит, ну, в принципе, конечно, есть мнения, вообще есть разные мнения. Значит, одно из мнений, да, увеличить количество и сделать это таким образом, что вот, например, сейчас, где я работаю в общеобразовательной организации, фактически на 1500 детей один педагог-психолог. Это, несомненно, ну, мне кажется, совсем это очень мало. Конечно, и речь идет о том, чтобы сделать такую норму. Один педагог-психолог на 500 детей начальной школы, значит, и дальше, соответственно, как бы, понимаете, есть специализация по возрастам. Кто-то, один педагог-психолог специализируется на детях, на работе с детьми младшего школьного возраста. Сами понимаете, что для подростков и детей, которые находятся в стадии, скажем так, профориентации, нужны другие специалисты. Но в принципе, задача школьного педагога-психолога – обратить внимание, увидеть проблему и направить к специалисту, который является узкопрофильным для этой конкретной проблемы. Потому что вторая ситуация – это увеличить научно-методический арсенал, улучшить этот арсенал для того, чтобы педагог-психолог в школе мог фактически, ну, скажем так, с большей долей уверенности понять, а в чем же проблема, и с помощью качественного, научно обоснованного инструментария уже потом обозначить эту проблему и найти в субъекте, в регионе специалиста, который мог помочь этому ребенку и его родителям. Благодарю. Спасибо большое. Очень интересная была и актуальная тема, которую вы затронули. Я же хочу передать слово Калимуллину Айдару Минимансуровичу, директору Института психологии и образования Казанского федерального университета.
Айдар Минимансурович, вы на связи. Здравствуйте. Да, Я вас добрый день, вижу. уважаемые коллеги. Ага. Мгм. Сейчас я включу презентацию. Ваш доклад называется «Роль исследовательских университетов в педагогическом образовании России». Опыт вашего университета, Да, так? да. Интересно. Так, А, впредь, да? Да. Сейчас, секунду. Зрителям я пока вот идет настройка, могу Да. сообщить, что у нас осталось вот 2 доклада в этой сессии. Уважаемые коллеги, добрый день. Презентация видна моя, да? Да, видно. Ага, спасибо. Ага. Я благодарю организаторов, ректора Салавата Талгатовича за такую вот возможность в нынешних условиях, когда мы очень сильно ограничены в коммуникации. И проведение, инициация таких форумов, безусловно, большое благо для системы педобразования. И особенно в том контексте, что мы имеем возможность поделиться собственным опытом, услышать опыт коллег, для того, чтобы найти какие-то удачные кейсы для своего развития. Поэтому то, что вот сегодня я услышал, мне очень интересно. Я благодарю коллег, которые выступали ранее. И то, что вот мы сейчас говорим, и это может быть залог того сотрудничества, которое наконец-то будет развиваться уже после того, как эти события пройдут, и мы вновь вступим в нормальный режим коммуникации на конференциях. Я бы хотел все-таки начать с того, что педагогическое образование в России современное находится на очередном этапе трансформации. И сейчас становится очевидным, что в России формируется такая биполярная система, и последние события вот текущего года – это выделение 33 педагогических университетов в ведении Министерства просвещения, как раз-таки, наверное, уже на государственном уровне констатирует факт, что сформировалась такая диверсифицированная система подготовки учителей в России. И при этом я бы хотел напомнить, что более 250 вузов непедагогических в настоящее время тоже готовят учителей. И численность обучающихся по обеим группам, она примерно уже одинакова. В данном случае наш университет представляет собой вторую группу, и эта группа тоже очень разношерстная. Есть вузы, подобные Казанскому федеральному университету, которые занимают 3-е место по нашей 44-й УГНС в России. После МПГУ и РГПУ мы обучаем примерно 10 тысяч студентов и 5,5 тысяч по приведенному контингенту. Есть вузы, где численность обучающихся составляет там 10 человек, и есть средние вузы, есть опорные университеты. И вот в этой массе, конечно, в университетах происходят тоже очень интересные события, процессы. Но, безусловно, я бы сегодня хотел говорить о роли вот таких крупных исследовательских университетов, потому что у нас есть своя миссия в Казанском федеральном университете, она есть у некоторых других вузов, таких как Южный федеральный университет и ряд других. И мы, наверное, тоже решаем свои задачи в области педагогического образования. В этой связи я бы хотел сказать и об угрозах, вот в другом таком контексте, для региональных вузов, которые готовят учителей. Эта дифференциация между столичными и региональными вузами существовала всегда, отрицать мы этого не будем, но сейчас она тоже имеет место быть. Ну и есть определенные угрозы, на мой взгляд, для региональных педагогических вузов. Прежде всего мы наблюдаем сейчас, наверное, отток талантливых выпускников школ в Москву и Санкт-Петербург. Это очень видно отчетливо на примере последнего мониторинга качества приема в высшие учебные заведения. Это отток преподавателей, ученых в центральные вузы, потому что возможностей для самореализации, безусловно, много, и Москва, Санкт-Петербург, другие города этих талантливых ученых принимают. И еще, наверное, одна угроза в том, что несколько лет назад коллеги из Высшей школы экономики провели исследование по развитию педагогических вузов, и речь шла о кадровом потенциале. Они шли к нерешительным выводам, что та советская система ротации, обучения в системе АПН, РАО, полугодовые стажировки, которые были очень эффективно работали, она рухнула, и в последние уже практически 20 лет педагогические вузы подпитываются только собственными выпускниками.
какого-то притока новой крови, да, новых идей практически не происходит. В этом тоже одна из причин, наверное, угроз потенциальной стагнации, так как вот какие-то новые веяния, они всегда для нашей системы крайне важны. Вот эти проблемы, которые, наверное, заставляют нас, регионалов, задуматься и говорить, наверное, о какой-то такой консолидированной политике, о более тесном сотрудничестве между нами. И вот в этой связи я бы хотел отметить, что и мы, и контекст моего выступления, он как раз-таки направлен на то, к коллегам из Башкирского госпуниверситета, из других вузов, что сегодня я расскажу, что мы делаем у себя, и я бы хотел к полезному сотрудничеству между различными учеными, вузами, для того, чтобы все-таки мы могли бы, наверное, вот так вместе друг друга усилить, помочь друг другу, какие-то импульсы новые придать. И потенциал Казанского федерального университета, он в этом плане полностью будет находиться тоже в вашем распоряжении. И мы, наверное, вот должны опять-таки говорить о том, что как мы должны кооперироваться и сотрудничать между собой. Даже вот, мы можем много прогнозировать в том плане, что как дальше будет развиваться ситуация. И, наверное, помните, там 2 года назад, опять-таки, инициатива Высшей школы экономики о разработке единой базы онлайн-курсов центральными вузами страны, которые будут транслироваться на региональные вузы, она тоже еще не ушла в прошлое. Да? И какое же место будут занимать региональные вузы, педагогические вузы, вузы, которые готовят учителей в этой системе, это, конечно же, вопрос открытый, и мы должны быть готовы к потенциальному, вот такому, может быть, очень выгодному для нас развитию событий. Итак, я расскажу о кейсе Казанского федерального университета. В данном случае вообще вот наш сейчас международные коллаборации показывают, что вот, наверное, какая-то унификация, обобщение вот в нашей сфере невозможно. И вообще международный опыт свидетельствует в данном случае, наверное, об успешных кейсах в большей степени, которые показывают ту или иную лучшую практику, организационную модель. И Казанский федеральный университет в этой связи, он как раз-таки демонстрирует пример того, как после присоединения в 2011 году 2 педагогических вузов, Елабужского государственного и Татарского государственного гуманитарно-педагогического, мы очень так, болезненно, тяжело искали свою модель подготовки учителей, прошли через массу проблем, можно сказать, здесь даже унижений со стороны университетского сообщества, так как педагогика воспринималась как вторичная отрасль в рамках такого крупного университета. В КФУ обучается примерно 50 тысяч студентов. И как вот шаг за шагом, наверное, может быть, нас запустили в эту систему, получается, но у педагогов есть очень хорошая черта, да, я говорю о преподавателях, об ученых, мы очень ответственны. В силу, наверное, своей профессии, специфики, мы очень трудолюбивы, да, в отличие, я говорю даже о физиках, химиках, математиках, мы более социально ориентированы. И вот это позволило нам в рамках большого университета занять сейчас очень достойное место. И вот многие вузы сейчас, наверное, находятся на этапе подготовки к реализации программы стратегического академического лидерства, которая идет на смену программе 5.100. И сейчас однозначно в нашем университете ректором определены 3 приоритета – это медицина, это энергоресурсы и педагогическое образование. И вот оказаться в такой компании, а здесь вот я обращаюсь и к руководству Башкирского университета, это борьба за ресурсы, коллеги. Вы прекрасно понимаете, что, может быть, это не тщеславие, это борьба за ресурсы, когда мы получаем новые средства и становимся достаточно рентабельными. Кстати, вот наш пример показывает, что в рамках крупного такого университетского комплекса мы стали достаточно экономически рентабельными, выгодными. Да, мы крепко стоим на ногах, педагоги сейчас. И вот у нас большая система. Я, например, руковожу Институтом психологии и образования, который является координатором системы педобразования. Представляю всего лишь 20% примерно блока подготовки учителей в КФУ. И для примера скажу, что доход моего института при штатной численности преподавателей 107 человек составляет 162 миллиона рублей в этом году, и 46 миллионов рублей мы получаем от науки. Это
средства, которые, опять-таки, говорят о определенных наших там достижениях и о нашей стабильности. Я не буду останавливаться на общих моментах, которые стоят, вот речь идет о проблемах педагогического образования, и перейду уже вот к характеристике Казанского федерального университета. Я уже сказал, что мы являемся третьими по численности студентов, обучающихся по 44-й УГНС. И 20% студентов Казанского федерального университета в настоящее время являются педагогами, будущими педагогами. Мы ведем предметную подготовку по всем, вернее, областям современной школы и реализуем все программы. Вот такой синергетический эффект после присоединения двух педагогических вузов мы получили. Хотя я напомню, что на первом этапе это были страхи, и у нас, возможно, ждала и ассимиляция определенная, потому что уменьшались и бюджетные места, но, тем не менее, заставило нас двигаться быстрее и быстрее. Кстати, вот по свидетельству Виктора Александровича Болотова, не все присоединенные вузы, а вы знаете, что с 2005 года этот процесс у нас в системе педобразования развивался, не все смогли войти вот в новые структуры, и примеров вот такого развития не очень-то много. На слайде представлены данные по численности обучающихся. Это 9983 студента. И я еще добавлю, что примерно 10 тысяч, около 10 тысяч действующих учителей ежегодно проходят курсы повышения квалификации на базе нашего университета. И вот здесь бы еще обратил внимание на важность региональной поддержки. Дело в том, что по инициативе нашего ректора, академика Раула Гафурова Ильшата Равкатовича, поддержанный президентом республики, мы имеем стабильную часть республиканского заказа на повышение квалификации учителей, которая ранее выделялась Институту развития образования. Это голубая мечта, я знаю, для многих педагогических вузов, потому что отношения вот все-таки в регионах немножко иные, но после нескольких визитов президента точка была поставлена, потому что и президентом было сказано, что если не здесь повышать квалификацию учителей, то тогда где же? И вот это дает нам возможность выстроить не только систему непрерывного педагогического образования, но и достаточно, опять-таки, решать и экономические задачи, затем вновь инвестировать эти средства в образовательный процесс. Количество программ, которые мы реализуем, тоже представлено на слайде, их достаточно много. И вот в этом тоже, наверное, наша особенность в Казанском федеральном университете в том, что мы достаточно гибко и быстро меняем программу, потому что количество преподавателей, наша материально-техническая база, это позволяет делать совершенно безболезненно и тем самым поддерживать высокую востребованность программ и привлекать студентов на контрактное обучение. Что мы смогли за эти годы сделать? Да? Вот мы построили уникальную инфраструктуру педагогического образования. Я не буду там использовать каких-то там таких возвышенных слов, но если где-то есть подобное, я с удовольствием приеду изучать этот опыт. Да? То есть модель, которую мы у себя имеем, она включает все необходимые условия, сервисы для качественной подготовки учителя. Это сейчас признается на международном уровне. Я, кстати, отмечу, что Казанский федеральный университет является единственным университетом в России, странах СНГ и Восточной Европе, который входит в число 100 лучших университетов мира в предметной области образования рейтинга Times Higher Education. Мы в этом году вошли второй раз, подтвердили, что этот вход не случайный, но эта область называется Education, образование, а если вычленить из нее Teacher Education, на то, на чем мы сейчас специализируемся, мы, наверное, конечно, были бы уже и в числе 50. И это признается зарубежными экспертами, то, что мы смогли создать в рамках крупного университета, получая ресурсы, подпитываясь от него, это, конечно же, уникальный пример. Сейчас несколько книг уже на выходе в крупнейших издательствах, там Тейлор и Фрэнсис, Эльзиер, там и другие, которые наш опыт описывают. Просто в качестве маленького штриха скажу, что наша исследовательская ориентированность позволила
создать и включить в состав университета несколько собственных школ. Это не базовые школы, это школы, которые являются структурными подразделениями, причем они все настроены не только на экспериментальную работу, на научные исследования, на апробацию результатов наших исследований, но они и настроены на практическую подготовку наших студентов. Все они разные. Например, у нас есть IT-лицей-интернат, у нас есть лицей Лобачевского, они входят в топ-100 лучших школ России по качеству образовательного процесса. В этом году в Елабужском институте была открыта отдельная школа со своей спецификой, школа с низкими образовательными результатами, которая тоже будет использоваться для апробации методик выведения этих школ из данного состояния. И вот мы буквально на пороге открытия собственного детского сада для детей с расстройствами аутистического спектра, где вместе с коллегами из медицинского блока у нас намечена и из зарубежных стран, безусловно, намечена очень большая программа деятельности. Директора этих школ являются одновременно, и многие педагоги являются преподавателями в нашем педагогическом блоке. И вот это позволяет не только там сотрудничать, но и буквально выстраивать политику в той или иной области. Что касается детского сада, то опять-таки отмечу поддержку президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова, который при данном объеме финансирования примерно в 6-7 миллионов рублей выделил ежегодную сумму финансирования в 23 миллиона рублей на данный детский сад, для того, чтобы мы полностью были обеспечены всеми необходимыми кадрами в области медицины, психиатрии и так далее. Проблема очень серьезная, и я думаю, что вот это опять-таки один из атрибутов того исследовательского университета, о котором я говорил. И вот сегодня говорилось о сотрудничестве с Российской академией образования. Это тоже очень такой большой стимул. Я знаю, что и на базе Башкирского госпуниверситета действует центр, и мы активно работаем, и Юрий Петрович Синченко, другие коллеги неоднократно бывали у нас, и вот это и тот форум, который мы ежегодно проводим, ИФТ вместе, это тоже один из важных инструментов, который мотивирует нас и поддерживает нас в научно-исследовательской работе. Что касается нашей организационной структуры, сегодня присутствуют и зарубежные коллеги, я бы хотел сказать, что мы создали собственную структуру педагогического образования. Она строится на том, она распределенная. То есть, во-первых, у нас есть традиционная модель, которая реализуется в Елабуге, мы ее не меняли, но в Елабугу было влито очень много средств, да? И сейчас вот тот комплекс, который мы имеем, а я был ректором этого университета до присоединения и прекрасно знаю об экономических проблемах небольших вузов, то сейчас это такой очень хорошо, стабильно стоящий на ногах институт. А в Казани мы создали распределенную модель подготовки учителей, когда педагогические отделения либо кафедры созданы в составе нескольких институтов, и за счет этого мы заметно повысили предметную подготовку, что особенно важно в области естественных наук. И наши будущие учителя, например, математики, обучаются по многим курсам вместе с классическими математиками, лекции читают им ведущие ученые. Это большая проблема, потому что хороших ученых много быть и не может в вузах. Да? То есть это позволяет нам очень так концентрированно, опять-таки, создавать выгоды для подготовки учителей. Координирует всю эту систему Институт психологии и образования, где проходит психолого-педагогическая подготовка. И после этапа бакалавриата все уже бакалавры, они вливаются в единый центр педагогической магистратуры, который тоже создан на базе нашего института. Это тоже новшество, которое позволяет нам достаточно гибко работать с программами педагогической магистратуры. Цикл программы у нас в основном 2-3 года, и если там программа становится невостребованной, мы легко ее меняем, и к тому же это позволяет нам достичь очень хорошего оптимального распределения нагрузки, потому что 40% учебных планов, они унифицированы, это дает нам возможность сэкономить на данном этапе, а затем усилить индивидуализацию обучения и таким образом опять-таки создать и систему единого контроля качества, что, наверное, очень затруднено при традиционной модели магистратуры, когда магистерские программы прикреплены к кафедрам, и это создает некоторую разобщенность.
Ну и далее вот как раз-таки вот эта система, она выстроена, она работает и, наверное, позволяет нам двигаться вперед. В чем проявился наш еще исследовательский компонент? Дело в том, что когда в 2013 году Казанский федеральный университет вошел в проект 5.100, а он был направлен на повышение международной конкурентоспособности, к нашему удивлению, наш ректор выдвинул нас, так, может быть, авансом в число 4 приоритетов Казанского федерального университета. И вот шаг за шагом, получая, опять-таки, я говорю о ресурсах, которые мы получали из проекта 5.100, мы смогли выстроить очень такую хорошую инфраструктуру. Ну и сейчас, если мы говорим о цифровом образовании, я не буду говорить, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать, поэтому в мае мы проводим ИФТ-2021, и традиционно коллеги из многих вузов, в том числе и Башкирского педуниверситета, они приезжают к нам. И вот главную задачу программы повышения конкурентоспособности в рамках нашей стратегической академической единицы «Учитель 21 века» мы выполнили и вошли вот так поэтапно в топ-100. Ну и сейчас вот это тоже очень важно, потому что в международной практике существуют свои правила, и когда вуз виден в этих рейтингах, а критерии достаточно жесткие, объективные, и это выливается в то, что нам предлагают сотрудничество. То есть есть репутация, есть, соответственно, масса предложений войти там и в Erasmus+, там другие программы, сетевые исследования, и все это так накопительно вырастает в публикации, в гранты, в сотрудничество там и так далее, и так далее. Поэтому вот представлено и внизу Так, у нас Казань, к сожалению, сейчас ждем, когда восстановится связь. Пока. Очень интересный доклад. Я, честно говоря, не знала, что КФУ — это участник проекта 5.100. Вот. Ну что, будем ждать? Нету, да? Ну, давайте еще буквально 30 секунд ждем. Если связь не наладится, тогда мы перейдем к заключительному докладу на этой пленарной сессии. Тогда продолжаем нашу пленарку. Заключительный доклад профессора кафедры международных коммуникаций Казахского университета международных отношений и мировых языков имени Абылай-хана Кульгильдинова Тулебике Алимжановна. Вы нас слышите? Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте, у вас слышу. прекрасно. Угу. Приветствую всех спикеров этого форума. Спасибо. Интересного. И хотелось бы сказать, что наш Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай-хана раньше был педагогическим институтом, Алматинским педагогическим институтом иностранных языков. А теперь мы называемся вот таким образом, и имя нам дали и Абылай-хана, наверное, не случайно, поскольку этот хан был еще, помимо всего, и полиглотом, и дипломатом. Поэтому приступлю к своему выступлению. Деятельность Казахского университета мировых языков, международных отношений имени Абылай-хана осуществляется в общем русле стратегического развития и модернизации системы высшего профессионального образования Республики Казахстан. Она направлена на формирование конкурентоспособной и адекватной международным стандартам национальной модели образования. В условиях международного признания уровня социально-экономических достижений суверенного Казахстана и расширяющегося диапазона международного сотрудничества республики,
в современном открытом взаимосвязанном мире, наш университет видит свою миссию в обеспечении международно адекватного качества подготовки профессионально-иноязычных кадров для широкого спектра образовательно-гуманитарных, международно-интеграционных, межкультурно-коммуникативных сфер взаимодействия страны в глобализирующем мире. Государственная программа развития образования в Республике Казахстан на 2016-2020 годы определяет программу кардинального преобразования всех звеньев образовательной системы, в том числе высшего образования. В качестве одной из целей модернизации обозначено совершенствование структуры содержания образования на основе отечественных традиций, мирового опыта и принципов устойчивого развития. Министерство образования страны ставит перед вузами задачу управлять деятельностью групп с помощью проектов. И поэтому в качестве извините, мне звонят, задач мы для страны определены создание условий для интеграции современных педагогических технологий в высшей школы и новейших научных знаний для развития приоритетных секторов экономики в соответствии с государственными программами, объединение материально-технических, информационных и кадровых ресурсов для обеспечения подготовки высококвалифицированных специалистов, бакалавров, магистров и докторантов. В общем русле стратегического развития и модернизации системы высшего профессионального образования Республики Казахстан в нашем университете ректором вуза академик Салимой Сагиевной Кунанбаевой была поставлена задача создать проектно-системную платформу внедрения обновленных образовательных программ и разработана структурно-деятельностная модель управления научно-образовательной системой, которая укладывается в триаду образования, наука, производство. Это мы еще сидим на первом слайде. Первые стратегические задачи мы обозначили. И это второй слайд как раз-таки отражает третий слайд, да? Вы мне не поменяли. Тогда четвертый сделать? Да, правильно, вызовы. Да, вызовы и проблемы, которые стоят перед всеми вузами. Сегодня перед нами стоит задача такая, что молодых квалифицированных кадров для чтения лекций не так много, поскольку Казахстан отказался от системы старой подготовки докторов, и поэтому мы работаем только в системе PhD. А требования для того, чтобы утверждать таких докторов PhD, получается, с каждым годом усложняют из-за того, что не хватает этих статей с импакт-фактором, что статьи недостаточно имеют высокий импакт-фактор, поэтому создаются вот эти ножницы. Потом уровень навыков казахстанских преподавателей по преподаванию на английском языке тоже не всегда на должном уровне высоком. И это тоже, хотя это не касается нашего университета, но по стране такая проблема существует. Дальше недостаточно интенсивно обновляются передаваемые знания, тоже есть какие-то такие проблемы, как и везде. И отсутствуют внутренние механизмы измерения качества обучения, успешности студентов и процедур по его улучшению. Тогда вот вернитесь теперь
тому слайду, да, как мы эти проблемы решаем. Значит, нам сейчас нужны, или кто нам интересен, это молодые ученые и команды с высоким потенциалом. Поэтому идет такое широкое привлечение ученых из университетов России, Европы, Китая, конечно, и Японии, поскольку в нашем университете есть и восточные языки. Вот. По всему Казахстану требуют, чтобы администраторы были из зарубежных университетов. Сейчас в Алмате есть 2 университета, где ректорами являются представители Польши. Вот, конечно, есть определенные проблемы с этим. Ну, а как ожидаемый результат, что это даст? Это дает сформированность критической массы англоязычных образовательных программ и связь науки с производством. Я уже указывала, что это важная триада в наших стратегических ориентирах: образование, наука и производство. Требует, конечно же, ученых с индексом Хирша. Сегодня и диссоветы так формируются с индексом. Ученые должны быть обязательно с индексом Хирша в составе диссертационного совета, иначе его не откроют. И, конечно же, в этом ГПРО, это государственная программа развития образования и науки, все это прописано. И требуется, чтобы мы привлекали талантливых сотрудников, чтобы университеты были интересны. Содержательная составляющая структурно-деятельностной модели управления научно-образовательной системой представляет структурированный учебный контент. В нем просматриваются инвариантные компоненты образовательных программ, это майнеры, использование электронных обучающих ресурсов и цифровых информационных образовательных технологий, электронных учебников, специализированные сайты, для этого раскрыты порталы, имеется методическая поддержка, контент прорабатывается и в дипломных проектах, и поддерживается Министерством образования. В течение лета все вузы, которые держат при себе УМО по педагогическим специальностям и другим, обязательно проводили курсы повышения квалификации для педагогов, чтобы они правильно использовали цифровые инновационные технологии, предоставлялись им ресурсы, платформы, на которых можно будет проработать контент образовательных дисциплин. Организационная составляющая структурно-деятельностной модели управления научно-образовательной системой предусматривает организацию и проведение учебного процесса с привлечением различных моделей научного проекта согласно платформе внедрения обновленных образовательных программ. Ректорат Казумойми Аблайхана ставит первоочередную задачу направленность на отраслевое взаимодействие, что означает совершенствование содержания и структуры компетентностных моделей образовательных программ по всем специальностям и специализациям бакалавриата и магистратуры. Взят курс на замену дискретного структурирования образовательных программ интегрированными образовательными моделями с максимальной привязанностью к предметно-технологическому содержанию будущей профессии, и это предполагает дальнейшее выравнивание компетентностных моделей выпускников по запросу работодателей и требований отраслевого рынка труда. Надо сказать, что в Казахстане сегодня работодатели имеют
право голоса на создание тех компетенций, которые, на формирование компетенций, которые они хотели бы увидеть в этом выпускнике. И важное значение придают трудоустройству. Это в следующем слайде будет сказано, что эффективность трудоустройства как бы определяет аккредитацию вуза, все льготы может вуз получить, если трудоустройство эффективно организовано. И есть у нас такая организация, как неправительственная организация, называется Атамикен. Она просчитывает, сколько выпускников у нас работает, сколько не работает. Отсюда вузы и получают свой рейтинг. Конечно, это очень сложно, но тем не менее такая программа у нас задействована. Кроме того, можно на следующий слайд перейти. Мы говорили сегодня об образовательных программах. Проводится высокий мониторинг образовательных программ на английском языке. Вот уже почти многие вузы перешли на программы на английском языке. И определен рейтинг вузов, где самыми распространенными образовательными программами цикла на английском языке выявлены вот это наша педагогическая специальность, иностранный язык, 2 иностранных языка, ну и другие международные отношения, информационные системы. В стратегических ориентирах важное значение придают установлению партнерства с зарубежными вузами, партнерами. И, как вы видите, цифра вроде неплохая, но тем не менее наши вузы каждый раз слышат упреки в этом отношении, что совместные образовательные программы все-таки надо расширять, вот, управлять временем, генерировать идеи, базовые методы коммуникации, проводить также мероприятия для того, чтобы такая работа по дуальному образованию, по смешанному внедрялась. Поэтому университет выставляет новые приоритеты и характеристики, такие как инновационность, устойчивость, междисциплинарный подход. И ставим как вуз задачу обучать людей, способных не отставать от современной действительности. Сегодня важными такими группами проектными для Miners это являются карьеры и трудоустройство, мы об этом говорили. На основе создания совета работодателей прорабатываются вопросы по анализу процента трудоустройства выпускников, проводится мониторинг в течение полугода и 3 лет после завершения обучения, проводятся мероприятия, дни карьеры, заключаются договора с ассоциациями работодателей. Кроме того, есть такая проектная группа, как учебники с обновленным содержанием. Проводится тоже анализ по обеспеченности вузов учебниками, учебно-методической литературы, в том числе по языку обучения.
И разрабатываются учебники, учебно-методическая литература, формируется тематический план изданий. Ну, это, конечно, как и везде, но тем не менее мы вот даем определенные предложения для дальнейшего улучшения, что нужно в школах вводить предмет программирования, уже в средних школах. Ну, конечно, это не так просто ввести предмет, улучшать эффект уроков программирования в неанглоязычных классах. Рассматривается введение предмета по иностранному языку, хотя у нас иностранный язык изучается с начальных классов. Вот. Приветствовать инициативы приглашать иностранных студентов и в технических вузах вести изучение таких дисциплин, как английский язык, информатика и программирование. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Толебеке Алимжановна. Один вопрос поступил к вам с нашей трансляции. Ирина Баранилова спрашивает, как вы относитесь к симбиозу традиционной и инновационной педагогики? У вас буквально вот минутка на ответ. Сможем сформулировать что-то? Симбиоз инновационной и традиционной педагогики. Ну, такая интеграция, я думаю, приветствуется, поскольку инновационная педагогика, она более прогрессивная, но от традиционной мы никогда не отказываемся. Понятно. Спасибо вам большое за участие. И у нас вот есть ли возможность снова связаться с Айдаром Минимансуровичем из Казани? Вы нас слышите, да? Так, я вас пока получилось. Не вижу. Ага, все. Ну, вы знаете, у нас не так много времени осталось, поэтому, наверное, презентацию мы вашу не сможем посмотреть. Но вот вопросы, которые терзают, хотелось бы вам задать. Можно я завершу все-таки, потому что у меня была определенная идея, все-таки хотела сказать. Ну, я не могу вам отказать. Давайте все-таки презентацию будем показывать. Да, буквально там можно пробежаться. Прошу, я о чем хотел сказать, коллеги. Вот мы контекст, да, дело в том, что вот нам повезло, что мы получили такие ресурсы. Педобразование не только выжило, но и вышло на новый этап в Казанском федеральном университете. Мы очень сильно международно ориентированы. Это важно сейчас, да. Дело в том, что многие проблемы, о которых мы даже и не мыслили ранее, они приходят в Россию. И первыми они возникают на Западе, и речь идет и о неравенстве в образовании, о социальной дифференциации, там, буллинг, различные психологические проблемы. К сожалению, западное общество их испытало раньше. Да. И есть масса технологий, интересных исследований, которые надо учитывать и применять, не наступать, то есть на грабли. Да. И поэтому вот в этом отношении, конечно же, у нас очень большие контакты, и я еще раз обращаюсь к коллегам, что мы открыты, понимаете. Дело в том, что для себя нам доказывать нечего, мы достаточно стабильны, но нам бы хотелось все-таки наладить тесную кооперацию, потому что в этом, наверное, стоит суть вот нашего общения международного, и вообще нашего сотрудничества, потому что и я приглашаю коллег и на ИФТ 2021, приглашаю посетить наши сайты, писать мне на почту, и, наверное, тогда мы могли бы очень быть полезными друг для друга. Речь идет и о башкирских коллегах, потому что Татарстан и Башкортостан – это две братские республики с очень похожим состоянием образования, проблемами, да, особенно в области мультикультурного
система образования. И в этой связи, наверное, я бы тоже и пригласил бы и Салавата Талгатовича посетить наш университет, для того, чтобы вы посмотрели, чем мы занимаемся. И вот буквально последние слайды. Это тренды в подготовке учителей, которые сейчас развиваются в мире. Мы пытаемся им соответствовать. У нас создано несколько исследовательских групп. В настоящее время у нас работает в институте 24 исследовательские международные группы с зарубежными партнерами из самых разных университетов мира. И вот то, что сейчас происходит в мире, мы пытаемся привнести в Россию в области науки, а в свою очередь то, что мы делаем, мы пытаемся показать за рубежом. И вот здесь надо отдать, честно сказать, что российская современная педагогика, педагогическое образование практически неизвестно за рубежом. К сожалению, многие там публикации касаются 90-х, нулевых годов, когда мы имели очень сложную экономическую ситуацию. Это неправильно. Наше образование, педагогическое образование российское, оно очень валидно. Да. Я сам как ученый занимаюсь этой проблематикой. У нас отличные в ГОС, да, отличные планы, высокая продолжительность обучения, чего даже не снится за рубежом. Понимаете, получается, да? Система унификации дипломов на территории всей страны. Но, к сожалению, мы не можем это показать. Но и угрозы, которые сейчас идут, например, мы говорим о нехватке учителей во всем мире. В той же Германии идет дикое переманивание учителей из одной земли в другую. Да. Сейчас развиваются такие подходы, связанные с боковыми и поздними входами в профессию. В США сейчас большая проблема, связанная с дистанционной подготовкой учителей. Появляются частные университеты, которые, в принципе, сейчас действуют и у нас. Мы смотрели их сайты, которые в течение 5 недель готовят учителя. Вот это угроза, да, для нас, действительно настоящих игроков, участников процесса педагогического образования. И эти моменты мы тоже должны, наверное, консолидированно учитывать. Говоря еще в заключение о нашей исследовательской ориентации, вот это сотрудничество с зарубежными коллегами. У нас есть высокохиршевые преподаватели, у нас работают иностранные ученые, позволяют нам ставить перед собой совершенно иные задачи в области исследований. И вот это гранты только этого года, которые мы реализуем. Буквально вот на прошлой неделе, к сожалению, мы подались, тоже взяли на себя смелость на 75-миллионный мегагрант, да, с приглашением зарубежного ученого. По результатам экспертной оценки мы занимали 1-е место, но было принято решение гранты в этом году в области педагогики и психологии не присуждать. Вот это как раз-таки, опять-таки, это ресурсы, которые позволяют нам вкладывать деньги в исследования, в потенциал, развивать наших преподавателей и решать какие-то новые задачи. И еще одно из преимуществ Казанского федерального университета, он большой, здесь масса структурных подразделений, мы налаживаем самые тесные контакты, прежде всего сейчас, что актуально для системы образования, с IT-сектором и с медициной, там, где самые болевые точки в области исследования образовательных проблем. И вот эти совместные гранты, которые мы также и, это нормальный процесс, наверное, из 3 заявок выигрывает только 1, но тем не менее преподаватели в эти грантовые движения вовлечены, и вот сейчас мы ждем еще там новый такой грант. Я приглашаю, наверное, коллег из Башкирского госпедуниверситета, мы будем заинтересованы в эмпирической базе. Это технология комплексной экспертизы школьного климата в контексте культурного многообразия. Это 32 миллиона на 4 года каждый год получается, да, и если такие гранты будут выиграны, мы, коллеги, заинтересованы в самом тесном сотрудничестве. Поэтому вот на этой ноте я хочу завершить и пригласить всех вас к сотрудничеству для того, чтобы мы смогли педагогическое образование сделать более эффективным. Спасибо. Спасибо большое, Дармин Мансурович. Вот сейчас у нас один из проректоров слушал Башкирского педагогического вуза, активно кивает головой, будет сотрудничать 100%. Очень интересно. Я правильно вас... Алмаз Люрович? Нет? Нет. Наталья Викторовна, скажите, пожалуйста, вот я правильно вас понимаю, что теперь для того, чтобы вуз был успешен с экономической точки зрения, он должен забыть о том, что такое скромность, скромность в данном случае недостоинство, и как можно быть, чтобы он был более заметен на российской и международной арене. Это раз, правильно? И участвовать в грантах. А вы можете еще какие-то инструменты привлечения внешнего финансирования для педвузов подсказать? Вот для в наших условиях это, безусловно, региональное финансирование.
И вот, То есть, именно чтобы регионы поддерживали, да? Региональное финансирование, да, мы имеем в республике. Вы знаете, что у нас масса развивается программ изучения татарского языка, которые и обучение полилингвальных студентов. В настоящее время примерно 500 студентов в Казанском федеральном университете учатся за счет средств регионального бюджета. Это учителя для полилингвальных школ, да, и не это ли реальная поддержка. Но еще есть один важный момент, к которому, наверное, мы рано или поздно придем. Да. Вот изучая зарубежный опыт, я увидел, что очень популярны частные заказанные исследования. Например, родительский комитет той или иной школы, видя там, что в классе создается очень такая сложная психологическая ситуация, они заказывают исследования психологу. Да. Это частные исследования, направленные на решение конкретной задачи. Да. Вот мы пока до этого не дошли, да, но мы активно предлагаем, да, и такие примеры тоже есть, когда школы начинают заказывать исследования по выявлению проблем, там дальше психологического климата, выгорания учителей и так далее, и так далее. Я думаю, вот это тоже важный ресурс для нас, для педвузов, который мы должны использовать. Спасибо большое. Ну и заключительный вопрос, наверное, провокационный. Вы как сами считаете, будущее за отдельными педагогическими вузами, как единицы боевой, или все-таки нас ждет интеграция педагогического направления в большие образовательные структуры? Отличный вопрос. Просто, в точку, понимаете, да? Дело в том, что, может быть, вы ждете, что я скажу, что там, как представитель крупного вуза, дело за будущее за такими крупными комплексами. Нет, я так не скажу. Дело в том, что сила в вариативности. Каждый тип вуза выполняет свои задачи. Если мы ориентируемся прежде всего на исследования, на международную кооперацию, есть педагогические вузы, которые являются хребтом, основой системы педагогического образования. И чем больше будет этой вариативности, в которой каждый тип вуза будет выполнять свою задачу, наверное, в этом будет преимущество российской системы. Ну что, спасибо большое. Вы знаете, вы настолько заразительно рассказываете, что мне захотелось стряхнуть стариной и стать студенткой вашего вуза. Вот. Ездить вроде как недалеко, всего 600 километров. В общем, очень большое вам спасибо за участие в нашей конференции. Спасибо, обязательно постараемся быть. На этом я благодарю всех участников за выступление. Наше пленарное заседание завершено. А зрителям я напоминаю о том, что сегодня в 14:00 по уфимскому времени мы приглашаем вас на встречу здесь же, на YouTube-трансляции, на заседании Международной научно-практической онлайн-конференции «Духовный мир мусульманских народов. Гуманистическое наследие просветителей в науке, культуре и образовании». Это будет старт 15-х акмулинских чтений. До встречи в 14:00. Башкирский государственный педагогический университет имени Мифтахиддина Акмуллы имеет полувековую историю и традиции. Университет был образован в 1967 году. За эти годы вуз стал лидером педагогического образования, крупнейшим научным и социокультурным центром Башкортостана. С ноября 2018 года университет возглавляет Салават Талгатович Сагитов. На сегодняшний день по различным направлениям в ВУЗе обучаются более 25 тысяч студентов. Образовательный и научный потенциал позволяет университету быть одним из ведущих центров развития педагогического образования России. Одновременно с педагогическим профилем в Акмулинском университете готовят переводчиков, дизайнеров, тьюторов и дефектологов, IT-специалистов и инженеров, биологов, генетиков и экологов. Кроме этого, ведется подготовка по новым компетенциям. ВУЗ готовит менторов, игромастеров и социальных предпринимателей. Активно развивается научное направление, разрабатываются инновационные проекты в сфере фундаментальной и прикладной биологии, в областях альгологии, генетики, нанотехнологий, математики, астрофизики, психологии, филологии и педагогики. Ученые университета регулярно становятся обладателями грантов на научные исследования. Осенью 2019 года руководство Башкортостана поддержало предложение вуза о создании на базе БГПУ научно-образовательного центра современных математических исследований. На базе университета действует федеральная площадка по изучению истории и культуры ислама.
БГПУ включен в состав сетевого университета Шанхайской организации сотрудничества. Совместные сетевые проекты и взаимодействие со странами набирают обороты. В состав ШОС входят десятки вузов России, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Таджикистана и других стран. Студенты, обучающиеся по программам университета ШОС, имеют возможность продолжить образование в иностранном вузе-партнере и получить 2 диплома. Сегодня в университете обучаются студенты из разных стран – Колумбии, Китая, Турции, Пакистана, Сенегала, Узбекистана, Казахстана, Туркменистана и других. Акмулинский университет – опорный вуз России по продвижению русского языка в страны ШОС по программе «Послы русского языка в мире». Налажено активное сотрудничество с республиканской, общественной, культурно-просветительской организацией «Альянс Франсес». Волонтерский центр является одним из лучших в республике. Его деятельность имеет широкий спектр направлений, от событий международного уровня до стройотрядов и поискового движения. В ВУЗе уже много лет действует Республиканский центр подготовки вожатых «Перспектива». За отличную учебу и за достижения в науке, общественной жизни и спорте студенты получают именные стипендии. В университете созданы все условия для творческого развития студентов. С будущими молодыми специалистами и учителями работают профессионалы своего ремесла. Наши начинающие артисты выступают на лучших площадках республики, страны и мира. Творческие коллективы Акмулинского университета успели покорить сердца не только зрителей Башкортостана, но и зарубежья. А спектакль Народного театра «Корос» посетил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров. Наши студенты являются постоянными участниками всероссийских и международных форумов и фестивалей. Работает физкультурно-образовательный центр «Аванте». Это современная, хорошо оснащенная база для практики и различных мероприятий. Гордость университета – спортивно-оздоровительный комплекс с большим бассейном, тиром, спортивными и тренажерными залами. Студенческий городок в БГПУ является одним из лучших в республике. Здесь же расположен санаторий-профилакторий. До встречи в Акмулинском университете. В рамках 4-го Евразийского гуманитарного форума в зале заседания Конгресс-холла Таратау 24 октября состоялся круглый стол под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО «Просвещение и образование в контексте реализации целей устойчивого развития». Не важно просто обозначить какую-то тему, важно, чтобы она развивалась и внесла свой очень серьезный вклад в то направление, к которому не безразличны люди и профессиональные политики, и общественные деятели, и те люди, которые всегда, во все времена задавали вот те самые стандарты, обеспечивая преемственность между поколениями, стандарты нравственные, собственно, почему мы до сих пор живы как человечество. Организаторами выступили Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, правительство Республики Башкортостан, Министерство образования Республики Башкортостан, Комитет Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО, Башкирский государственный педагогический университет имени Мифтахиддина Акмуллы, а также кафедра ЮНЕСКО БГПУ имени Мифтахиддина Акмуллы. Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации, ответственный секретарь Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе поприветствовал присутствующих и выразил благодарность главе Республики Башкортостан Радию Хабирову и всем организаторам форума. Министерство образования Республики Башкортостан представило участникам круглого стола наиболее интересные и перспективные проекты образовательной сферы региона. На сегодня Башкортостан является одним из активных участников международного движения ЮНЕСКО в России. В проекте «Ассоциированные школы ЮНЕСКО» задействовано 39 школ Республики Башкортостан. Работает более 100 клубов друзей ЮНЕСКО. Ректор БГПУ имени Мифтахиддина Акмуллы Салават Сагитов поделился с присутствующими инновационным опытом университета в контексте задач образовательной политики в регионе. По завершении круглого стола Григорий Орджоникидзе высказался о развитии образования в современном контексте. Действительно, вот сейчас говорили, все поднимали проблемы современного образования в условиях информационных технологий. Учитель становится уже не учителем, а действительно транслятором, потому что действительно любой ученик может во время лекции или урока
поднять руку и сказать, что вот, господин учитель, вы что-то здесь вот типа не то сказали, загуглив при этом, да, вот какую-то информацию. Такая тяжелая теперь профессия становится. Учитель, теперь даже есть специально, даже в ЮНЕСКО есть, это обучение учителей, да, то есть программы для повышения подготовки учителей, для повышения квалификации. Также состоялась встреча с исполняющим обязанности заместителя премьер-министра правительства Республики Башкортостан Андреем Назаровым. Проведение в Башкортостане Всероссийской конференции геопарков стало одной из тем разговора. Предварительно удалось достичь договоренности о том, что форум должен пройти в рамках фольклориады в июле 2020 года. Местом для проведения конференции был выбран геопарк Янгантау. Напомним, что не так давно геопарк Янгантау вошел в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО. Начиная с 2015 года в Республике Башкортостан проводится Евразийский гуманитарный форум. Форум включает цикл научных, научно-образовательных и просветительских мероприятий, цель которых – укрепление межгосударственного сотрудничества в сфере науки, образования, культуры, реализация совместных научно-исследовательских и образовательных проектов, сохранение и популяризация наследия просветительства на евразийском пространстве. В этом году столица республики вновь собрала видных деятелей науки – профессоров, академиков, философов, религиоведов, мусульманского духовенства, педагогов, а также студентов. С 23 по 24 октября в Конгресс-холле Таратау прошел 4-й Евразийский гуманитарный форум. Организаторами традиционно выступили Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, правительство Республики Башкортостан, Министерство образования Республики Башкортостан и Министерство культуры Республики Башкортостан. В качестве основного соорганизатора выступил БГПУ имени Мифтахиддина Акмуллы. Форум включал в себя проведение целого ряда мероприятий. Это 12-я международная научно-практическая конференция «Идеалы и ценности ислама в образовательном пространстве 21 века», международная научно-практическая конференция для университетов, входящих в сетевую структуру УШОС, экология и образование, всероссийская с международным участием конференция «Духовный мир мусульманских народов Евразии», Мифтахиддин Акмулла, великий башкирский просветитель XIX века, а также круглый стол под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, просвещение и образование в контексте реализации целей устойчивого развития. 23 октября в пленарном заседании форума приняли участие заместитель председателя Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан Эльвира Айткулова, ректор БГПУ имени Мифтахиддина Акмуллы Салават Сагитов, верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджудин, член комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, посол доброй воли ЮНЕСКО Александра Ачирова, а также гости форума из разных городов России и зарубежья. Салават Сагитов приветствовал участников от имени университета. Наверное, очень символично, что именно в городе Уфе, в Республике Башкортостан, под эгидой ЮНЕСКО проходит столь значимый международный форум. 4-й раз Уфа собирает экспертов со всего мира для обсуждения проблем гуманитарного знания и перспектив расширения международного сотрудничества в этой сфере. Верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Сафат Таджудин напомнил, что БГПУ имени Мифтахиддина Акмуллы и Центральное духовное управление мусульман Российской Федерации связывает давнее сотрудничество в сфере духовного просвещения и подготовки кадров мусульманского духовенства, а также отметил важнейшую роль просветительства, просвещения и образования как основы духовной жизни современного человека. В заключение заседания состоялось подписание ректором БГПУ имени Мифтахиддина Акмуллы Салаватом Сагитовым и академиком Академии социальных наук Республики Казахстан Газизом Телебаевым меморандума о сотрудничестве между библиотекой первого президента Республики Казахстан Елбасы и Акмуллинским университетом. Башкирский государственный педагогический университет имени Мифтахиддина Акмуллы имеет полувековую историю и традиции. Университет был образован в 1967 году. За эти годы ВУЗ стал лидером педагогического образования, крупнейшим научным и социокультурным центром Башкортостана. С ноября 2018 года университет возглавляет Салават Талгатович Сагитов. На сегодняшний день по различным направлениям в ВУЗе обучаются более 25 тысяч студентов.
Образовательный и научный потенциал позволяет университету быть одним из ведущих центров развития педагогического образования России. Одновременно с педагогическим профилем в Акмулинском университете готовят переводчиков, дизайнеров, тьюторов и дефектологов, IT-специалистов и инженеров, биологов, генетиков и экологов. Кроме этого, ведется подготовка по новым компетенциям. ВУЗ готовит менторов, игромастеров и социальных предпринимателей. Активно развивается научное направление, разрабатываются инновационные проекты в сфере фундаментальной и прикладной биологии, в областях альгологии, генетики, нанотехнологий, математики, астрофизики, психологии, филологии и педагогики. Ученые университета регулярно становятся обладателями грантов на научные исследования. Осенью 2019 года руководство Башкортостана поддержало предложение вуза о создании на базе БГПУ научно-образовательного центра современных математических исследований. На базе университета действует федеральная площадка по изучению истории и культуры ислама. БГПУ включен в состав сетевого университета Шанхайской организации сотрудничества. Совместные сетевые проекты и взаимодействие со странами набирают обороты. В состав ШОС входят десятки вузов России, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Таджикистана и других стран. Студенты, обучающиеся по программам университета ШОС, имеют возможность продолжить образование в иностранном вузе-партнере и получить 2 диплома. Сегодня в университете обучаются студенты из разных стран – Колумбии, Китая, Турции, Пакистана, Сенегала, Узбекистана, Казахстана, Туркменистана и других. Акмулинский университет – опорный вуз России по продвижению русского языка в страны ШОС по программе «Послы русского языка в мире». Налажено активное сотрудничество с республиканской, общественной, культурно-просветительской организацией «Альянс Франсез». Волонтерский центр является одним из лучших в республике. Его деятельность имеет широкий спектр направлений, от событий международного уровня до стройотрядов и поискового движения. В ВУЗе уже много лет действует Республиканский центр подготовки вожатых «Перспектива». За отличную учебу и за достижения в науке, общественной жизни и спорте студенты получают именные стипендии. В университете созданы все условия для творческого развития студентов. С будущими молодыми специалистами и учителями работают профессионалы своего ремесла. Наши начинающие артисты выступают на лучших площадках республики, страны и мира. Творческие коллективы Акмулинского университета успели покорить сердца не только зрителей Башкортостана, но и зарубежья. А спектакль Народного театра «Корос» посетил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров. Наши студенты являются постоянными участниками всероссийских и международных форумов и фестивалей. Работает физкультурно-образовательный центр «Аванте». Это современная, хорошо оснащенная база для практики и различных мероприятий. Гордость университета – спортивно-оздоровительный комплекс с большим бассейном, тиром, спортивными и тренажерными залами. Студенческий городок в БГПУ является одним из лучших в республике. Здесь же расположен санаторий-профилакторий. До встречи в Акмулинском университете.
наша задача выстроить интегративное взаимодействие, которое будет направлено на консолидацию всех возможных ресурсов на достижение цели. А цели они у нас с вами стратегически определены 474 указом. Это вхождение в десятку, это воспитание, это поддержка талантов. На торжественной церемонии награждения победителей межрегионального конкурса «Педагогические династии». В очном этапе принимают участие 11 династий. Общий педагогический стаж династии рекордсмена – 410 лет. Действительно, с 2012 года, вот уже 8 лет, в нашем университете этот конкурс проходит. Он начинался там межфакультетский, сегодня он стал межрегиональным. Мне мои помощники подсказывают, что рекорд был конкурс 1197 лет, то есть нам есть куда стремиться. Это же на самом деле уникально. Мы же понимаем, кто приходит, допустим, к нам в педвуз. Одна из больших категорий – это у кого учителя, родители, у кого бабушки и дедушки учителя, кто по наследству это передает. Это очень здорово. Ну и я уверен, что ваш опыт и опыт ваших последователей, опыт всех тех, кто в вашей династии находится, он станет хорошим подспорьем для дальнейшего развития системы образования и Республики Башкортостан, и тех регионов, которые вы представляете. А цель у нас одна. Президент страны нам поставил, что в 2024 году система образования Российской Федерации должна войти в десятку лучших по всему миру. На это мы будем работать. Спасибо вам большое. Диплом первой степени в номинации «Наука. Наша жизнь» вручается династии Исенбаевых-Ахметьяновых. Выходят, на самом деле, люди, состоявшиеся в профессии. Финал этого мероприятия, очень важного мероприятия для всей системы образования, не только нашего региона, но и всех соседних, которые активно участвуют уже который год. Я попросил у председателя жюри меня исключить на следующий год из состава жюри, потому что тоже хочу принять участие. Мы посчитали со всей своей родней, приближаемся к цифре в 1000 лет. Сам пятое поколение учитель. Коллеги, в первую очередь, конечно же, вам хочу пожелать здоровья, творческих побед, успехов, движения вперед. И диплом первой степени в номинации «Сердце отдаю детям» вручается династии Маскевичуты-Бурдыка. Наверное, нельзя только закончить и получить педагогическую специальность, чтобы стать настоящим учителем. Это призвание, которое человек формирует, наверное, с первых дней своего личностного развития, формирует благодаря тому особому, я бы назвал, педагогическому генетическому коду, который закладывается от наших прародителей, предков. Это та среда, которая позволяет учителю особо относиться, находить чувство любви не только к своим собственным детям, но и ко всем детям, которые его окружают. Ведь фальшиво любить детей нельзя, они это очень чувствуют. И они всегда могут отличить настоящего педагога от педагога, который имитирует свою педагогическую деятельность. А учитель, его призвание безгранично.
И если он хороший учитель, к нему всегда будут стремиться дети из разных сел, и эта молва, которая будет о нем распространяться, она будет делать ему вот то самое звездное призвание, ту самую любовь для детей. Да? Недаром из века в век сохраняется особое отношение, особенно к сельскому учителю. И мы понимаем, что самый мудрый человек на селе, человек, которому всегда идут за советом, это всегда учитель. И огромное вам спасибо, что бережно приняв для себя и сохраняя это в своей профессиональной жизни, вы передаете это своим детям. Огромное вам спасибо, низкий земной поклон от меня, от имени Министерства просвещения, от министра просвещения Сергея Сергеевича Кравцова за то, что вы делаете. И дай вам Бог здоровья, личного счастья, удачи и, наверное, самой большой награды для каждого учителя – это любви и признание ваших учеников. Диплом первой степени экзаменации из века в век вручается династии Алмазовых. Диплом абсолютного победителя вручается династии Бзюновых. Башкирский государственный педагогический университет имени Мифтахиддина Акмуллы имеет полувековую историю и традиции. Университет был образован в 1967 году. За эти годы вуз стал лидером педагогического образования, крупнейшим научным и социокультурным центром Башкортостана. С ноября 2018 года университет возглавляет Салават Талгатович Сагитов. На сегодняшний день по различным направлениям в ВУЗе обучаются более 25 тысяч студентов. Образовательный и научный потенциал позволяет университету быть одним из ведущих центров развития педагогического образования России. Одновременно с педагогическим профилем в Акмуллинском университете готовят переводчиков, дизайнеров, тьюторов и дефектологов, IT-специалистов и инженеров, биологов, генетиков и экологов. Кроме этого, ведется подготовка по новым компетенциям. ВУЗ готовит менторов, игромастеров и социальных предпринимателей. Активно развивается научное направление, разрабатываются инновационные проекты в сфере фундаментальной и прикладной биологии, в областях альгологии, генетики, нанотехнологий, математики, астрофизики, психологии, филологии и педагогики. Ученые университета регулярно становятся обладателями грантов на научные исследования. Осенью 2019 года руководство Башкортостана поддержало предложение вуза о создании на базе БГПУ научно-образовательного центра современных математических исследований. На базе университета действует федеральная площадка по изучению истории и культуры ислама. БГПУ включен в состав сетевого университета Шанхайской организации сотрудничества. Совместные сетевые проекты и взаимодействие со странами набирают обороты. В состав ШОС входят десятки вузов России, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Таджикистана и других стран. Студенты, обучающиеся по программам университета ШОС, имеют возможность продолжить образование в иностранном вузе-партнере и получить 2 диплома. Сегодня в университете обучаются студенты из разных стран – Колумбии, Китая, Турции, Пакистана, Сенегала, Узбекистана, Казахстана, Туркменистана и других. Акмуллинский университет – опорный вуз России по продвижению русского языка в страны ШОС по программе «Послы русского языка в мире». Налажено активное сотрудничество с республиканской, общественной, культурно-просветительской организацией «Альянс Франсес». Волонтерский центр является одним из лучших в республике. Его деятельность имеет широкий спектр направлений, от событий международного уровня до стройотрядов и поискового движения. В ВУЗе уже много лет действует Республиканский центр подготовки вожатых «Перспектива».
За отличную учебу и за достижения в науке, общественной жизни и спорте студенты получают именные стипендии. В университете созданы все условия для творческого развития студентов. С будущими молодыми специалистами и учителями работают профессионалы своего ремесла. Наши начинающие артисты выступают на лучших площадках республики, страны и мира. Творческие коллективы Акмулинского университета успели покорить сердца не только зрителей Башкортостана, но и зарубежья. А спектакль Народного театра «Корос» посетил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров. Наши студенты являются постоянными участниками всероссийских и международных форумов и фестивалей. Работает физкультурно-образовательный центр «Аванте». Это современная, хорошо оснащенная база для практики и различных мероприятий. Гордость университета – спортивно-оздоровительный комплекс с большим бассейном, тиром, спортивными и тренажерными залами. Студенческий городок в БГПУ является одним из лучших в республике. Здесь же расположен санаторий-профилакторий. До встречи в Акмулинском университете. Вас на торжественной церемонии открытия площадки WorldSkills. Мы создали 11 мастерских по 11 компетенциям. Вот сегодня мы открыли 4 мастерские, которые оснащены по гранту в рамках нацпроекта образования при поддержке Республики Башкортостан за счет федеральных средств и университетских тоже вложений. Сегодня студент, кроме того, что он хорошо учится и владеет теорией, он должен прийти в школу, в детские образовательные организации, в доп. Образование специалистом, который может решать задачи, которые вот в современном образовании возникают постоянно. Ну, например, в условиях пандемии, дистанционное образование и так далее. Именно такой мобильный педагог нами готовится, у которого есть компетенции, например, по основной своей программе и дополнительные компетенции. Потому что дошкольное воспитание, начальное, IT-компетенции, предпринимательство могут освоить студенты из других факультетов. Таким образом, получается специалист, ну, раньше называли широкого профиля, а сейчас мы говорим, что это специалист, который адаптирован и может в условиях меняющегося рынка труда найти себе всегда работу и соответствующее качество. Данные площадки WorldSkills можно использовать не только в рамках подготовки к чемпионатам, их можно использовать в работе дошкольных образовательных учреждений города Уфы. То есть те воспитатели, которые приходят работать, те заведующие, которых назначают на руководящие должности, они должны еще многому учиться. Данная площадка, она является универсальной. Здесь можно готовить и педагогов, здесь можно готовить и руководителей. Сегодня я посетила мастер-класс, посвященный преподаванию математики в начальной школе с использованием смарт-технологий. Девочка-студентка показала нам, как использовать смарт-панель на уроках математики. Я была просто в восторге, мне очень понравилось. Современные технологии позволяют не тратить время на мытье доски. Можно использовать, доска она безразмерная, ее можно использовать на уроке перелистывая, и можно вернуться к предыдущему материалу. Это было очень интересно и очень полезно. То есть, мне кажется, уже для того, чтобы идти в школу в ногу со временем, школа должна переходить на такие технологии. У башкирского языка появился свой день. В этом году указом главы Республики Башкортостан 14 декабря был официально назван Днем башкирского языка. Начались праздничные мероприятия с возложения цветов к памятнику Мифтахиддину Акмуле перед вторым корпусом БГПУ. В торжественной церемонии приняли участие вице-премьер правительства Республики Башкортостан Фанур Ягафаров, заместитель руководителя администрации главы Башкортостана Урал Кельсинбаев, представители Министерств Республики, ректор БГПУ имени Мифтахиддина Акмулы Салават Сагитов, а также писатели, поэты, общественные деятели и студенты. Далее в аудитории имени Мустая Карима Акмулинского университета прошел республиканский открытый урок башкирского языка и литературы. Фанур Ягафаров выступил с приветственным словом. Он поздравил всех собравшихся с праздником и отметил, что башкирский язык является богатством, национальным достоянием жителей Башкортостана.
Сам открытый урок провели директор Фонда по сохранению и развитию башкирского языка Гульнас Юсупова, победитель межрегионального конкурса «Учитель года башкирского языка и литературы 2019» Гульшат Габитова и известный башкирский видеоблогер Фидан Кульмухаметов. Целью урока было привлечение внимания широкой аудитории к изучению башкирского языка. Были затронуты темы особенностей башкирского языка и его уникальности. Были рассмотрены слова, заимствованные им из русского языка, и слова, пришедшие в русский язык из башкирского. Слушателями занятия стали студенты и преподаватели БГПУ имени Мифтахиддина Акмуллы и БГУ, писатели, члены исполкома Всемирного Курултая Башкир, журналисты и редакторы средств массовой информации. В завершении урока выступил ректор Акмулинского университета Салават Сагитов. Он выразил благодарность главе Башкортостана Радиу Хабирову. Отметил, что педагоги БГПУ рады вдвойне. День башкирского языка празднуется именно в день рождения Акмуллы. 14 декабря 2019 года. Это 188 лет со дня рождения Мифтахиддина Акмуллы. В 2021 году башкирский народ и все почитатели творчества Мифтахиддина Акмуллы из разных стран будут отмечать 190-летие великого просветителя. В честь этого события университет запустил видео-челлендж. Участники должны записать на видео стихотворение Акмуллы и передать челлендж дальше. На протяжении 2 лет на сайте вуза будет транслироваться эта эстафета стихотворений. Запуская челлендж, Салават Талгатович прочитал стихотворение «Үміт» и передал эстафету заместителю председателя Госсобрания Курултая Республики Башкортостан Эльвире Айткуловой, президенту БАИШ университета Казахстана Ахану Бекежану, директору музея Акмуллы из Миякинского района Фанису Янышеву, народному поэту Татарстана Роберту Минулину и студентке 3-го курса БГПУ, участнице проекта «Ловцы слов» Маргарите Гейт.
Здравствуйте, дорогие друзья! Национальный педагогический форум образования 3D «Духовность, доминанты, достижения» продолжается. Я с удовольствием открываю пленарное заседание Международной научно-практической конференции «Духовный мир мусульманских народов. Гуманистическое наследие просветителей в науке, культуре и образовании». Это 15-е акмулинские чтения. Мы ведем трансляцию в YouTube. Вы можете присылать свои вопросы спикерам в комментариях в трансляции. Я же постараюсь их озвучить. Ну и с первым приветственным словом выступает ректор Башкирского государственного педагогического университета имени Акмулы Сагитов Салават Талгатович. Добрый день, уважаемые друзья, участники нашего форума, участники нашей конференции «Духовный мир мусульманских народов». Искренне рад приветствовать вас здесь, на нашей площадке. Действительно, раньше приветствовали в стенах университета, сейчас приветствуем всех участников конференции в стенах нашей площадки. И особую благодарность хотелось бы выразить нашим соорганизаторам, Фонду поддержки исламской культуры, науки и образования, Государственному институту русского языка имени Александра Сергеевича Пушкина, Евразийского национального университета имени Льва Николаевича Гумилева и Кыргызскому национальному университету имени Жусупа Баласагына. Действительно, проведение акмулинских чтений – это добрая традиция. Был соответствующий указ президента республики о проведении Дня Акмулы, в рамках которых мы уже не первое десятилетие проводим акмулинские чтения. И данная конференция всегда привлекает внимание ученых из разных стран и регионов нашей страны. То, что проходит конференция «Духовный мир мусульманских народов» в столице Республики Башкортостан, в городе Уфе, в Башкирском госпедуниверситете, это действительно не случайно. Понятно, что и Акмулла, уроженец нашей республики, и вы имя носит наш университет. И традиция есть, что уже более 230 лет Центр ислама в соответствии с указом Екатерины II признан Уфа, где располагается Духовное управление мусульман России. Сегодня для нас особенный день, сегодня день рождения Мифтахиддина Акмуллы, именно поэтому мы именно 14 октября организовали данную конференцию. Но второй год особая для нас теплая 14 октября дата, потому что второй год, в соответствии с указом главы республики, 14 декабря – это День башкирского языка. Это действительно праздник нашей республики. И буквально час назад глава республики Башкортостан Ради Фаридович Хабиров был в нашем университете, возложили цветы к памятнику Мифтахиддину Акмулле, обсудили перспективы развития нашего университета, а также наградили студентов премией, стипендией премии имени Мифтахиддина Акмуллы. Вообще, конечно, наш континент, Евразия, это не просто крупнейший материк на планете Земля, который протянут с севера на юг на 8 тысяч километров, с запада на восток на 16 тысяч километров. Это не просто континент с самыми высокими горами, самыми большими долинами. Это не просто единственный континент, который омывается 4 океанами. Наверное, самое главное, что наш континент – это родина древнейших цивилизаций, которые формировали и формируют всю историю человечества. Бескрайние просторы евразийского материка много повидали на протяжении всей своей истории. Это и великие переселения народов, и, к сожалению, бесконечные войны. Это и выдающиеся научные открытия, и проникновенные народные мелодии, нескончаемые философские рассуждения о добре и зле, о свободе, о смысле жизни. И, наверное, особым явлением в этой безграничной истории является как раз просветительство. Деятельность просветителей, она поражает не только своей, и, может быть, даже не столько своей разносторонностью, а сколько примером служения своему народу, и не только своему народу. У каждого подлинного таланта, у творчества просветителей, оно космополитично, и многие народы воспринимают сегодня просветителей как за своего, в том числе и Мифтахиддин Акмулла. Он не только башкирский просветитель, Мифтахиддин Акмулла просветитель для казахского народа, для наших собратьев из Узбекистана, для каракалпаков, естественно, для татарского народа. И вообще жизнь просветителей является ярким, на самом деле, примером содружества и творения, которые получили распространение по всему нашему евразийскому континенту. Просветители несли особую миссию. Они были предвестниками свободы и были глашатаями истины. Составители алфавитов, основатели письменной литературы,
зачинатели музыкального искусства и живописи. Все это просветители, которые, можно сказать, как горящий факел, направляли свои народы и направляют свои народы к знаниям. И наряду с прекрасными поэтическими творениями, прозаическими текстами, драматическими произведениями просветители оставили нам с вами прекрасные учебники и учебные пособия. Сегодня многие наши науки зиждятся именно на той базе, которую оставили для нас просветители. И наша конференция, как я уже сказал, проходит в день рождения одного из выдающихся просветителей Евразии и мусульманского мира Мифтахиддина Акмуллы. За долгие годы конференция стала открытой площадкой для исследователей гуманитарной сферы, педагогов, учителей и всех тех, кого объединяет стремление повысить качество образования, популяризировать научные знания и, самое главное, наметить траекторию будущей совместной деятельности. В этом году подобная работа приобрела исключительное значение, ведь 2020 год кардинально изменил нашу с вами жизнь, и новая реальность уже поставила перед учеными, педагогами принципиально новые задачи. Нашей повседневностью стали тотальная цифровизация, к сожалению, самоизоляция, к сожалению, дистанционная работа. Уходящий год был непростым и для нашего университета, тем не менее, я благодарен, что, несмотря вот на всю турбулентность и неопределенность, которая была в этом году, мы с вами нашли возможность сегодня собраться хоть и в таком онлайн-дистанционном режиме в рамках нашей традиционной конференции, посвященной Дню рождения Акмуллы и посвященной тому взаимодействию, которое уже многие столетия происходит на нашем континенте в рамках духовности, в рамках духовного взаимопроникновения не только мусульманского мира, но и всех остальных религий, которые действительно уже много лет, уже много столетий дружно и очень, на мой взгляд, продуктивно сосуществуют и дополняют друг друга, вот в том числе в нашей республике Башкортостан. Еще раз в заключении своего приветствия хотелось бы выразить слова благодарности всем нашим соорганизаторам, благодаря которым стало возможно проведение этой конференции, всем нашим участникам за отклик на наше приглашение. Я уверен, что наша работа будет плодотворной, глядя на программу нашего форума, которая вот эта конференция будет, по сути дела, эти 2 дня. Я думаю, что много интересных предложений будет со стороны наших спикеров, со стороны участников, и мы сможем помочь в дальнейшем нашему обществу, выработав какие-то, пусть даже, может быть, небольшие новации, но помочь вот в это столь сложное время, в период пандемии, причем эта пандемия больше, наверное, носит такой психологический уже характер теперь, да, поможет людям выйти из этой трудной ситуации. Всегда, когда общество оказывалось в таком неопределенном, как сегодня, состоянии, либо наука, либо религия, а это одним словом можно иметь духовная сфера, именно духовная сфера помогала и каждому отдельному человеку, и каждому народу, и всему обществу находить пути решения. Я думаю, сегодня мы с вами, уважаемые коллеги, Аллах Верха, сможем движение и продуктивность нашей конференции, я думаю, она будет обеспечена. Желаю всем нам успешной работы. Ихтабарагулсын, Зур Рахмет. Спасибо, Салат Талгатович. А я передаю слово советнику директора Фонда поддержки исламского образования, науки и культуры Петрову Алексею Владимировичу. Алексей Владимирович, вы нас слышите? Всех своих коллег, это ректора исламских вузов, коллег из евроазиатских вузов, с которыми на сегодняшний день наши исламские вузы имеют и соглашения, и договора на сотрудничество. Несмотря на этот непростой год, хотел бы отметить, что благодаря программе подготовки специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама, все исламские вузы в России на сегодняшний день оснащены специальным оборудованием, которое позволяет в дистанционной форме вести свой образовательный процесс. То есть это говорит о чем? О том, что все исламские вузы наравне со светскими вузами дают высокое, хорошее, качественное образование. Тому подтверждение и Болградская исламская академия, которая уже в этом году выпустила докторантов, второй год подряд будут тоже выпускаться, да, это люди, которые уйдут у нас в вузы, высшие учебные заведения, которые являются уже на сегодняшний день отечественными богословами. И я думаю, что в дальнейшем будущем наш и духовный мир мусульманских народов не только на территории России, но и на территории
евроазиатского континента пополнится специалистами наших российских исламских вузов. Несмотря на небольшое количество участников сегодняшнего пленарного заседания, хотел бы отметить, что здесь собрались именно те люди, которые для духовного мусульманского общества России вносят очень большой вклад. Хотелось бы отметить Дамир Хазрата, который в этом году стал доктором теологических наук. Это очень большое значение для всего. Недавно как наука, и теперь у нас есть первый доктор, который будет дальше вести за собой исламскую уму, исламскую теологию. От лица фонда я хотел бы поблагодарить организаторов за то, что пригласили принять участие в пленарной части, и выразить надежду на то, что действительно все доклады, которые будут на сегодняшнем форуме, они будут продуктивны, носить конструктивный характер и в дальнейшем выработают резолюцию, которая сможет принести пользу не только светскому образовательному процессу, но и всем мусульманским вузам нашей страны. Большое спасибо за то, что ваш вуз активно принимает участие не первый год в программе подготовки специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама и на протяжении долгого времени поддерживал Российский исламский университет Центрального духовного управления мусульман Российской Федерации, за что вам огромное спасибо еще раз. И все то, что вы делаете, это действительно на благо всему образовательному сообществу нашей страны. Еще раз огромное спасибо и всем удачи на работе форума. Спасибо большое, Алексей Владимирович. А теперь у нас на связи, если я правильно все понимаю, будет Болгария. Предлагаю... Это будут наши коллеги из Республики Татарстан, но это на татарский манер Болгария сказали, а как это Булгарский университет. Да. Представляю слово Абдрахманову Данияру Мавлияровичу, ректору Булгарской исламской академии, кандидату философских наук. Вы нас слышите? Да. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемый Салават Талгатович, Екатерина Алексеевна, уважаемые коллеги. От лица Болгарской исламской академии, от себя лично рад приветствовать всех участников конференции. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Нужно сказать, что форум, который сейчас проводится Башкирским университетом, действительно является важным событием в образовательной, культурной жизни нашей страны. И действительно та работа, которая проводится педагогическим университетом по повышению качества, в том числе педагогического образования, она важна и для исламских вузов, в том числе и для Болгарской исламской академии, которая является высшей ступенью исламского образования в нашей стране. Я, коллеги, буквально вкратце расскажу про академию, про ее достижения, часть из которых Алексей Владимирович уже сегодня озвучил. Нужно сказать, что Академия молодой проект, которому 3 с небольшим года. Это проект, поддержанный президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным. И нужно сказать, что в начале этого года был сформирован попечительский совет Болгарской исламской академии, который возглавил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Владимирович Кириенко. В состав попечительского совета вошли главы республик с преимущественным проживанием мусульманского населения, крупные ученые, крупные меценаты. Нужно сказать, что Академия ведет образовательную деятельность по программам магистратуры и докторантуры. В прошлом году состоялось поистине историческое событие защиты первых диссертаций на соискание богословской степени доктора исламских наук. Нами впервые на постсоветском пространстве был сформирован диссертационный совет, который в этом году провел уже вторые защиты докторских диссертаций. Также нужно сказать, что летом мы выпустили первых магистров исламских наук. Ими стали 23 наших студента. Плюс ко всему, вот
направление теологии, которое сейчас признано официально и светской специальностью. С этого года мы начали обучение по специальности теология. Студенты, которые обучаются у нас по нашим неаккредитованным программам, смогут получить, выпускаясь, 2 диплома: государственный и светский, что действительно позволит им работать в более широком спектре учреждений и, безусловно, даст им необходимые компетенции. Если говорить про развитие научной составляющей, то, о чем подробно говорил Салават Талгатович, развитие духовного наследия наших просветителей, тех богословов, которые работали в 17, 18, 19 веках. Академия ведет очень важную работу, в том числе у нас выстроено взаимодействие с Уфимским научным центром Российской академии наук. В течение мы провели очень интересную работу по подготовке к публикации рукописного труда Ризаэддина Фахриддина Исламдина. И надеемся, что к концу декабря этого года этот наш совместный труд, он увидит свет. Безусловно, вопрос о повышении качества образования – это в конечном счете вопрос о конкурентоспособности каждого выпускника. Ведь еще до революции наше богословское образование считалось одним из самых качественных в исламском мире. И наша долговременная стратегическая задача – это вновь войти в число ведущих высших мусульманских учебных заведений. Большая работа также проводится нами по международному направлению. Буквально в течение последних 1,5 лет подписано порядка 20 договоров о сотрудничестве. К нам прибывают на постоянную работу, работают в качестве научных руководителей исламских вузов мира, что наша деятельность, совместная деятельность и с фондом, и Советом по исламскому образованию, с нашими вузами-партнерами светскими, которые ведут проект подготовки специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама, будет развиваться. Я, коллеги, благодарю вас за внимание, желаю всем участникам конференции плодотворной работы и, безусловно, значимых научных результатов. Спасибо. Спасибо. Салават Талгатович. Большое спасибо. Действительно, уважаемые коллеги, те отношения, которые нас связывают с Булгарской академией, они достаточно давно зародились. И очень приятно слышать о тех достижениях, которые есть. Это в первую очередь о защите докторской диссертации, о магистрах. Я думаю, это всем нам, государственным вузам, в дальнейшем поможет, вот, чтобы эти специалисты, даже если, может быть, там не в традиционном формате, но уже привыкли к которому в дистанционном формате, лекции, другие мероприятия, круглые столы, это действительно очень здорово. Ну и то, что наш Уфимский федеральный исследовательский институт совместно с Академией, Булгарской академией выпускает этот труд, на самом деле это тоже очень важно, потому что не так часто, особенно, понятное дело, в советское время, мы могли читать, могли изучать труды наших просветителей. Я более того скажу, что вот, тоже буквально с Ради Фаридовичем сегодня говорили о том, что даже труды Акмуллы, вроде бы, которые переведены на башкирский язык, уже на современный башкирский язык, да, они требуют дополнительного изучения, потому что, понятно, советская цензура очень много в своей работе, ну, так скажем, убирала те места, касаемые религии и других таких моментов, где об этом говорилось в хорошем смысле этого слова. Поэтому, конечно, работа предстоит большая. И еще раз, пользуясь случаем, я бы хотел поблагодарить сейчас наших коллег из Евразийского университета имени Гумилева, с которыми мы совместно вот где-то год работали над проектом и тоже вышли к его завершению. До Нового года мы издадим этот труд «Просветители Евразии». Мы постарались собрать воедино пока, ну, такую краткую энциклопедию, что ли, можем так назвать, выдающихся представителей самых разных народов, начиная, если с востока брать, это и наши собратья якуты, хакасы, буряты, понятно, Казахстан,
Кыргызстан, Башкортостан, это Удмуртия, это Татарстан, это Марел, это действительно все те страны, все те народы, которые сегодня населяют вот евразийский континент, российскую часть, скажем, или там постсоветскую часть евразийского континента. И понятное дело, что очень много общего в трудах этих ученых. И действительно, вот даже подготовка к этому проекту, подготовка к этому изданию, она дополнительно раз подтвердила, что наше общение просто необходимо, что мы на самом деле не так хорошо знаем творчество друг друга, творчество наших исследователей, и нам предстоит еще долгое время, чтобы по-настоящему узнать и по-настоящему оценить то, что творили до нас. Спасибо большое еще раз, Даниил Раджаевич, за совместную работу и коллеги, за те начинания, которые действительно добрые, хорошие. Мы уже не первый год совместно с вами работаем. Спасибо. Спасибо. Наши приветствия не заканчиваются участников форума. У нас есть видео приветствия художника-графика, члена Союза художников России, главного редактора журнала «Рампа. Культура Башкортостана» Тонконогова Игоря Валерьевича. Удастся его посмотреть? Уважаемые организаторы и участники конференции, поздравляю ученых, педагогов, студентов, всех работников системы воспитания, культурного сообщества с открытием Национального педагогического форума и с началом работы научно-практической конференции, посвященной исследованию гуманистического наследия просветителей мусульманских народов в науке, культуре, образовании, которое не потеряло своей актуальности и приобрело новое звучание в современном мире. Рад приветствовать всех собравшихся в Башкирском государственном педагогическом университете имени Акмулы, консолидирующем научно-методическом центре республики, на площадке которого разрабатываются инновационные подходы к решению задач духовного становления молодежи, формирования достойного гражданина Отечества. Развитие образовательной системы с сохранением лучших традиций прошлого – один из главных приоритетов социально-экономической политики страны. А забота о будущем поколении – самые надежные и благородные инвестиции, поскольку благополучие общества во многом зависит от состояния образования, культуры, духовного и нравственного воспитания. В современном мире важно развивать умение думать, анализировать, сопереживать. Молодежь должна быть готова к определению своих духовных ориентиров, жизненных принципов. Для этого необходимо привлекать опыт просветителей, отраженный в художественной литературе и искусстве. Как представитель мира изобразительного искусства могу с уверенностью сказать, что бережное отношение к культурному наследию имеет важнейшее значение. Культура всегда укрепляет нравственный облик народа, наполняет глубоким содержанием всю его жизнь. В условиях многократного увеличения объема информации как никогда востребована роль культуры в укреплении социальной сплоченности. Многие годы в мире формировался уникальный конгломерат наций, поиск общевальных путей взаимообогащения различных этносов с их культурными особенностями и достижениями. Культура является тем объединяющим фактором, который обеспечивает межнациональное единство. Желаю всем плодотворной работы, укрепления научных и культурных связей, взаимовыгодного сотрудничества, интересных дискуссий на секционных занятиях, заседаниях, которые дадут старт новым проектам и исследованиям. Счастливо. А к нам присоединился ректор Российского исламского университета Сулейманов Артур Русланович. Артур Русланович, вам слово. Здравствуйте. Здравствуйте, спасибо. Можно начинать, да? Конечно. Альхамдулиллахи ва бихи настаин, вассаляту вассаляму аля ашрафил анбия валь мурсалин, саидина ва хабибина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Уважаемый Салават Талгатович, уважаемые участники Международной научно-практической конференции «Духовный мир мусульманских народов. Гуманистическое наследие просветителей в науке, культуре и образовании».
В первую очередь, позвольте мне от имени шейхуль-ислама Талгата Сафа Таджуддина, председателя Центрального духовного управления мусульман России, которое в свою очередь объединяет более 2000 мусульманских приходов по всей России, а также от имени Координационного совета по образованию Центрального духовного управления мусульман России, которое объединяет в свою очередь Российский исламский университет и 8 региональных медресе в 6 субъектах Российской Федерации, общее количество учащихся в которых составляет более 1500 студентов. Поприветствовать вас. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мир вам, милость Всевышнего Создателя и его благословение, благоденствие. В названии сегодняшней конференции заявлен термин «мусульманские народы». Действительно, целые этносы, веками формировавшиеся на территории современной России, являются носителями исламской культуры и обладают собственной уникальной историей, духовным наследием и традициями. И национальный лидер России Владимир Владимирович Путин на встрече с мусульманскими духовными лидерами в 2018 году заявил, что традиционный ислам является важнейшей частью российского культурного кода, а мусульманская умма, без всякого сомнения, важная часть российского многонационального народа. И очень отрадно, что при таком представительстве и государства, и научного сообщества, и духовенства совместно обсуждаются вопросы, связанные с духовностью, которая, в свою очередь, является неотъемлемой частью духовного, национального кода России. И нас не может радовать тот факт, что уже более 30 лет, как мы сообща восстанавливаем и возрождаем наши духовные традиции и культуру. Говоря о Российском исламском университете Центрального духовного управления мусульман России, то с чувством удовлетворенности можно утверждать тот факт, что, являясь продолжителем традиций дореволюционного уфимского медресе Галия, известнейшего не только на всю Российскую империю в свое время, известного в мире, и первенца, значит, восстановления отечественного исламского образования после атеистического периода медресе имени Резидина бин Фахриддина, которое было создано в 1989 году. Российский исламский университет Центрального духовного управления мусульман России на сегодняшний день является не только кузницей кадров. К слову сказать, вот за этот период, с 1989 года, наш университет выпустил более 2000 служителей мусульманских религиозных организаций для служения в мечетях, для преподавания и просвещения, духовного просвещения. Начиная, значит, с 2007 года наш вуз активно взаимодействует с Башкирским государственным педагогическим университетом имени Мифтахиддина Акмулы, совместно, значит, при поддержке партнера Российский исламский университет достиг успехов в развитии и возрождении отечественного исламского образования. Начиная с 2017 года мы фактически являемся менеджером в системе мусульманского образования и занимаемся координацией взаимодействия между медресе, между средними профессиональными мусульманскими организациями и исламским университетом. Активно совместно работаем над внедрением, усовершенствованием и внедрением единых образовательных стандартов совместно с Советом по исламскому образованию, совместно, значит, работаем над развитием нашего международного сотрудничества, делаем и совместные международные какие-то договора с известными образовательными центрами исламского мира, такими как университет Аль-Азхар, значит, с кем наш университет заключил договор, и с Федерацией университетов исламского мира. Российский исламский университет является членом исполнительного комитета этой уважаемой организации в составе ИССК. Значит, мы сообща работаем над развитием отечественного, современного, конкурентоспособного исламского образования. Начиная с прошлого года, когда была озвучена инициатива по созданию Евразийской ассоциации содействия исламскому образованию, Российский исламский университет также занимается реализацией и продвижением и претворением в жизнь этой идеи.
В этом году нами было проведено несколько международных семинаров. Несмотря на сложные условия пандемии, мы совместно с нашими коллегами из духовных образовательных центров, ведущих духовных образовательных центров стран СНГ собирались и договорились создать рабочую группу по созданию вот этой новой организации, интеграционной площадки для стран СНГ, для духовных образовательных мусульманских организаций стран СНГ. Вот. Возвращаясь к теме сегодняшнего мероприятия, то в рамках настоящего форума заявлены очень много интересных тем, действительно интересных и важных тем для развития образования. И они будут полезны, я думаю, для нашего общего развития. И хочу пожелать всем участникам успехов, плодотворной работы на полях форума. И хочу также разделять общую надежду, что те вопросы, которые сегодня у нас стоят на повестке дня и будут обсуждаться, они также будут способствовать совершенствованию и развитию системы многоуровневого исламского образования не только в России, но и на евразийском пространстве. Всем желаю успехов. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Спасибо большое. Рахмат Артур Хадрат. На самом деле, Хармат Ладустар, Хармат коллегалар, мы очень тесно работаем с Российским исламским университетом, и несмотря на то, что этот год особый, но, может быть, еще больше точек стало соприкосновений, еще больше возможностей, и мы очень надеемся, что вот это наше партнерство, которому уже достаточно много лет, оно будет продолжаться и дальше, потому что оно очень взаимовыгодно, назовем его так, и эта выгода выражается не финансово, эта выгода выражается больше, наверное, в духовной составляющей, как для Российского исламского университета, я надеюсь, так и для нашего университета. Аллах берха, и дальше, Артур Хадрат, будем вместе с вами работать. Рахмат. Хорошо, а я передаю слово проректору по правовым вопросам Дагестанского государственного педагогического университета Исмаилову Магомед Сагиду Абдулмуслимовичу. Здравствуйте, вы нас слышите? Так, мы пока не слышим. У нас включается звук. Я вижу много представителей разных направлений, что это отрадно. И сама тематика данной конференции, данного форума предполагает плотную работу в плане реализации тех задач, которые стоят перед нами. Что касается самой темы, она очень актуальна. Исследование и обсуждение в таком формате проблем духовности народов территории межнационального, межконфессионального и межличностного мира и согласия в многонациональной, многоконфессиональной нашей стране. Также важность темы заключается в том, что в силу его концептуального характера она может надеяться обнажить новые перспективы направления в педагогике и окажется востребованием в учебно-педагогическом процессе педагогических вузов, потенциально заложенных в обозначенных проблемах 3D – духовность, доминанты и достижения. Безусловно, вот то, о чем говорил Салават Талгатович, общение было. И еще в XIX веке был момент, когда в Дагестан прибыл представитель духовенства Таджудин, чтобы как бы найти общий язык с имамом Шамилем и закончить вот это жесткое и кровавое противостояние. Помимо этого были и другие, возможно, общения. И, безусловно, вот тот момент, о котором говорилось, что данная площадка создает возможности для реализации тех программ, проектов, даст хороший. И еще один момент, вот коллеги упоминали советский период, когда мы ездили, общались, а теперь появилась другая возможность, в онлайн-режиме можно говорить, общаться. И, безусловно, очень интересно слушать доклады. Мы в какой-то мере долго не слышали, кроме как возможности читать не было, а теперь, когда видишь, можно и поспорить, подискутировать. Поэтому большое спасибо еще раз организаторам. Хочу пожелать успешной работы, форуму новых тем, интересных, продуктивных дискуссий и очередных высот педагогического мастерства. В добрый путь, уважаемые коллеги. Спасибо.
Лор Рахмет, Магомед Афенди, и в вашем лице хотелось бы передать самые теплые пожелания всем нашим представителям Северного Кавказа. Действительно, мы со многими университетами Северного Кавказа общаемся очень тесно, в том числе и по вопросам и педагогики, и исламского образования. Вот буквально сегодня в Пятигорске, на базе Пятигорского госуниверситета проходит большой семинар, где наши представители тоже принимают участие. И я действительно то, возможно, где-то чуть разнообразное мировоззрение, которое в Уральских горах, в Кавказских горах формируется, но корни у нас одни, самое главное, как и во всем исламе, ценности одни, да, и вообще, как в любой религии, ценности настоящие, они одни, и мы уверены, что вот дальнейшее такое наше взаимодействие на разных площадках, оно только приведет к хорошему. Еще раз большое спасибо за то, что вы нашли возможность поучаствовать в нашем форуме. Рахмет. Вам тоже спасибо. Спасибо, коллеги. А мы продолжаем нашу конференцию. Пришло время докладов. Предлагаю к ним перейти. Если связь нас не подведет, то мы сейчас услышим Бишкек, Нур-Султан и Москву. И первым у нас заявлен доклад «Первые акыны просветители Кыргызстана», проректора по языковой политике и воспитательной работе Кыргызского национального университета имени Балыс Агына, город Бишкек. У нас спикер Телебаев Садык Алаханович. Садык Алаханович, вы нас слышите? Включите, пожалуйста, звук у себя в программе, потому что мы вас, к сожалению, не слышим пока. Здравствуйте, включите звук. Вот. Садык Алаханович. Погромче немножко. Да, вот сейчас мы стали вас слышать. Садык Алаханович, да, вот все, теперь прекрасно слышно. Расстояние между нами большое. Теперь слышно хорошо. Вы знаете, у меня к вам есть просьба. Я знаю, что вы передали нам несколько видеофрагментов, и вы хотите, чтобы мы их показали, поэтому я вас прошу нам дать команду, когда нужно будет первое видео ставить, второе, третье, четвертое. Ну, и договорились. Думаете? Ну, мы по команде будем вашей работать, хорошо? Слушаем вас внимательно, Садык Алаханович. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Всем привет, уважаемые коллеги. Я очень рад, что снова вижу своих друзей из Башкортостана и из регионов нашего сотрудничества. Сначала я хочу искренне поздравить всех вас с таким праздником, как Днем башкирского языка. Это воистину святой день для народа. Воистину святой день. Я искренне еще раз поздравляю всех наших башкирских друзей. Вы сами знаете, что, кажется, сейчас Трумра сегодня сказала, что тема моего выступления называется «Первые акыны просветители Кыргызстана». Почему я взял эту тему? Потому что вы сами прекрасно знаете, что наша главной темой нашей конференции является духовный мир мусульманских народов, гуманистические наследия, гуманистические наследия просветительной науки, культуры и образования. Именно поэтому мне мешает, кто-то там ходит, Екатерина Алексеевна. Екатерина Алексеевна. Да, слышу вас. Бесконечно там ходит кто-то и мешает мне. Ну вот тут случайно пробежали, больше не будем, извините, пожалуйста. А там мешает там. Именно поэтому я взял темой своего выступления познакомить всех вас с первыми акынами просветителями. Вы все знаете, что у нас в Кыргызстане акыны импровизаторы и акыны письменники разделяются деятельностью своей
работы. Например, акылы письменники, они творят свои песни и пишут на бумаге. А акылы импровизаторы, они только импровизируют, такие как великий Токтогул, Перейдёв, Барту и многие другие. Но в отличие от акылов импровизаторов, акылы письменники, они все поголовно занимались просветительской работой. То есть все акылы письменники открывали школы, мектебы и учили детей. И по возрасту первым акылым просветителем был у нас Молдонияз. Скоро, через 2 года, наш народ отмечает 200-летие Молдонияза. Это воистину первый просветитель. До сих пор у нас находится его мектеб, конечно, уже очень такой нехорошем состоянии, но сохранились. И 200 лет прошло. И прошу ваших айтишников познакомить с материалом о Молдониазе. областынын Кадамжай районунун Кызылбулак айылы. Анын ой толгоолорунда, калтырган чыгармачылыгында дүйнөгө, тарыхый окуяларга, адамдардын өз ара мамилелерине жана коомго мусулмандык көз карашы ачык байкалып турат. Акындын чыгармачылыгы кичи мекенинин жашоо шартын жана кооздугун сүрөттөө менен гана чектелбегендиги таң калтыр көз карашы заманбап доордун нравалык чындыгынын чагылдыруусу. Өзүнүн көпчүлүк акыл насаат ырларында акын жалпы адамдык баалуулуктарды даңазалайт. Бул анын ойчул гуманист экендигинин далили. Өз мезгилинин ири агартуучусу болгон. Заманындагы башка акындардан айырмачылыгы жана өзгөчөлүгү биринчи жазма акын болгондугунда. Мындан тышкары, бүгүнкү күнү анын санааттарына, насаат ырларына, ой толгоолоруна кайрылсак, азыркы жана өткөн заманды терең түшүнүү мүмкүнчүлүгү түзүлөт. Мусулмандар башыга муң айтып кандай түн түшөт. Азап кылса момундар караңгы башка түн түшөт. Кулу болсоң пул жүрөт, Кудай асан кылбаса кутулбаган кун түш. Молдонияз Кашкарда мыкты билим алып, агартуучулук менен алектенип, кайда болбосун балдарды сабаттуулукка үйрөтө баштаган. Анын дүйнө таанымы ислам түзүлүшү менен талаптарына, чыгыш философиясынын салттарына ылайык түптөлгөнүнө карабастан, балдар андан география жана биология боюнча билим алышкан. Биздин анын үстүнө анын айылындагы мектеп Молдонияздын ысымын алып жүрөт. Мектепте айрым жазуулар, үй оокаттары, курал жана ээри сакталган чакан музей орун алган. Молдонияз кыргыз адабиятынын башатында турат. Ал өз убагында кичинекей үйлөрдө, мечит медреселерде аргыл муундун өкүлдөрүн чогултуп, араб, фарси тилдеринде жазууга үйрөтүп, келечек муундун сабаттуу болуусуна агартуучунун айкелинин алдына чогулгандардын бардыгы анын тукумдары. Бардыгы Бекмырзаевдир. Бекмырза Молдонияздын небереси болгон. Туугандары, тагыраак айтканда айылдын 70% акын ойчулдун өмүр таржымалын гана билбестен ырларын жатка айтып. Айтымдарында ал өтө шайыр, тамашакөй адам болгон. Саякаттаганды жакшы көргөндүктөн Кыргызстанды түрө кыдырып, чыгармачылыгынын өзөгүн кыргыз жеринин жана элинин биримдигине үндөө түзгөн. Биримдик тууралуу өзгөчө сөздөрү жана далилдери боло турган. Ал аймактарды өзгөчөлүгүнө карата теңдеген. Баткенде өрүк өзгөчө болсо, Жумгалда мыкты аргымактар бардыгын айтып, ар бир жердин мыкты жактарын гана таба билген. Акын барган жеринде үгүт катары өз ырларын окуй жүргөн. Ага элинин укуктарынын теңсиздиги үчүн кайгы капа болуу мүнөздүү. Өзүнүн поэтикалык ой толгоолору, үгүт иштери менен көптөгөн замандаштарынын исламга болгон ишенимин түптөгөн. Кудай ишеними жокторду күчтөнттү. Мен басмырланган мусулмандар үчүн күйөм. Эмнеден мусулмандар мындай кемсинтилген?
мурасы буланын жазган 3 китептен турган кол жазмасы. Ал өзүнөн кийин кол жазма калтырган алгачкы агартуучулардын бири. Бул мурасты эмне кылабыз? Урпактар биз чечишибиз керек. Садык Алаханович, вы нас слышите? Садык Алаханович, вы знаете, у нас, к сожалению, вот почему-то не удается нам вас услышать, ваш голос, и в трансляции его тоже не слышно, к сожалению. Вот, поэтому вы куда ушли? В общем, я предлагаю поступить... Так, вы появились наконец. Ага. Садык Алаханович, все равно нет, не слышно вас, зрители нас в трансляции тоже не слышат. Знаете, у меня какое предложение? Вот вы прислали еще 3 видео, я предлагаю их показать зрителям. Вы согласны? Да, к сожалению, качество микрофонов, с которым вы работаете, таково, что вас практически невозможно понять. Вот, поэтому я прошу прощения и предлагаю показать сейчас, продемонстрировать видео, которые вы нам подготовили. Они очень красочные, интересные. Я предлагаю их посмотреть, а потом я передам слово Даймиру Ваисовичу. Хорошо? Ну, к сожалению, техника, ничего не можем поделать на расстоянии с вашим микрофоном. Простите, пожалуйста. Давайте ставим видео. Кыргызстандын агартуучусу болуп саналат. Алгачкылардан болуп, элдик ооз-эки чыгармачылыктын баалуулугун билип, бардык билим күчүн аны сактоого жана жазып. Нурмолдонун пикиринде Кыргызстанда жер алдындагы, суу алдындагы байлыктар жетиштүү. Ал чын ыкласынан өз жерин бейиш эсептеп, ага сабаттуу башкаруучу кожоюн гана жетишпегендигин айткан. Анын тарыхый мекени Алабукада эстешет жана сыйлашат. Анын ысымын алып жүргөн мектеп, музейи жана айкели бар. Аталган музей менен айкел ошол жердин колуну өзгөчө кырдаалдар министри Темирбек Акматалиевдин аркасынан түптөлгөн. Ал дал ушундай жол менен мекендештеринин көрүнүктүү агартуучу тууралуу маалыматынын кеңейишин жана эмгегинин сакталып калыш. Мусулман илимин таанып, андан ары Наманган шаарындагы кыргыз медресесинде билим алуусун уланткан. Борбордук Азия, Чыгыш Түркистан, Индия, Араб чыгышынын шаарларына саякаттап, өнөр үйрөнүп, хаджа наамына татыган. Аны сыйкырча ташып, жалбырактан акча жасагандыгы, чыбыкты атка айланканы уламыш болуп, ооздон оозго өтүп келет. Негизинен мындай көрүнүш таң калыштуу деле эмес. Анткени ал көп убакыт суфий сыйкыр мекенинде билим алып, экстрасенсорикадан да кабардар болуп, сабак билим алган. Нурмолдо ар тараптуу жөндөмгө абдан маданияттуу адам болгон. Кыргыз фольклорун гана эмес, дүйнөлүк маданиятты жана чыгыш поэзиясын жакшы билгендиги айтылып жүрөт. Анын чыгармаларында Аристотель, Аль-Фараби, Фирдауси, Низами, Джами, Наваи, Саади, Бабур сыяктуу даанышмандардын ысымдары байма-бай белгиленип, дүйнөлүк адабияттын чыгармалары Шахнаме, Мажнун жана Лейла да эске алынган. Биздин ата-бабада жазгыс жигит көп болгон. Кастар менен чабышта кыйла кетеп жок болгон. Ошонун бирин айтагай колубузга топтолгон. Тарых бетин казыптыр, тырышып азып жазыптыр. Мен сен үчүн табе товарих. Аксы кенти Сайпедин Новруз ата жазыптыр. Ал өзү гана окубастан башкаларга да билимин үйрөтө жүргөн. Нурмолдонун тегерегин дайыма жаш балдар айланчыкташкан экен. Үйдөгү, мечиттерде болобу, сабак окута жүргөн. Ошондой эле ал замандаштарын дуба салып, окуу менен айыктырган. Ага психологиялык жактан илдетке туш болгондорду алып келишкен. Кантип мунун баарын тегиз алып жүрүү мүмкүн экендиги заманбап адам үчүн түшүнүксүз. Бул менен бирге артына ири адабий мурас калтыралды. Бирок биз муундары, урпактары чыгармаларын сактап кала албагандыгыбыз өкүндүрөт. Нурмолдонун чыгармалары 1996-97 жылдары кыргыз тилинде жарык көрүп, Замана жана Молдо медресесиндеги ырлар аталышын алды. Ал эми 2003 жылы Нурмолдо деген бир томдук жарык көрдү. Анын поэзиясында негизинен этикалык жана философиялык ой толгоолор басымдуулук кылат. Айрым чыгармалары икая, тамсил катары жазылган. Ырларында кат жазуу маданиятын,
поэзия жана илимди даңазалаган. Нурмолдо коюлган жай азыр мазарга айланган. Жайындагы эң чоң баалуулуктар бул өз убагында Нурмолдо араб тилинде ташка чегип калтырып кеткен поэтикалык саптар жазылган эки таш. Элден төрөлүп элге кызмат кылуу деген лакап акын агартуучу Тоголок молдонун жашоосун жана чыгармачылыгын мүнөздөйт. Анын чыныгы аты Байымбет Абдрахманов экенин азыр деле эстегендер аз. Ал 1917 жылдагы Октябрь революциясын кубануу менен тосуп алган акындардын бири. Ырлары менен кыргыз кыздарын тең укуксуз орду менен макул болбоого, басмырлоо салт саналарга каршы турууга, махабатка болгон укук үчүн күрөшүүгө, социалдык абалы менен макул болбоого үндөгөн. Тоголок молдонун чыгармачылыгында өзгөчө орунду арман ырлары, кошоктор, санат ырлары ээлейт. 60 бутун аксаткан чалга кетип баратам. Атам сатып башымды малга кетип баратам. Башы кара бутайры чалга кетип баратам. Пайдасы жок жаныма жанга кетип баратам. 70 жерге киргизген чалга кетип баратам. Жээктен тышка сүрүлгөн жанга кетип баратам. Өз башыма ээ болбой малга кетип баратам. Пайдасы жок башыма чалга кетип баратам. Убалга атам карабай, балам деп мени санабай, кудурет мени кыз кылды, куураган чалга туш кылды. Бозулсун соккон дубалың, болбосун асый кунаның, боздотуп чалга жөнөткөн, атама жетсин убалым. Алты байса дубалың, ат болбосун кунаның, аксакал чалга кыз берген, атама жетсин убалым. Баласын сатып мал алып, атамдын күнү мал менен, канткенде өсөт көңүлүм, какайган какпаш чал менен, ашыктуу жилик эт жесем, арманым калбайт ал менен, 60 күнү ойносом, ойнум камбайт чал менен. Бүгүнкү күнү манасчы акын, ондогон чыгармалардын авторунун тарыхый күмбөзү урап калуу коркунучунда турат. Бул улуу Тоголок молдонун жападан жалгыз күмбөзү. Тоголок молдо улуу кичүүгө сабак берген медресе сакталып калган эмес. Өзү жашаган үй да урап бүткөн. Башында анын күмбөзү самандан болгон. Кийинчерээк ордуна кирпичтен салышкан. Акындын жайын 130 жылдык мааракесине карата оңдоп түзөшкөн. Бирок андан бери деле 25 жыл өтүп кетти. Биздин жайыбызга молдонун өмүр баяны, башкаларга сабак, бизге илим. 9 жашында айылдык мусулман мектебиндеги жергиликтүү молдодон сабаттуулукка үйрөнгөн. 14 жашында атасынан айрылып, чоң атасынын агасыныкында тарбияланган. Ал киши өз заманынын белгилүү акыны жана комузчусу болгондуктан таасирленип, ошондо эле ал алгачкы ырларын жаза баштаган. Жакын тууганынын өлүмүнөн кийин кедейчиликтин айынан жумгалга көчүп, манапка, малайлыкка жалданып иштегенге мажбур болгон. Андан соң үй бүлө чүйгө көчүп, малайлыкта жан сактаган. Ал дал ушул аймакта реалдуу адабиятты түшүнө баштаган. Анткени ал иштеген татар адам Орусиядан татар казак тилдеринде адабият алып турган. Тоголок молдо Пушкин менен Крыловду татар тилинде тааныган акын. На татарском это языке. Чүйөрөндө жашап жүрүп, Байымбет атактуу манасчы Тыныбектен манас айтуу чеберчилигин өздөштүргөн. Жакында эле Тоголок молдонун версиясы боюнча Семетей эпосунун бир томдугу жарык көрдү. Басмага бергендер кириш сөзүн сактап калышкан. Анда мындай деп жазат. Мен манасчылардын катарында 18-чи болуп турам. Тоголок молдо Чүй областында 7 жыл жашап, оорлууларды даарылап жүрүп, кичи мекенине кайтып, кыргыз балдар үчүн мектеп ачкан. Замандаштарга анын билим берүү усулдары белгисиз, бирок тарыхчылар ал реформаланган мектептерде сабак бергендигин билдиришет. Мектептин бир бөлүгү мусулмандык тартипти сактаса дагы, окуучулары математика, география, биология боюнча билим алышкан. Акын албетте өзгөчө басымды адабиятка жасаган. Ал Оренбург программасы боюнча билим берген экен. Молдо Нияз, Нурмолдо жана Тоголок молдонун жашоолорун салыштырып,
саресеп салып отуруп, замандаштарынын тарыхын сактап калуу эркине ээ адамдарга ыраазычылык билдиргим келет. Ал эми Тоголок молдонун жашоосу аны билип, эстеп, эскерип турууга татыктуу экендигин айкинелеп турат. Он после себя оставил Ал өзүнөн кийин Улуттук Илимдер Академиясынын жазма бөлүмүнө 196 басма барак эмгегин калтырып кетиптир. Эсептеп көргүлө. Бир басма барак бул 24 машинкага терилген баракка теңештирилет десек болот. Анын айрым замандаштары гана Нур молдо, Алдаш молдо, Молдо Багыш жана албетте Молдо Нияздар өзүнүн чыгармаларын кагаз түрүндө калтырышкан. Биринчи кезекте ал жазууну өздөштүргөн, чыгармачыл мурасын кагаз түрүндө калтырган акын. Анткени Тоголок молдонун көптөгөн замандаштары төкмөлөр болушкан. произведение на бумаге. Бул адам тууралуу көп нерсе айтса болот. Бирок жогоруда саналган гана агартуучу эмгектер үчүн ысымы борбордогу көчө алып жүрүшүнө, туулуп өскөн айылын атоого, эстелик тургузуп, 20 сом номиналындагы акчага сүрөтү түшүрүлүшүнө татыктуу экендигинен кабар берет. Профессор Садык Алихандын пикиринде, тарых китептеринде аларга тема эмес, бүтүндөй главалар бөлүнүшү керек. Ал эми алтын тамга менен жазылуусу зарыл ысымдар кумга сиңгендей жок болуп кетпеш үчүн дайыма эскерилип, байма-бай жарыяланып туруш керек. Написать маленькие брошюры массовым тиражом. Массалык нускада майда-майда брошюраларды чыгарып таратылышы керек. Ошондо гана эл билет. Эгерде менин эрким, мүмкүнчүлүгүм болгондо, Омор Соороновичти жазуу бөлүмүнө отургузуп коюп, баардык арабча тексттерди кириллицага өткөрүңүз дейт элем дагы, татыктуу эмгек акы төлөмөкмүн. Тексты переносил на кириллицу. Ошондой эле педагог Кыргызстандын борборунда агартуучулардын аллеясы ачылыш керектигин айтат. Жада калса, кайсыл жерге экендигин да билет. Отличные аллеи там. Ал жерде мыкты аллея бар. Ошол жерди биздин алгачкы агартуучулардын аллеясы кылып койсок болчудай. Молдо Нияздан баштап, Нур молдо, баардыгына Молдо Багышка чейин арналат эле. Всех до Молдо Багыш. Бүгүнкү күнү акын агартуучулардын айрым чыгармалары менен онлайн таанышуу мүмкүнчүлүгү бар. Ошондой эле алар тууралуу маалыматтар менен жөн гана таанышып койбостон, Кыргыз Википедия сайтына кошумчалап, редакция Вот, я иногда забываю включать микрофон, к сожалению. Мы продолжаем нашу конференцию, несмотря ни на что, несмотря ни какие преграды. К сожалению, мы не смогли толком послушать Садыка Алахановича из-за того, что вот, на расстоянии микрофон не включить, к сожалению. Но, тем не менее, я надеюсь, кому-то были интересны те видеоматериалы, которые прислал наш замечательный коллега. Я же продолжаю конференцию и предлагаю выступить Мухиддинову Дамиру Ваисовичу, доктору теологии, первому заместителю председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации, ректору Московского исламского института, директору Центра исламских исследований Санкт-Петербургского государственного университета. Дамир Ваисович, а вы нас слышите? Да, спасибо большое. Ой, и мы вас слышим. Такое счастье. Слушаем вас. Бисмиллахи рахмани рахим. С именем Аллаха, милостивого, милосердного, глубоко уважаемый Салават Талгатович, уважаемые участники, организаторы и гости сегодняшней конференции. Прежде всего, позвольте от имени главы Духовного управления мусульман Российской Федерации, муфти шейха Равиля Гайнуддина, от всех наших коллег сердечно поприветствовать вас традиционным приветствием ислама. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Я хочу также поблагодарить коллегу Алексея Владимировича Петрова, который поздравил меня с защитой докторской диссертации по исламской теологии. Благодарю вас, коллега. Сегодня я хотел бы порассуждать на тему о понятии традиционный ислам. Сегодня уже выступающие говорили неоднократно о том, что в нашей стране с 2002 года указом президента действует федеральная программа по подготовке специалистов с углубленным изучением истории и культуры ислама. И президент неоднократно высказывался на эту тему, и поэтому я хотел бы также поговорить об этом. На одной из встреч
президент России с главами духовных управлений мусульман в октябре 2013 года много сказал о так называемом традиционном исламе и о необходимости возрождения отечественной исламской богословской школы. Призывы президента к воссозданию отечественной богословской школы, а также поддержке традиционного ислама были, наряду с прочим, призывом мусульманской общины России к осмыслению данных понятий. Однако, к сожалению, за прошедшие годы в этом направлении было сделано, на мой взгляд, недостаточно. Напомню, что традиция происходит от латинского глагола «трада», то есть «передавать». Традиция – это то, что бережно хранится и передается. Передается не традиция. Скорее, сама традиция – это передача того, что достойно передачи. Это сберегающая передача ценностей, идей, трудов, почитаемых авторов, навыков и многого другого. Традиция – это действенно-историческое сознание, то есть предание в высоком смысле слова. Мы не апеллируем к этимологии как последнему аргументу в дискуссии. Последнее слово не может не прислушаться к подсказке языка. Существует красивый афоризм, который приписывает разным людям, в том числе великому австрийскому композитору Густаву Малеру. Традиция – это передача огня, а не поклонение пеплу. О чем это высказывание? Оно о том, что не все в прошлом и не все дошедшее из прошлого составляет традицию. Традицией также не является и всего лишь привычное. Традиция всегда избирательна. Она не принадлежит прошлому без остатка, но продолжается в настоящем как акт избрания, который производится в опоре на переданное из прошлого. Тем самым традиция – это врата в будущее. Говоря о традиции, мы ведем речь о некотором регионе, о некоторой социокультурной форме жизни, о некоторой локальности, тяготеющей к универсальному. Какими временными и пространственными рамками ограничен для нас традиционный ислам, о котором велась речь на высшем государственном уровне. Мы не можем вопрос, если серьезно хотим на него получить ответ. В противном случае традиционный ислам останется для нас не более чем риторическим ярлыком, используемым в политической борьбе. Слишком общие определения остаются слишком общими. Они не специфируют, не обособляют ничего, что делал бы традиционный ислам России чем-то принципиально отличным от традиционного ислама, например, Средней Азии, или вот выступали коллеги из Кыргызстана и многих других регионов. Не секрет, что длительное время среднеазиатская религиозность оказывала существенное влияние на религиозную культуру мусульман Поволжья, Урала и Сибири. В этой связи возникает еще один вопрос. А к традиционному для России исламу относится традиционный ислам всех регионов, некогда входивший в Московское царство, в Российскую империю, а затем и в Советский Союз? Чем ограничивается эпитет «отечественный»? Только ли политическими границами современной России? Но ведь эти политические границы не образуют естественные культурно-исторические границы исламской традиции, распространенной на Кавказе и в Поволжье. Или они все-таки образуют? Если рассматривать отечественный ислам диахронически, то есть в исторической перспективе, должны ли мы учитывать религиозную культуру мусульманских общин Польши и Финляндии, территорий современного Казахстана и так далее, то есть широкий евразийский контекст? Напомню, что эти страны были в составе Российской империи. Что касается самой исторической перспективы, то есть аспекта времени, диахронии, то встает еще один вопрос. С какого момента необходимо вести отчет традиционного для России ислама? Начиная с принятия ислама Волжской Булгарии или Золотой Орды? Вероубеждение мусульман за много веков осталось прежним. Вероубеждение является общим для всех мусульман, в том числе радикалов. А если подходить к вопросу детальнее, точнее аналитичнее, то внутреннее многообразие, плюральность, не всегда мирная, и даже соперничество школ характеризовали историческую исламскую традицию на всем протяжении ее существования. Признать данный факт – это элементарное проявление честности перед самими собой.
поговорим не о вероубеждении, а о практической религиозности, отдельных, но далеко не второстепенных вопросах мусульманского права, фикха, о педагогическом подходе, о религиозно-общественной мысли и, не побоюсь этих слов, о философско-мировоззренческих проблемах. Разумеется, с течением веков многое из этого менялось. Возьмем для удобства хотя бы период царствования Романовых или, например, период с момента основания Оренбургского Магометанского духовного собрания в 1788 году и вплоть до смерти последнего крупного отечественного богослова Мусы Джавахиева в 1949 году, почившего в Каире. Что мы видим? Весьма широкий спектр подходов к насущным вопросам. Давайте обратимся к нескольким крупным фигурам в истории исламской богословской школы данного периода. Ведь подразумевается, что именно отечественная исламская богословская школа предназначена охранять традиционный ислам. Поэтому многие сегодняшние докладчики говорили о том, с каким рвением и энтузиазмом они переосмысляют, готовят к печати и издают труды отечественных авторов прошлых веков. Так, Абд-ан-Наср Курсави крайне резко высказывался о философии и не был готов допустить ее преподавание в стенах исламских учебных заведений. Готовы ли мы сегодня безоговорочно согласиться с ним? А если нет, то значит ли это, что его труды, весьма философски насыщенные, на мой взгляд, недостойны изучения, а многие из его идей – развития? Неужели мы не... Он критиковал под титулом «философия», и почему эта критика не касается всей философии в любом месте и в любой исторический период? Возьмем в качестве еще одного примера нашего татарского Геродота Шихабуддина Марджани. Он называл современных для его эпохи и времени христиан, живущих после миссии пророка Мухаммада, мир ему, не иначе как Ахлю ас-Салиб, не Ахлюль Китаб, а Ахлю ас-Салиб, носители креста, крестоносцы, и не считал их людьми Писания. Таким образом, он полагал недозволенными браки между мусульманами и христианками. А то, знаете, очень много шума поднялось по поводу фетвы Совета улемов Духовного управления мусульман Российской Федерации по этому поводу. Так вот, если вы возрождаете отечественное богословское наследие, то вспомните высказывание Шихабуддина Марджани, нашего татарского сё, в этом вопросе. И тогда, может, многие закроют свой рот по этому поводу. В свою очередь, так называемый кадимист в основной своей массе также не одобряли браки между мусульманами и православными русскими девушками, даже если и считали формально последних людьми Писания. Марджани, несмотря на свое понимание статуса современных христиан, не пропагандировал какой-либо враждебности по отношению к русскому населению. Более того, в отличие от Марджани, как раз именно кадимисты выступали резко против изучения русского языка, русской одежды, шляп и пальто, и восприятия лучших проявлений русской культуры, какого-либо сближения с европейской цивилизацией, включая западную науку, изучение русского языка и вообще преподавание на новый лад в школах. Но некоторые академистов пытаются поднять на щит и сделать из них некий такой символ традиционного ислама нашей страны. Бедный Хусаин бей Фаизханов, лектор Санкт-Петербургского императорского университета, из-за деятельности именно этих религиозных имамов работал такфир. Последние свои дни провел фактически в изгнании, не имея возможности оказаться в родном селе и быть похороненным достойно его чести и достойно его статусу. По захоронению его могила была разрушена именно имамами-кадимистами за то, что он ратовал преподавание русского языка татарским, башкирским детям наших традиционных мусульманских учебных заведений. Вот должны ли мы сегодня возрождать такое наследие, такой традиционный ислам? Безусловно, нужно уйти от расхожих штампов в отношении кадимизма и трезво оценивать его историческое значение. Однако, возможно ли во всех смыслах в настоящий момент становиться под его знамена? Кадимистский изоляционизм лишь загонит мусульман в резервацию,
том числе ментальную, воспитает в них безумные сочетания верноподданничества и умонастроения осажденных. Кроме того, он возможен сегодня только в виде абсолютно искусственной реконструкции. Другой пример – это неоднозначное, скорее позитивное отношение к философам башкирского деятеля Ризаддина Фахриддина. Ну, вы знаете, татары-башкиры делят нашего шейха Ризы Хазрата, поэтому я называю российским богословом-теологом, которого многие в наши дни зачисляют чуть ли не ваххабиты. В открытом публичном пространстве ректор Российского исламского института называет его экстремистом. В некоторых своих произведениях, например, в биографии Аль-Маарри, он чрезвычайно благосклонно высказывается о философской мысли. А в работе «Коран и его книгопечатывание» Риза Фахриддин именует Ибн Сину нашим мусульманским Аристотелем, демонстрируя тем самым крайне бережное отношение ко всем сторонам мусульманской цивилизации. Подобное отношение, к сожалению, далеко не всегда было характерно для тех, кого сегодня принято считать выразителями традиционного ислама. Этот же автор, Риза Хазрат Фахриддин, ваше все в Башкортостане, для Башкортостана, для башкирского народа, при этом написал биографию Ибн Таймия, ученого XIII века, который во многих регионах и страны, и особенно Северного Кавказа, является идеологом так называемого ваххабизма, салафизма и некой иконой, на кого ориентируются миллионы людей во всем мире. Вот имя этого человека, Ибн Таймия, фактически стало чуть ли не ругательным среди множества представителей ханафитско-матуридитской ортодоксии и нарицательным в рамках востоковедно-политологического дискурса. С именем Ибн Таймии у нас привыкли ассоциировать грубый антропоморфизм, предельно упрощающий его позицию, узколобый фанатизм, экстремизм и тому подобное. А вот Фахриддин Риза Хазрат, нисколько не отрекающийся от Абу Ханифы, его последователей, от наследия философов, называл Ибн Таймию в своих работах, переписке к муфтию Алимжану Баруди океаном знаний и почитал его в качестве блестящего ученого. Коллеги, ну возьмите же наконец и прочитайте Ризу Хазрату в подлиннике Ибн Таймию, и у вас раскроются глаза на этого человека и его деятельность. И тогда многие штампы, которые вы произносите на конференциях в виде абры-швабры-крадабры, может вообще станут неактуальными, и о них стоит просто молчать. Написание биографии Ибн Таймии, в свою очередь, не помешало тому же муфтию Фахриддину создать биографию того, кого сам Ибн Таймия нещадно критиковал. Речь идет о биографии Ибн Араби. Сегодня нам это кажется странным, чуть ли не противоречивым. Однако для людей, мысль которых не ограничивалась рамками политических ярлыков, политических штампов ярлыков, это было вполне естественным ходом. Они были готовы открыться самым разным точкам зрения, продумать их до конца и впустить в себя все лучшее, что те были способны предложить. Еще один крупный представитель отечественной религиозной мысли, опять же ваш башкирский, башкортостанский теолог, просветитель Зияудин Хазрат Ляры Камали. Даже более, нежели Фахриддин, приветствовал философию. Но отметил другое. В своем главном труде «Философия ислама» Камали весьма скептично высказывается о ношении хиджаба. Еще раз повторю. Теолог скептически высказывается о ношении хиджаба, утверждая, что коранический аят о хиджабе касался исключительно жен нашего пророка. Уверен, что сейчас за его идеи многие мусульмане с удовольствием бросили камни и растерзали великого Камали. По его мнению, аурат составляет лишь интимные части тела, а обязанность носить хиджаб он считает привнесенным в ислам этническим обычаем. Должны ли мы сегодня подвергнуть выдающегося мыслителя остракизму за расхождение с тем, что нередко понимает под традиционный ислам? Не менее ярким примером будет политическая теология Мусы Бегиева, которую я уже упоминал.
а именно его отношение к халифату. Понимаете, сколько годочков бы он получил за его идеи к халифату, выскажи он их сейчас в Российской Федерации, как сторонник халифатизма. Значительную часть своей жизни Бекиев оставался убежденным халифатистом, который полагал земное воссоздание халифата не просто вполне выполнимой задачей, а священным долгом всех мусульман мира, неизбежным политическим курсом мусульманской общины и, более того, ее фардом, религиозным долгом. Сегодня мы уже не готовы с таким пылом защищать идею халифата. Не так давно, в январе 2020 года, ученые Аль-Азхара выпустили заключение, в котором ясно квалифицировали идею халифата как не относящуюся к религиозным основам. Об этом ректор Аль-Азхара Ахмад ат-Таиб открыто говорил, по крайней мере, в 2015 году, кто отслеживает его публикации. Среди так называемых рекомендаций по обновлению, опубликованных университетом Аль-Азхар, обращает на себя внимание следующий, пункт 12. Государство с точки зрения ислама – это современное, конституционное, демократическое, национальное государство. Аль-Азхар постановил, что ислам не знает так называемого религиозного государства. В исламском наследии нет никакого довода в пользу такого государства. 13 пункт. Халифат – это режим, который удовлетворял сподвижников пророков в те времена, когда они жили. Этот режим у них решал религиозные и светские вопросы. И 14 пункт. Правитель в исламе – человек, который удовлетворяет людей как правитель и поставлен во главе людей согласно Конституции. Очевидно, что эти рекомендации противоречат позиции и наследию Мусы Джаруллаха Бегиева. Однако главный вопрос иной. Согласны ли мы с ними? Можно привести еще много-много-много примеров. Кто читает в подлинниках и в переводах труды отечественных богословов, но уже эти вполне демонстрируют, что отечественная богословская школа, предназначенная поддерживать традиционный ислам, представляет собой весьма неоднородное явление. Я опасаюсь, что без тщательной исторической, историко-философской, теологической работы, способной показать единство и многообразие отечественной богословской школы и традиционного для России ислама, все нынешние апелляции к традиционному исламу сведутся лишь к политическим выпадам. В нашем Отечестве, безусловно, имеется богатое. Однако ее изучение и продолжение не должно основываться на упрощенных образах традиционного ислама. Традиционный ислам необходимо изучать. Если мы хотим обрести современный, актуальный традиционный ислам, то не можем отказаться от осмысляющей избирательности. Кто в настоящий момент готов работать над этим? Те, кто не прикрываются риторикой о том, что будто у наших предков все уже было, или те, кто обладают достаточными знаниями и квалификацией. В исламе, который никогда не исчерпывается своими историческими воплощениями, действительно, все есть, будучи мусульманами, мы верим в это. Но готовы ли мы взять это богатство, всегда ли мы на высоте предъявляемых нам исламом требований? И в заключение повторю, ни одна историческая исламская традиция не является исчерпывающей традицией ислама. Таково условие, чтобы некая уникальная исламская традиция, одна из многих, вообще возникала и развивалась. Без этого не было бы смысла говорить ни о каком традиционном исламе для какого-то конкретного региона. Еще одним условием развития традиции, который есть динамичный, а вовсе не законсервированный, не музейный феномен, является интеллектуальная честность, открытость, глубокие познания и добрая воля. Иначе говоря, традиция предполагает постоянное самообновление. Усердие на этом пути в наших руках, успех в Божьей воле. Издательский дом «Медина», главным редактором и основателем которого я являюсь больше 10 лет, готовит к изданию серию отечественного богословского наследия, в которой переведены уже на сегодняшний день и подготовлены к печати более чем 100 работ Резы Фахриддина, Мусы Джаруллаха Бегиева и других богословов Средней Азии, Крыма,
Северного Кавказа и, конечно, центральноевропейской части России, Поволжья, Урала и Сибири. Я уверен, что ту работу, которую издательство ведет, это переводы с 20 языков на русский, они способствуют тому, чтобы россияне, русскоязычные читатели во всех уголках планеты смогли познакомиться с тем великим наследием наших предков и говорить уже не как-то абстрактно, а исходя из сути вопроса, если претендуете на знания и на авторитет знания. Еще раз благодарю вас за внимание и за возможность выступить сегодня у вас. Саляму алейкум, да хранит нас всех Аллах. Дамир Ваисович, за такой интереснейший и заставляющий задуматься доклад. Мы сейчас перенесемся, я надеюсь, перенесемся в Казахстан, в прекрасный город Нур-Султан, с докладом, перекликающийся по тематике «Наследие и современность», выступит доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой иностранной филологии Евразийского национального университета имени Гумилева Бешкенова Айгуль Ермековна. Здравствуйте. Слышно меня? Айгуль Здравствуйте. Ермековна. Ага, мы вас прекрасно слышим. Вам слово. Мои слайды видны? Сейчас уточним. Да. Видны, да? Да. Разверните их, пожалуйста. Вот у нас режиссер трансляции просит развернуть эти слайды. Сейчас. Видны? А сейчас? Теперь да, видно? вот теперь прекрасно. Да, спасибо большое. Слушаем вас внимательно. Уважаемый Салават Талгатович, уважаемая Екатерина Алексеевна, разрешите всех приветствовать вас из Евразийского национального университета. И хочу искренне поблагодарить Халиду Халитовну Галимову и Татьяну Александровну Буркову за приглашение для участия в этой конференции. Я уже не первый раз выступаю на акмолинских чтениях. 3 года назад я тоже в режиме в такой подобной конференции. И, конечно же, впечатления о работе таких конференций, акмолинских чтений, очень такие благоприятные. И я надеюсь, что данная конференция тоже будет способствовать развитию конструктивного диалога между участниками. Сегодняшний день – это в немалой степени претворение идей и практик, уходящих корнями в историю. У каждой такой идеи, практического опыта, открытого факта есть вдохновитель, с именем которого их связывают. И тогда говорят о великом наследии, оставленном первооткрывателем последующим поколениям. В мире достаточно личностей, внесших значительный вклад в развитие различных областей науки, образования, культуры. Их труды широко известны и составляют интеллектуальное достояние человечества. Например, при упоминании Китая всплывают Конфуция, России Достоевского и Толстого, Франции Вольтера и Руссо, Германии Гегеля и Гёте. Башкиры с большой гордостью говорят о Салавате Юлаеве и Мифтахиддине Акмуллы. Такой список можно продолжать до бесконечности. У каждого народа есть свои выдающиеся личности. И у казахского народа есть свои персоналии. Так, мне надо... Свои персоналии, с которыми народ связывает целые эпохи в своей культуре и истории. Такой личностью является Абай Кунанбаев. Как поэт почитается казахским народом так же, как Александр Пушкин русскими, Тарас Шевченко украинцами и Адам Мицкевич поляками. Но он был не только великим поэтом, но и глубоким мыслителем, философом, замечательным переводчиком, талантливым композитором. Общественная деятельность Абая сблизила культуру с русской и западноевропейской. Творческое и общественно-социальное наследие настолько красноречиво, что привлекает внимание исследователей не только в Казахстане, но и во всем мире.
Тому подтверждением является тот факт, что 2020 год был объявлен Международной организацией тюркской культуры Тюрксой годом Абая Кунанбаева в ознаменовании 175-летия выдающегося казахского поэта и просветителя. Наследие Абая – это ценное достояние, открывающее путь к единству и процветанию. В этот юбилейный год проведены и продолжают проводиться многочисленные мероприятия, имеющие одну цель – открыть миру творчество Абая. Ему посвящены конференции, встречи, презентации книг, переводы, поэтические челленджи в разных уголках мира. В Германии, во Франции, в Японии, в США, в России, в Китае, в Грузии, в Украине. Абай Кунанбаев родился 10 августа 1845 года в местечке Жидыбай у подножия Чингисских гор нынешнего Семипалатинска Восточно-Казахстанской области. Большое влияние на формирование молодого Абая оказали его любимая бабушка Зире, большая мастерица устного рассказа, которая назвала внука не Ибрагимом, именем его официального наречения, а Абаем. И это имя означало осмотрительный, осторожный, миленький. Именно это имя и закрепилось за молодым человеком. Не менее важное место в жизни Абая занимала его мать Улжан, добрая и мудрая женщина. Именно благодаря бабушке и матери у Абая рано проснулся интерес к творчеству, к поэзии. Можно сказать, что под чутким руководством и внимательным отношением домочадцев Абай получил не только свое начальное образование, но и главные ориентиры в своей жизни. Ему нравилось слушать народных сказителей, акынов, народную поэзию, стремился больше узнать об обычаях и правилах, по которым жил его народ. Абай происходит из знатного, богатого рода биев и аристократов. Отец Кунанбай начал приучать его к обязанностям главы рода еще с детства. Он научил его быть мудрым, справедливым, сдержанным, послал сына учиться грамоте у муллы. Абай получил образование в медресе Ахмед Ризы в Семипалатинске и одновременно в русской школе этого города. В исламском духовном училище мальчик не только освоил персидский и арабский языки, но и обучился ораторскому искусству. Уже в 28 лет Абай определился со своим будущим. Он читал в оригинале произведения поэтов и мыслителей Востока Алишера Наваи, Фирдауси, Ибн Сина, Физули, Низами и другие. Их мотивы он вплетал в свои произведения. Его поэма «Искандер» об Александре Македонском есть тому подтверждение. Знакомство с русской культурой и русским языком сыграли важную роль в становлении и развитии личности великого казахского поэта. Он нарушил поэмы Пушкина и Лермонтова, басни Крылова. Биография Абая была бы, может быть, неполной, если бы не знакомство еще со ссыльными царского режима Долгополовым, Михаэлисом и Гроссом. Через общение с ними он получил первое приобщение к западноевропейской литературе. Его кумирами стали Гёте и Байрон. Великий Гёте вдохновлял и Михаила Лермонтова. Йоганн Вольфганг Гёте написал «Ночную песню странника». Михаил Лермонтов перевел это стихотворение на русский язык. И дальше с русского варианта на казахский язык перевел Абай Кунанбаев. И эти стихи легли в основу песни, которая сегодня до сих пор очень актуальна среди казахстанцев. Абай сделал более 50 переводов на казахский язык, произведения русских, европейских поэтов, знакомя таким образом свой народ с их наследием. Этот вклад нельзя недооценить, он заслуживает истинного поклонения автору. Из-под пера Абая Кунанбаева вышло 170 стихотворений. Из них наиболее известны произведения, посвященные сезонам года, Кулембаю, Управитель начальству рад, Любовная лирика, Ты зрачок очей моих и другие. Он писал и поэмы, в которых помимо любовных линий были элементы волшебства, например, рассказ Азима и Мазгу. Абая по праву считают
основоположником, инноватором в казахской литературе. Он ввел в казахском стихосложении новые рифмы, размеры стихотворений, а также создал несколько десятков песенно-поэтических произведений, которые имеют большую популярность и по сей день. Имя Абая вписано красной нитью в историю казахской культуры, литературы и просвещения. Его память чтут потомки. Памятники Абаю Курманбаеву установлены не только во всех крупных и малых городах и населенных пунктах Казахстана. Кроме того, они открыты еще и в Москве, в Ташкенте, Тегеране, Стамбуле, Каире, Пекине. Нет ни одного большого города, поселка в Казахстане, где бы не было улицы Абая. Его имя носит Национальный университет, библиотеки, Малый театр, Национальный педагогический университет и целые города. Имя Курманбаева носит горный пик в Заилийском Алатау высотой в 4010 метров над уровнем моря. И это все дань уважения великому казахскому писателю, поэту, философу. Произведения Абая пронизаны общечеловеческими ценностями и гуманистическими идеалами. Еще одно важное произведение великого мыслителя можно сегодня общему национальному. Речь идет о словах назидания, состоящего из 45 отдельных текстов, разных по объему и по написанию, посвященных разным темам. Это кладезь этико-философских мыслей о проблемах и человеческих пороках, о воспитании, о морали и праве, об истории народа, который он бесконечно любит. Смысловой стержень слов назидания великого Абая – это человечность, культура, добродетель. В казахском языке произведение называется «карасёз», что переводится буквально «черное слово». Обратим внимание здесь на переосмысление прилагательного «черный». Дело в том, что «черный» в казахском мировосприятии связан с важными смыслами в жизни казахов в целом. Например, «кара шаңрақ» – это родной кров, «кара жорға» – национальный танец, «кара домбра», священная домбра. И таких примеров много. В большом казахско-русском словаре Бектаева 2007 года словосочетание «карасёз» переводится как «проза». Предполагаем, что влияние великого произведения Абая стало причиной такого расширения семантики и идиоматизации выражения. Больше всего «карасёз» Абая были переведены и продолжают переводиться разными поэтами и писателями на русский язык. Первый перевод был сделан Виктором Шкловским к столетию Абая под названием «Назидание» в 1945 году. После этого было много еще переводов. Но в 70-м году Сатимжан Санбаев опубликовал перевод под названием «Слова назидания». И это издание получилось более удачным и передает всю глубину мысли великого поэта. Именно под этим названием произведение получило сегодня широкую известность. Абая исследователи сравнивают с французским мыслителем Мишелем де Монтенем. Главным отличием является то, что Монтень представляет свои наблюдения за особенностью человеческого мировосприятия, говоря о пороках, этом себя частью этого общества. В словах назидания же Абая звучит глубокое осмысление социальных проблем, обращение к другим, призыв к обществу. Слова назидания Абая сегодня важны как гимн, призывающий к учению, накоплению знаний. Особенно интересно провести параллель их сути к требованиям современных стандартов образования и спроецировать сказанное более века назад мудрости на современные реалии. Я попыталась это сделать. Вот сейчас представлю вот эту свою как бы попытку на ваш суд, и вы посмотрите, насколько это возможно проводить такие параллели. Например, допустим, рассмотрим отдельные отрывки из знаменитого произведения с позиции современного образования. Первое, что бросается в глаза, это Абай мечтает улучшить общество путем приобщения его к знаниям.
Нужно учиться, чтобы узнать то, что знают другие народы, чтобы стать равными среди них, чтобы стать защитой и опорой для своего народа, пишет Абай в своем 25-м слове. В содержании данного призыва усматриваем современные требования типовых правил деятельности организации образования, например, в Казахстане, через доступ к международно-образовательному пространству. Это самое главное требование, которое у нас стоит в типовых правилах. Или, например, концепция развития языкового образования Республики Казахстан в отношении, например, развития межкультурных компетенций, широкого изучения иностранных языков с тем, чтобы иметь доступ к международному образовательному пространству, стать ретрансляторами собственной культуры, истории, национальных ценностей и достоинств. Здесь важными видится в аспекте правил организации учебного процесса по кредитной технологии обучения, внедрение поликультурного и полиязыкового образования, создание всяческих условий мобильности, поступление на программы с выдачей двойного диплома, расширение международных проектов, связи на уровне межвузовских и междисциплинарных контактов. Одним словом, учиться и быть активным участником образовательного процесса, которое сегодня стремится все больше к процессу интернационализации. Так, к примеру, в 32-м слове сказано: «Если ты ценишь знание как высшее благо, каждое открытие новых истин принесет твоей душе покой и удовлетворение». Покой и удовлетворение в сегодняшних терминах – это полное и прочное усвоение знаний, выработка целевых компетенций и получение необходимых всех профессиональных навыков и умений в процессе обучения. Современный стандарт высшего образования требует оценивать подготовку выпускников на основе 8 дублинских дескрипторов первого уровня, как раз взятый тоже в содержании государственной программы развития образования Республики Казахстан на 2020-2025 годы. Если посмотреть на них, то это демонстрация знаний и понимание их в изучаемой области, они должны быть основаны на передовых знаниях, применение знаний и понимания на профессиональном уровне, формулирование аргументов, решение проблем изучаемой области, осуществление сбора, интерпретации информации для формирования суждений с учетом социальных, этических, научных соображений, применять теоретические и практические знания для решения учебно-практических, профессиональных задач в изучаемой области, получать навыки, необходимые для самостоятельного продолжения дальнейшего обучения в изучаемой области, знать методы научных исследований академического письма и применять их, применять знания и понимать факты явления теории и сложной зависимости между ними, понимать значение принципов и культуры академической честности. Компетенции на всех циклах степени сложности выполняемых функций определяются как критическое мышление, креативность, инновационное измерение, активная жизненная позиция. Нетрудно заметить, что современный подход к обучению студентов направлен на порождение, по пониманию великого Абая, в душе покоя и удовлетворения. Регулярный опрос обучающихся на степень удовлетворенности по их условиями и качеством содержания обучения позволяет постоянно получать фидбэк и составлять опережающие планы развития образовательных программ. В 33-м слове, в 38-м слове говорится: хочешь быть богатым, учись ремеслу. Богатство со временем иссякает, а умения нет. Если переложить суть данного высказывания, то это на сегодня актуальное положение практикоориентированности образования. Мы сегодня говорим, что наши все предметы в образовательной программе должны нести профессиональный компонент, который нужно оттачивать в приобретении необходимых для будущей деятельности профессиональных компетенций. Значит, весь наш процесс обучения, он направлен на овладение теорией, практикой, и только тогда мы достигнем профессионализма.
В 38-м слове читаем: «Сила человека заключается в его разуме и знаниях». Мы не стремимся овладеть знаниями в целях наживы. Напротив, используем богатство на пути к овладению знанием. Здесь невольно задумываемся о формах и основных принципах современного образования. И в первую очередь это преемственность и непрерывность образования. Сегодня в Казахстане по заданию главы государства ведется большая работа над разработкой концепции непрерывного образования в Республике Казахстан. И сейчас эта концепция, уже драфт этой концепции имеется, все вузы его обсуждают, и, как ожидается, в феврале этого года эта концепция будет подписана. Конечно же, в основу концепции положен мировой опыт внедрения непрерывного образования. В Казахстане склоняются к южнокорейскому опыту и созданию Национального института непрерывного образования. Южнокорейский опыт, он строится на кредитно-накопительной системе обучения, которая предполагает добавление новых знаний к уже имеющимся. И вот мы, если посмотрим, то это практически то, что мы сегодня очень часто слышим. Это образование на протяжении всей жизни, lifelong learning. Да? И все вот эти три формы образования, это формальное, неформальное и информальное, тоже обсуждаются сегодня среди педагогов, среди высших учебных заведений, я думаю, не только в Казахстане, но и на всем постсоветском пространстве. Но что такое формальное образование, мы, думаю, понимаем. Это обучение в университетах, профессиональных институтах, государственных академиях, в структуре, значит, это все понимается как формальное образование, которое ведет к получению документов установленного образца, то есть официального документа о присвоении образовательно-квалификационного уровня, который признается государством и является основой для приема на работу или назначения на официальную должность. К тому же актуальными, однако, наравне с формальным образованием сегодня становятся виды неформального образования, к которым сегодня относятся различные языковые курсы, сертифицированные курсы переподготовки, школы дополнительного образования. По отношению современном образовании, вот это неформальные виды образования играют вспомогательную роль. Но, тем не менее, на данном этапе сейчас проводятся очень большие исследования, каким образом, значит, инкорпорировать вот, результаты данного неформального образования в общий список накопленных знаний обучающихся. В структуре непрерывного образования различают еще так называемое информальное образование, которое происходит в повседневной жизни, на рабочем месте, в кругу семьи, в свободное время. Оно во многом совпадает со структурой жизнедеятельности человека. Это учение по методу проб и ошибок в виде самостоятельного поиска ответов на волнующие вопросы, в ходе совместного выполнения тех или иных задач, через чтение, путешествие, посещение учреждений культуры и так далее. Но не зря вот народ, и в русском языке мы находим такую пословицу «век живи, век учись». Такие пословицы найдутся, и думаю, что в копилках всех народов. Для учета всей траектории индивидуального образования еще видятся важными профессиональные портфолио, широко применяемые в странах Европы в соответствии с проектом Совета Европы, в который входят 44 страны. Референтные рамки являются базовой основой для двустороннего признания, например, языковых сертификатов, свидетельств, дипломов на территории европейских государств и облегчают академическую мобильность в образовательном и трудовом пространстве. Они позволяют определить уровень, установить учебные цели, определить пути достижения этих целей. Референтные рамки положены в основу европейского языкового портфолио. Я думаю, что данный опыт, конечно же, требует внимательного рассмотрения и внедрения на всем постсоветском полеязыковом пространстве.
Если посмотреть на выше представленный смысл назидательного слова Абая в воспитательном аспекте, то это принцип, о котором еще говорил Сухомлинский, развивательность на стадии раннего развития, а уже в студенческом возрасте искать собственные стимулы к учебе. Великий Абай в своем 32-м слове говорит: для того, чтобы достигнуть намеченной цели и быть верным своему долгу, в характере человека должны быть постоянство, решимость, сильная воля, способные сберечь трезвость рассудка и чистоту совести. Указанные критерии правильного поведения актуальны во все времена. Сегодня изменились ориентиры и требования к образованию и его основным понятиям. Рыночная экономика диктует формирование у молодого человека таких качеств, как обладание аналитическим системным мышлением, умение работать в коллективе, развивать корпоративную культуру, умение к самостоятельному непрерывному поиску информации. Это сегодня отражается в принципе студентоцентрированности вузовского образования. Этому принципу в казахстанском образовании на сегодняшний момент уделяется очень большое внимание. Подготовка студентов к профессиональной деятельности предполагает вооружение его не только системой необходимых знаний, совокупности практических умений и навыков, а это означает помощь в выработке необходимых черт характера, устойчивости к кризисным потрясениям, к форс-мажорным и проблемным ситуациям. Зимняя пишет, что профессионал сегодня – это человек, владеющий в совершенстве предусмотренными профессиональной деятельностью, действиями, операциями, выполняемыми качественно. Поэтому, как утверждают казахстанские ученые и педагоги, первостепенное значение приобретает сегодня органический сплав профессионализма, социальной зрелости, гражданственности, интеллигентности, способности работать с людьми и потребности неукоснительно следовать требованиям общественного долга у молодого человека. Разве не эти новые вызовы времени перекликаются с мыслями великого Абая? В 34-м слове читаем: «Все люди гостят друг у друга, сам человек гость в этой жизни. Так стоит ли злословить, враждовать из-за богатства, завидовать чужому, коситься друг на друга из-за пустяков?» Это общее назидание для современных людей, которым в стремительную эпоху информационного и цифрового развития необходимо равняться друг на друга, стремиться к конкурентоспособности. Именно активация принципа конкурентной среды становится сегодня стимулом к постоянному росту профессионального мастерства преподавателей, которые должны сегодня соответствовать ожиданиям студентов. В 38-м слове Абая как будто бы есть обращение к современному студенту. Если ты обрел любовь к истине, желание учиться, найди в себе внимательный слух и искреннее прилежание. Внимательность, умение воспринимать, фиксировать, перерабатывать услышанное и применять в дальнейшем – это и есть алгоритм действий обучающегося в процессе получения профессионального образования. Современный студент обучается в условиях реализации компетентностного, личностно ориентированного подхода в учебном процессе. Эти новшества предполагают ориентацию образовательного процесса на личность студента, ее мотивы, цель, уровень знаний. В системе инновационного образования интересы человека, познающего истину, становятся на первое место. Преподаватель в современных условиях становится не просто источником знаний, но наставником, модератором учебного занятия, регулирующим потоки информации и технологии обучения. У великого Абая находим в 38-м слове: наставники, достигшие наибольшего успеха в своих наставлениях, называются учеными. И тут же он добавляет, что учитель-наставник должен быть не просто ученым, но и обладать другими качествами. Не всякий ученый мудрец, но всякий мудрец ученый. Об этом мы можем сейчас прочесть в профессиональных требованиях, предъявляемых современным педагогам. Он обязан быть мудрым учителем. Это и есть 4-й принцип по Сухомлинскому. А еще высокая мораль, цивилизованность, принципиальность, вера в способность обучающихся, полная самоотдача, великодушие. Квалификационные требования, предъявляемые к образовательной деятельности в Республике Казахстан, такой пункт, как включение всех стейкхолдеров в активный учебный процесс.
В частности, работодатели и производственники, имеющие накопленный профессиональный опыт, имеют право быть включенными в государственные аттестационные комиссии, как в качестве их полноправных членов, так и в качестве председателей ГАП. Это означает то, что вузы разворачиваются в сторону производства, практики, сокращают разрыв между образованием и производством, стремятся к созданию единого пространства с разными субъектами, имеющими единую цель – поднять качество жизни, вывести страну на новые рубежи развития. Как нетрудно заметить, все современные профессиональные параметры очень хорошо вписываются в понятие мудрость преподавателя. Профессионал в своем деле не может не обладать мудростью. Знания бесконечны. Их можно приобретать в течение всей жизни, как мы это уже увидели, и как прописано в Парижском коммюнике 2018. И для этого есть разные пути. Очное обучение, дистанционное образование, о котором сегодня много говорится. Компьютер вошел в нашу деятельность прочно и надолго. Цифровые знания и умения педагога становятся важными показателями эффективности его труда, так называемого рейтинга. Дистанционные технологии обучения, как мы все прекрасно понимаем сегодня, в условиях пандемии, это очень актуально. Но об этом, конечно, можно говорить уже в теме другого выступления. Но, кажется, все-таки абсолютно прав Абай, когда он, ссылаясь на безграничность сфер знаний в мире, в своем 38-м слове говорит буквально следующее. Ни одному смертному не дано объять разумом, каким колоссальным трудом сотворено и какой могущественной силой собрано в единое целое все, что мы видим и ощущаем. Надо стремиться к знаниям, использовать при этом разные формы и пути их получения, но можно лишь прикоснуться к тому великому знанию, опыту человечеством веками. Это касается всех отраслей знаний, будь то лингвистическое образование, литературоведческое, педагогическое или какое бы то ни было другое. Мы прекрасно осознаем, что основу прогресса сегодня составляет образование и наука. Абай искренне желал, чтобы казахский народ не уставал учиться и развиваться. Не постигнув наук, не хвались, говорит он в одном из своих знаменитых стихотворений. Только образованный человек сегодня способен налаживать межкультурные связи, вести диалоги на межязыковом уровне, поддерживать современную коммуникацию. И нельзя не оценивать те мудрости, которые высказывал великий казахский просветитель Абай Кунанбаев еще более века назад. Как мы убеждаемся, всякая его мысль может легко проецироваться на сегодняшний день. Мы попытались рассмотреть лишь одну грань – призывы к образованию и учению, а между тем в указанных словах назидания собраны мысли о многих других, не менее важных для человечества ценностях. О чем сегодня в казахском обществе говорится, как о реалиях, великий Абай говорил еще много лет назад. Мыслитель призывал нацию к модернизации, обновлению, говорил о необходимости адаптироваться к требованиям времени. И посмотрите, это все сегодня очень актуально. Именно поэтому в казахстанском образовании вырабатывается специальная наука, посвященная глубокому изучению наследия великого мастера слова. Оно так и называется – обаеведение. Также называется обязательный предмет в системе среднего образования. На филологических факультетах казахстанских университетов изучается творчество Абая Кунанбаева, пишутся выпускные работы, защищаются диссертации. И все это дань уважения великому наследию, отзвуки которого слышатся и сегодня. Спасибо. Спасибо большое, Айгуль Ермековна. Вы знаете, вам поступило в трансляции 4 вопроса, я позволю задать себе один. Вот Валерий Аитов спрашивает, из современных казахстанских мыслителей и просветителей может ли кто-либо быть сопоставим с Абаем? Вот современники есть такой же величины мысли? Вы знаете, это... То, что я сейчас скажу, это будет как бы мой индивидуальный взгляд. Естественно. Я лингвист, я не философ, не литературовед, не искусствовед, не историк. Поэтому то, что мне, на мой взгляд, кажется, я могла бы, например, сегодня
Ну, вообще-то, конечно, параллель даже провести, наверное, очень трудно, но казахстанские реалии, они сегодня очень многогранные, и вот такого, чтобы глобального масштаба, как Абай Кунанбаев, вот на сегодняшний момент я не могу назвать ни одного такого, ну вот, действительно многогранного, многоаспектного просветителя, скажем так, который мог бы вот каким-то хоть немножко образом встать в один ряд с Абаем Кунанбаевым. Спасибо. Ну, возможно, Это просто мое большое, личное мнение, возможно, конечно. большое видится на расстоянии, и мы, как правило, к своим современникам относимся, ну, без того пиетета, к которому мы привыкли относиться к великим людям искусства и просвещения в течение истории. Возможно, я уверена, что на самом деле у вас есть в вашей прекрасной стране такие люди, просто, видимо, нужно время для того, чтобы ценить их величие. Что ж, спасибо вам большое за прекрасную лекцию и за мою личную ностальгию по студенческим временам. Спасибо вам большое. Ну и у нас пришло время заключительному докладу на сегодняшней конференции. Предоставляю слово доценту кафедры русской словесности и межкультурной коммуникации, научный руководителю Центра исследований медиакоммуникации Государственного института русского языка имени Александра Сергеевича Пушкина-Щербакову Андрею Владимировичу с очень интересной темой «Русский язык в поликультурной среде. Модели языковой образовательной политики». Здравствуйте, Андрей Владимирович. Добрый день, Екатерина Алексеевна. Добрый день, уважаемые коллеги. Позвольте в первых строках своего выступления поблагодарить оргкомитет и лично Салавата Талгаевича, ректора Башкирского государственного педагогического университета, за приглашение на конференцию и возможность выступить со своим сообщением. И, конечно же, хотелось бы поприветствовать уважаемых коллег, участников этой конференции, но в первую очередь, конечно, тех коллег, которые работают в Башкирском педагогическом университете имени Акмуллы, с которыми и меня лично, и многих коллег по Институту русского языка имени Пушкина связывают объединяют давние профессиональные связи. Ну, мой доклад посвящен вот такой очень важной, как мне кажется, проблеме русский язык в поликультурной среде. И поговорим мы с вами о возможных моделях образовательной политики. Но для начала скажу, что поликультурная среда существовала в России, наверное, очень-очень давно сформировалась. Ну, скажем, в первой половине XIX века, во времена Пушкина, во многих западных и северо-западных регионах Российской империи в основном говорили на немецком, например, языке. Да, и это говорит... Да. Вот так видно сейчас? Да, ничего страшного. Да, достаточно сказать, как я уже повторюсь, да, что в XIX веке во многих регионах России, Российской империи тогда по-русски, в общем-то, мало кто говорил или не говорил вовсе никто. А в этнографическом диктанте, который проводился не так давно, и я в котором принимал участие, я совершил несколько ошибок, связанных как раз с тем, что я видел, когда в вопросе задан вопрос, какие регионы являются самыми многонациональными, оказалось, что правильными ответами являются не республики там, Поволжья или Северного Кавказа, а это Московский регион, Москва и Московская область и город Санкт-Петербург. Да, вот такая неожиданная история. И эти данные как раз зафиксированы, они находятся в открытом доступе на сайте Федерального агентства по делам национальностей. И в соответствии с теми же данными, условно, с очень большой натяжкой мононациональными регионами в нашей стране можно назвать лишь Чеченскую республику, Ингушетию и Тыву, но и только, повторюсь, условно. Да? Понятно, что русскоязычное население там также представлено. А вместе с тем мы понимаем с вами, что языковая ситуация в регионах России очень разная. И обусловлено это разными причинами и какими-то традициями, и национальным языковым разнообразием, миграционными процессами, которые происходят все более интенсивно, причем как внешними, так и внутренними. Скажем, во многих
нашей страны, ну, скажем, много представителей республик Средней Азии. Да, они приезжают туда на работу прежде всего, но со временем остаются, получают российское гражданство и живут вместе с теми народами, которые там жили исконно. Обусловлено это также и статусами языков народов России, поскольку есть у нас и государственные языки, есть официальные языки, есть местные языки там и так далее. И, конечно же, такое разнообразие обусловлено и языковой политикой, проводимой как на федеральном, так и на региональном уровнях. Во многих наших регионах есть законодательство в области языка. Но если мы говорим о каких-то ключевых документах, связанных с языковой политикой, то это, конечно же, Конституция, это закон о языках народов России, это закон о государственном языке России, закон об образовании, включая поправки 2018 года. Это две концепции: концепция преподавания русского, концепция преподавания языков народов России. Но что объединяет все эти документы, это прежде всего то, что на законодательном уровне у нас утверждена политика двуязычия и многоязычия. Ну, приведу только одну такую небольшую цитату, да, что в соответствии со статьей 26 Конституции каждый гражданин у нас имеет право определять и указывать свою национальную принадлежность, право на пользование родным языком, свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества. Ну, а вот в результате прошедшего летом всенародного голосования в статьи 68-69 Конституции внесены поправки, которые касаются русского и других языков народов России. А русский язык объявляется языком государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации. Ну, в прошлом году, еще в ноябре прошлого года, под председательством Владимира Владимировича Путина прошло заседание по русскому языку при президенте, в результате которого президент дал поручение, прежде всего правительству, но и другим органам исполнительной власти. И я на слайде, вы сейчас видите только некоторые из них. Но это те поручения, которые уже начали осуществляться и которые касаются непосредственно системы образования. Во-первых, речь идет об экспертизе грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы современного русского литературного языка как государственного. Это вопрос о подготовке педагогических кадров. Да, это животрепещущая проблема для многих регионов. Это актуализация норм, связанных с поддержкой и продвижением русского языка за рубежом и образования на русском языке. И это, конечно же, поддержка информационной системы «Национальный словарный корпус», да, и программы по сохранению и возрождению языков коренных народов России. Как вот кажется, только эти поручения говорят уже о многом, о том, что внимание со стороны руководства государства к вопросам языковой политики, положения русского языка и других языков народов России, оно вот находится на таком высоком уровне. По сути дела, в современной образовательной практике на территории Российской Федерации представлены 5 билингвальных или мультилингвальных моделей. Вы их видите на экране, я не буду их зачитывать, я просто дам небольшой свой комментарий. Да, вот первая и вторая модели, да, несмотря на то, что там речь идет об обучении в первую очередь на родном языке, а не на русском языке, да, с дальнейшим или параллельным изучением русского языка как государственного, но тем не менее реализация этих двух моделей, как мне представляется, возможно только в таких условиях, когда уровень обучения русскому языку находится просто на очень высоком уровне, извините за тавтологию. Да. То есть кадры, учителя должны владеть русским языком, во-первых, в совершенстве, во-вторых, владеть методиками обучения русскому языку, поскольку если мы реализуем эти две модели первые, то мы должны создать условия для того, чтобы наши школьники сдали экзамен по русскому языку и другим предметам, поскольку там задания сформулированы только на русском языке, и в дальнейшем имели бы возможность обучаться в высших учебных заведениях. Третья модель – это школа с обучением на родном языке по 5 класс, с дальнейшим обучением на русском языке. Она тоже возможна к реализации, но тут уже требуется высокая квалификация учителей родных языков
да, и наличие там соответствующих методик, учебных пособий там, и так далее, поскольку получается, что за 5 лет нужно вывести школьника на высокий уровень владения родным языком. Четвертая модель кажется нам наиболее оптимальной с той точки зрения, что речь идет с обучением на русском языке, как государственном языке, и с углубленным изучением родного языка или государственного языка того региона, где ребенок обучается. Ну и пятая модель – это школа, основанная с учетом этнических традиций, возможно, к реализации в местах компактного проживания каких-то немногочисленных народов, того, чтобы вот поддерживать то культурное разнообразие, сохранять язык, какие-то традиции, может быть, литература, если она имеется, и так далее. При этом при реализации любой из этих указанных моделей мы видим определенные проблемы. Да? Потому что в условиях поликультурной многоязычной среды возникают действительно ряд вопросов, иногда трудно разрешимых. И вот в частности, проведенный еще в 2017 году мониторинг текущего состояния и организации изучения и преподавания русского языка показал, что многие педагоги отмечают, во-первых, необходимость разработки единых правил приема в школу не говорящих по-русски детей, выразили неудовлетворенность в части обеспечения электронными образовательными ресурсами по русскому языку, как неродному. Какие здесь могут быть решения? Ну, в первую очередь, на мой взгляд, возможно создание таких межшкольных центров обучения русскому языку, когда в случае, ну, допустим, если из какой-то национальной республики России, да, где ребенок обучался на родном своем языке, переезжает в другой регион и идет в школу, где нет учителя родного языка, и он вынужден, по сути дела, там чуть ли не с нуля начать изучать русский язык и получать образование на русском языке, да, то вот создание таких межшкольных центров позволит, ну, быстрее просто поднять до необходимого уровня владения русским языком и заниматься им дополнительно, и, соответственно, ходить в те классы, где как раз реально существует та самая поликультурная многоязычная среда. Поправки в закон об образовании 2018 года поставили также вопрос о разграничении содержания предметов русский язык и русский родной язык. В регионах эта дилемма решается по-разному. Где-то вводится под вывеской «русский родной язык» какой-то углубленный курс русского языка, где-то это, по сути, интегрированный курс словесности, где-то это риторика, да, просто названная вот таким образом и так далее. Да. То есть эта проблема решается по-разному, но, на мой взгляд, здесь одним из вариантов может быть следующий. Во-первых, это дифференциация по русскому языку на базовые и профильные уровни, ну, естественно, по выбору учащегося или его родителей. Итоговая аттестация по учебному предмету должна включать оценку уровня владения как письменной, так и устной речи, да? Поскольку мы понимаем, как филологи, как лингвисты, что у нас есть 4 вида речевой деятельности, но устная речь у нас не диагностируется на выходе, при прохождении итоговой государственной аттестации. Но мы знаем, что в 9 классах уже экзамен по устной речи ведется, да, но его нужно выводить уже и на уровень единого государственного экзамена. Ну, как уже было выше отмечено, одной из ключевых проблем в плане преподавания русского языка и родных языков остается, конечно же, кадровая проблема. Здесь многое уже делается, надо отдать должное и руководству, и Министерство науки и высшего образования, и Министерство просвещения. Но здесь в качестве решения, конечно же, видится разработка и внедрение методик преподавания русского языка и других предметов в условиях многоязычия, да, с опорой на достижение лингвистики, теории межкультурной коммуникации, других наук. Причем речь идет о подготовке всех педагогических кадров, а не только учителей русского языка и литературы, поскольку любой учитель-предметник должен обладать необходимыми компетенциями для коммуникации на русском языке и преподавания своего предмета на русском языке. Ну и выводы, которые можно сделать из всего вышеизложенного, сводятся к следующему. Во-первых, русский язык как государственный выполняет в условиях поликультурной среды нациеобразующую функцию, что и зафиксировано в поправках, принятых летом этого года в Конституцию Российской Федерации.
Второе, то, что поликультурная многоязычная среда диктует и определенную форму организации учебного процесса, да, то есть необходимо вот учитывать те самые условия, да, в которых мы существуем, когда мы приходим в класс и видим, что уровень владения, скажем, русским языком у учеников очень разный, да, и то, что они являются представителями разных народов, да, и это все, конечно же, нужно учитывать для того, чтобы делать образование и доступным, и на высоком уровне. Третье, то, что в условиях демократичной языковой политики, да, поскольку у нас конституционно закреплено право на изучение и использование родного языка, да, возможен лишь вариант билингвального или мультилингвального образования. Другого варианта нет. И в этом смысле такая политика образовательная идет вполне себе в русле рекомендаций ЮНЕСКО по вопросах языка, да, когда каждый современный человек должен владеть своим родным языком, государственным языком той страны, в которой он живет, и еще одним каким-то иностранным языком, желательно из числа 6 мировых языков, то есть английский, французский, испанский, китайский, арабский и русский. В этом смысле у нас сама среда нас подталкивает к тому, чтобы мы следовали этим рекомендациям ЮНЕСКО. Четвертый момент, то, что в российских условиях возможна реализация разных моделей языковой образовательной политики в зависимости от языковой ситуации в регионе, от того, какое место в регионе занимает тот или иной язык, да, сколько носителей языка существует, да, есть ли условия для обучения этим языкам в школе там, и так далее. Но я уже об этом говорил, и здесь пятый момент. Оптимальной все же представляется модель с обучением на русском языке, да, по крайней мере в школьной практике, с параллельным углубленным изучением родного языка или государственного языка региона. Да, эта модель видится нам оптимальной с той точки зрения, что любой выпускник нашей школы, российской школы, должен, конечно же, владеть русским языком как государственным, но при этом желательно, чтобы он владел и своим родным языком, да, мы тем самым обеспечим ему его же конституционное право. На этом я остановлюсь. Спасибо за внимание. Спасибо вам большое, Андрей Владимирович. Не стану я задавать вопросов и больше мучить, потому что это был достаточно серьезный, насыщенный день, и когда вы выступаете последним, всегда как-то хочется, мне кажется, то есть уже не до вопросов. Спасибо вам огромное, ваш доклад был очень интересен, и соотношение и право вообще регионов выбирать ту или иную модель в изучении родного и русского языка, конечно, вот я об этой свободе, которая есть у регионов, допустим, не знала. Поэтому спасибо вам большое за такую интересную информацию. Дело в том, что для Башкирии это актуально, у нас ведутся споры, родной язык, русский, это все очень энергично у нас происходит, поэтому большое спасибо за такую информацию. На этом я прощаюсь с нашими участниками, благодарю их за интересные доклады, а зрителей благодарю за внимание и комментарии. Да, наша конференция заканчивается, но Национальный педагогический форум продолжается, он будет идти всю эту рабочую неделю. Программа подробная на сайте, присоединяйтесь к лекциям, которые будут онлайн, присоединяйтесь к знаниям, ведь познание нового, пожалуй, самое интересное, что есть на свете. С вами была Екатерина Телина. Увидимся, берегите себя.